Ассаляму алейкум, сайгылы телесерджілеріміз. В ефірі програма «Бугун». І я рада вітати гостя сьогоднішньої нашої програми. Це голова правління організації «Арекет», керівник гуртка «Англійська для малечі» Амет Бекіров. Ассаляму алейкум, Амет бей. Селям Іль-Богдан, вітання з Львова. Пек гузель. Амет бей, розкажіть про себе, як опинилися в Дрогобичі, а згодом у Львові. Ой, нам передачи не хватит, если я буду все подробно говорить. Смотрите, в 2014 году холодное лето 2014 года мы принимаем решение выезжать тимчасово из Крыма. И так получается, всех подробностей это очень долго говорить, опиняемся у славному Дрогобичі. В Дрогобичі мы прожили 3 года, 11 дней и 2 месяца. И потом уже в 2017 году, как раз 11 листопада, переезжаем уже во Львов. То есть это наше было осознанное решение временно, тимчасово выехать из родного Крыма. А чому саме Львів? Дрогобич, Львів. Очень хороший вопрос, и это очень часто, да, мне приходилось отвечать на этот вопрос. Когда-то, давным-давно, я очень любил смотреть передачу «Орел и решка» про путешествия. И вот в одной из передач там показывали именно Львов. И я своей диляре, моей дружине, сказал: ой, как хорошо было бы однажды посетить этот прекрасный, чудесный город, да. И вот тогда это, когда я отпустил эту мечту свою во Вселенную, и получается, что будьте осторожны, будьте очень осторожны со своими мечтами. Они, оказывается, исполняются. И вот так, что когда принимали, были родственники на материковой частине, да, Украины, но мы решили, это же все было временно, давайте поедем во Львов. Но так получилось, так Вселенная услышала, наверное, по-другому, и мы очутились в славном Дрогобичі. Вот так получилось. А наскільки важким був переїзд? Крим, як це можливо? Дуже важкий, дуже важкий. Це була дитяча мрія. З 5 років я мріяв про мій Крим, про мою казку, да? І хвала Вселенной, Всесвіту, да? Всесвіт хоче мене. І одного разу я був вже в рідному Криму. Стоп, я що запутався. Я коли згадую про Крим, у мене стільки емоцій. Ще раз питання, будь ласка. Наскільки важким був переїзд до Львова, до Західної України? Так, важкий, дуже важкий. Так, це уявляєте собі, коли я вже був в славному Дрогобичі, да, я постійно собі задав питання, а є життя після мрії? У мене ж моя мрія, да, моя мечта осуществилась. И тут вдруг, да, поменялось, все вокруг поменялось. И я постоянно задавал себе вопрос, есть ли жизнь после мечты?
какая она, что. И вот выбор, конечно, трудный. Но если говорить уже честно, на тот момент, в 2014 году, действительно мы думали, что это временно, что мы временно выезжаем из Однакма. Поэтому как-то сильно сильно на тот момент осознание не приходило. Осознание приходит постепенно, только сейчас, уже на 7-й год, ты понимаешь, да, что мечта, или вот так я лучше скажу, мечта народжується знову. Ось так. А як сприйняли вас місцеві? Як ставилися до кримських татар? Дуже файно, дуже гарно. Дивіться, у мене є досвід, да, я можу розповідати про Славу Дрогобич і про місто, тому я частково мешкаю зі своєю родиною. І у мене такі два досвіди. Перший досвід – Славний Дрогобич. Місцеві люди, да, с любовью, с добротою. Года, 2 месяца и 11 дней, что мы жили в Славном Дрогобиче, это была любовь. И потом уже переехала в этот город, где мы сейчас, да, живем. Я могу уже с уверенностью сказать, что вот любовь я почувствовал, любовь именно людей, городка, да, маленького городка, я почувствовал именно в первые 3 года. Эта любовь и нужна, потому что первые 3 года были очень сложными. Вот эта перетурбация, осознание какое-то, да, метаморфозы действительно в мышлении, в осознании, да, всего происходящего происходили именно в первые 3 года. И поэтому я очень благодарен, да, вот моему любимому Славному Дрогобичу за его теплоту, за его любовь. А когда мы переехали уже в Львов, здесь уже я был потоплен, здесь уже меня питала любовь Славного Дрогобича, да, и мне здесь были новые испытания, новый досвид. Тут, во-первых, город большой, город туристический, люди уже другие, другой светогляд, другое мировоззрение, да, всех реально здесь. І вот Всесвіту, да, дякую, да, вот Вселенной за те, що, по-перше, після мого раю, після мого рідного Криму, у мене був Славний Дрогобич. Тому що якщо би я з Криму одразу опинилася би тут, в этом городе, то я по-другому бы, наверное, воспринимал, да, по-другому. Но факт остается фактом. Сначала был Дрогобич с любовью, а теперь уже этот город, в котором я сейчас, да, здесь очень мне нравится слоган Львова, да, «Львів відкритий для світу». И вот эта відкритость, об відкритости, це можна поговорить уже, ну, я не знаю, потом, может быть, но хорошо сначала быть вот так. Поэтому у меня уже есть вот эти 2 опыта, 2 досвіда проживания в 2 городах. А Медвій, а що відрізняє українців Львівщини і Криму? Що відрізняє українців Львівщини і Криму? Ух ты! Ха-ха! Очень класно, це дуже файне питання. Дивіться, в Криму я даже не замысливался, да, про идентичность, про, как это сказать, да, то есть в Крыму у меня по-другому было. Да, мы
мой сын пошел в украинский класс, и предметы там были українською, но вот вчителька, розмовляла з нами російською, і оточення було російськомовне. А в Криму моє оточення було російськомовне. І я не знаю українців російськомовних, не відрізняв. А вот когда я уже попал, в Драгобыч, вот тут у меня мое знакомство с іншей культурой, с іншими людьми. И самое, что мне помогало, может быть, это мое личное, когда ты открыт миру, то мир открывается тебе. И когда ты с улыбкой, к человеку обращаешься, открыто, то и ты в ответ видишь улыбку и понимание. И вот первые 3 года в славном Драгобыче, вот это было открытие мешканцям Дрогобича. И дрогобычане відкривалися нам. То есть вот эти в первые 3 года было очень сильное, такое взаимоузнавание. Вот так я могу сказать. И действительно, я могу вот ответить на этот вопрос уже как? Драгобычане и львовяне. Вот здесь я уже могу видеть разительные отличия. А украинцы Крыма и украинцы сейчас тут на западе Украины, здесь я ничего не могу сказать. Вот так. Дуже цікаво. Ви очолюєте організацію «Арекет». Які проєкти вдалося виконати? Ух ти, супер, дякую за питання. Все почалося з Дрогобича. Я дуже щось багато розповів. Тому що коли я згадую мій шлях тут протягом 7 років, я постійно перший був Дрогобич. Саме в Дрогобичі ми створили громадську організацію «Арекет». Це рух, а рух – це життя. І є історія успіху і історія тиші. От історія успіху, можна сказати, про Дрогобич. История тишины – это уже больше про Львов. В 2017 году, у нас был очень классный проект в Дрогобиче. Его назвали «Мандрівний музей». И мы представляли дрогобычанам культуру, историю, ремесла крымских татар. Пригласили нашу історикиню Гульнару Бекірову. Она розповідала про національний рух в університеті імені Івана Франка. Мы пригласили нашего маэстро Шарикова. Он расповедал, играл, показывал наши национальные музыкальные инструменты. И впервые в истории славного Дрогобича на ратуше с высоты птичьего полета лунала наша национальная татарская музыка. Це було неймовірно. Це було супер. Мы приглашали Рустема Скибина. Как раз был тиждень австрийской культуры в Дрогобиче. И Рустем Скибин показывал наше искусство, прикладное искусство. Австрийцы были в шоке. Они реально были шокованы. По-перше, как это в таком городке маленьком, и искусство такого великого народа. Это просто у меня, я згадую, тот проект, и у меня просто мурашки по телу, когда действительно вот эта маленькая крапелька Кара-Денис, которую мы старались показать в
Драгобычи. И это я уверен, это у нас получалось. Но, когда мы уже переехали в место, відкрите для світу, здесь уже новый досвід. Здесь все начиналось сначала. Мне очень импонирует, знаете, такое выражение, когда ты поднялся на гору, имей силы спуститься с горы и снова набирать силы, подниматься крок за кроком снова выше, выше и выше. И если в славном Драгобыче мы поднялись на маленькую, такой холмик, на гору за 3 года, то здесь, во Львове, уже проходит 4 года, и я еще даже не вижу ту высоту, на которую, можно подняться именно здесь. Вот так я могу сказать. И я отвечаю, если конкретно отвечаю на ваш вопрос, чем занимается, громадская организация «Рекет», то именно культура. Через культуру мы можем достучаться до людей. Вот так. А як взагалі сприймаються кримські татари на Заході? Як взагалі сприймаються кримські татари на Заході України? Sorry, я щось не чув питання. Ще раз, будь ласка. Гарби Українада Крым татарларны насыл кабул этелер? Як сприймаються кримські татари? Еще раз вопрос. Как Як сприймаються кримські татари на Заході України? На западе Украины, вот смотрите, я не могу говорить про весь заход Украины. Это Драгобыч и Львов. К крымским татарам, крымским татарам хорошее отношение, но нам нужно учиться говорить на равных с владой, с той властью, которая есть на местах, показывать постоянно, почему-то, я заметил, мы постоянно должны говорить себе, мы постоянно должны доказывать, что у нас есть культура, что у нас есть традиция, что у нас есть рідна наша мова. І вот це з одного боку, це добре, це нас воспитує, це нас учить, не останавливаться на нашому пути. А з боку, я, например, казалось бы, уже 7 лет, многие, уже узнали про Крым, но иногда чисто на бытовом уровне до сих пор еще очень много каких-то стереотипного мышления, до сих пор еще люди на побытовом рівні, чувствуют какие-то стереотипы. Трудно очень, как это называется, даже не знаю. Если отвечать конкретно на ваш вопрос, то люди здесь, на западе Украины, к крымским татарам относятся по-доброму. Здесь еще очень большое влияние играет история. Ці трагічні сторінки історії. Тому що коли ми починаємо говорити про історію, про всі ці жахіття, які були з нашими народами, то тут тут эмоциональное сближение получается. Потому что когда я начинаю говорить про историю своей семьи, историю своего народа, то в
ответ в диалоге, да, я слышу, как будто действительно на одной мове мы говорим. То есть вот эта история очень сильная, да, очень сильно сближает нас. Мгм. Амед Бей, Вот. Ну и да, Амед Бей, так, а що слухай. пропонує освітний проєкт на урок? Ух ти, супер. Дивіться, саме сьогодні, 17 листопада, да, минулого вже року, я вперше дал открытый вебинар на этой платформе, на этой образовательной платформе по теме, да, по своей теме английский язык. Там, ну, я точно не помню сейчас, надо посмотреть, да, что за тема там была. Но эта платформа, освітня платформа, дает можливість, да, вчителям показывать свой опыт, поделиться своим опытом, своими наработками. Там очень много уроков, которые учителя берут да, на вооружение, применяют их у себя на уроках. Почему я именно заинтересовался этой платформой? Потому что именно в прошлом году я вернулся в учительство, в свою педагогическую деятельность. 6 лет я не преподавал английский язык, а еще в Узбекистане, в Крыму мой опыт, да, это 18 лет, а в Узбекистане 5 лет, в моем родном Крыму 13 лет, да, я был учителем, простой учитель английского языка, и для меня это было достаточно. Но с 2014 года я перешел в другую область, и мне было очень комфортно, когда я мог рассказать, да, про культуру крымских татар, да, про традиции, говорил, да. Поэтому мы же и организовали, да, вот создали громадскую организацию «Арекет». И вот, в прошлом году я возвращаю педагогическую деятельность, сразу захожу в интернет, ищу какие-то новинки, инновации, да, в преподавании. То есть сразу дайвинг, да, такой произошел, зануривание в освітній процесс. И мне очень помогла эта платформа. Я там посещал сам вебинары, да, и именно 17 листопада прошлого года уже, да, провел свой первый вебинар, потом второй был, третий, 3 вебинара. Сейчас уже прошло 3 месяца, ни одного вебинара я не провожу. А я уже на эту платформу загружаю работы своих уроков, которые провожу, да, со своими воспитанниками в кружке английского knowledge. Для учителей это двойная выгода участия в этой платформе на урок. Первое — это поделиться своим опытом, рассказать, что ты умеешь, что ты достиг, и получить обратную связь, читать вебинары, показывать себя. То есть вот, очень хорошая платформа. Угу. Амед Бей, а як це викладати в час пандемії? Ой-ой-ой, пандемия реально. Я в первый год пандемии я так сильно не чувствовал ее. Как потом уже. И вот сейчас она меня захлестывает. Добре те, що действительно в прошлом году я вернулся в школу. Это действительно была материальная поддержка. Я отримував, да, стабільну зарплату. И это хоть как-то поддерживало меня. Это дуже великий виклик. Это действительно многие учителя, активная часть учителей, те, кто хотели идти в ногу со временем, они уже давно и до пандемии применяли вот такие онлайн-уроки, работали с интернетом, но вот именно в пандемию, да,
многие учителя, становятся опыта, когда приходилось, да, учиться самому, преподавать ученикам. Я могу, именно что я коснулся, я уже как батька, да, как отец могу сказать. Первый год, когда моя дочка, да, училась дистанционно, это был жах, це реальний жах. Вчителі, да, я побачив, які вчителі вчать мою доньку. Це перше, да, це був жах. По-друге, и уже во вторую, да, волну пандемии, да, с этого года мы свою донечку определили на дистанционное навчание, дистанционная школа «Оптима». И теперь она учится дистанционно. И вот это действительно освіта на високом рівні. Чому? Тому що кожен урок розписан. То есть подготовленный материал. Перед контролем работы можно вернуться на тот урок в сжатом виде, да, в виде конспекта. Все зарегистрировано, все на блюдечке разложено. То есть в современном мире, да, вот именно такое дистанционное навчание, да, оно, на мой взгляд, очень хорошо принимается. Сейчас ми дуже задоволені іменно дистанційним навчанням. Амід Бей, ви розробили багато методик для викладання мов. А як цей досвід може бути використаний для збереження кримсько-татарської? Ой, це дуже велика проблема. Дивіться, честно говоря, да, я даже не замысливался. Казалось бы, я вернулся к истокам, да, я вернулся на Батьківщину, в родной Крым, и просто слишком мало я прожил в Крыму. Да, я просто не успел, действительно не успел. Поэтому говорит же, торопитесь жизнь, она в любой момент может закончиться, да. А в Крыму я даже не замысливался. Почему еще тут чисто, понимаете, когда я розмовлял російською мовою, мені говорили: ти не знаешь крымско-татарский, а ну давай разговаривай по-крымско-татарски. И то есть вот это мне говорит, я был в шоке, да, что это такое? Что за нагнетание, да? То есть это было действительно дуже цікаво, це дуже цікаво. Але коли ми вже опинилися в Драгобичі, і коли я в розмові з людьми, з дрогобичанами, і вже здесь, да, постійно говорять про мову, і я дійсно осознанно, реально мова важить. То есть нужно учить язык. И поэтому я как могу сказать, сейчас очень хорошо, что есть интернет, очень много онлайн. Я узнал, что появилась интерактивная, да, онлайн-платформа, где ребята, молодые ребята, организовали уроки таким образом, что можно действительно учиться. Вот именно сучасний підхід до вивчення нашої кримсько-татарської мови. Я з донечкою вчора пройшов перші уроки і був дуже задоволений. І там вибираєш латинський алфавит, кириллицу, да, мы выбираем латинский, потому что там есть греческую, английскую, это, да, донечка проходит. То есть латинка тут нам ближе. И поэтому, буду сказать, нужно реально помогать таким активным, молодым ребятам, которые в тренде, которые создают реальные, крутые вещи. И
поддерживать их, да, распространять, говорить о платформах, да, таких онлайн-уроках. И, конечно же, нужна осознанность. Нужна осознанность, чтобы понять, методики хорошо, но если человек, да, не осознал, что ему нужна мова, то это, конечно, сложно. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос, да, вот как перший крок – це навіщо? Навіщо? Для чого тобі мова? Вот, если на этот вопрос ты ответишь уже с уверенностью, то уже можешь найти багато, безліч, да, методик, онлайн-уроков, и будешь и слушать, да, крымско-татарские сказки. Я вот смотрю сейчас, и в Крыму очень хорошие материалы, методики, песни крымско-татарские, учим слова. То есть на данный этап есть все возможности в изучении, да, крымско-татарского языка. Главное, чтобы была именно воля и осознанность. Это. Çok sağ olunuz Ahmet Bey. Bu sizge can yürekten minnettarmız ve sizge işlerinizde muvaffakiyetler тілейміз. А ми продовжуємо наш ефір. І я зараз пропоную послухати дуже яскравий і цікавий кліп. І далі ми продовжимо. Bahçeden bir gül kopardı. Vardım yare bahçesine, gül kopardım, kokladım. У виконанні для Віри Османова була пісня «Мектуб», а і зараз з нами на прямому зв'язку творчий керівник проєкту «Емель» Ілля Фетісов. Селям алейкум, рада вас вітати.
Дякую. Ілля Бєй, розкажіть, коли вперше познайомилися з кримсько-татарським фольклором? Це було в 2005 році, коли ми проводили в Криму кримсько-татарську школу традиційного народного мистецтва. У нас на той момент вже був досвід, ми 3 роки проводили подібну школу в Карпатах. І от виник інтерес, а що ж відбувається з кримсько-татарською народною культурою, і ми тоді робили це в Євпаторії, перша школа відбувалася, і ми активно співпрацювали з кримсько-татарськими музикантами. Зокрема, ми їздили в Сімферополь до учасників ансамблю «Крим», бо ми були знайомі з Сервером Какурою, який брав участь у фестивалі «Країна мрії» в 2005 році, я якраз займався організацією цього фестивалю. Тоді ми в самому Євпаторії познайомилися з прекрасним музикантом, який тоді грав в ансамблі «Хайтарма» Сервером Мамбетовим, кларнетистом і знавцем старовинних пісень. А також у нас була надзвичайно цікава вилазка з Євпаторії. Ми поїхали в мікрорайон Ісмаїл-Бей. Це мікрорайон, який знаходиться під Євпаторією, це компактне поселення кримських татар. Переважно це вихідці з типової частини Криму, Нагаї. І от там ми записували бабусь 20-30-х років народження, які нам співали старовинні кримсько-татарські народні пісні. Це була перша така впритул знайомства з традиційним кримсько-татарським фольклором. Потім ми подібну школу проводили на наступний рік, у 2006-му, де ми теж записали частину ще нових пісень. І ще в 2007 році проводився цей захід, потім ми вже, на жаль, не могли його проводити. А вам з групи організації АЛЕМ вдалося реалізувати дуже яскравий проєкт. Розкажіть про мету проєкту і що вдалося реалізувати. Треба сказати, що проєкт «Емель», керівником проєкту є Есма Аджиєва, голова громадської організації «АЛЕМ». Я займався творчою частиною. Проєкт відбувався за підтримки Українського культурного фонду, тобто це, якби не фінансування Українського культурного фонду, звісно, ми б не змогли реалізувати такий масштабний проєкт. Треба сказати, що, як на мою думку, ми повністю досягли всіх результатів. Ми зняли 10 відеороликів, в якому представлені кримсько-татарські народні пісні. Особливістю цього проєкту було те, що в ньому брали участь не тільки кримські татари, бо ми зараз бачили виконання носія, автентика Ділявера Османова, прекрасне виконання, реальне. Але також брали участь українські співаки, тобто навіть не зовсім співаки, тобто серед них був тільки одна співачка, це Сусанна Карпенко, яка ще з 2005 року почала співати кримсько-татарські пісні, окрім фольклорних українських пісень. А також там було 4 актори з Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, які спеціально для цього проєкту вивчили кримсько-татарські пісні з того архіву, який ми записали у 2005-2006 роках. Це є народні артисти України Наталія Сумська, Тетяна Міхіна і заслужені артисти України Олександр Печериця і Дмитро Чернов. Тобто це люди, які перший раз в житті познайомилися з кримсько-татарським фольклором. І саме ідея їх залучення і полягає з назви. Тобто це прагнення. Прагнення що? Прагнення зберегти, прагнення познайомити і прагнення перейняти, пізнати кримсько-татарський фольклор. Тобто цим проєктом ми хотіли показати, що кримсько-татарський фольклор він не є чужий для українців. Українці можуть співати ці пісні і розуміти їх, і переживати їх так само, як це роблять кримські татари. Дуже вам дякую. А чому, на вашу думку, полягає вокальна специфіка виконання кримсько-татарських пісень? Ми побачили в цьому проєкті досить такий великий спектр, який пов'язаний з етнографічними зонами Криму. Тобто це є південь, який більш орнаментований, і там більше, як ми по-українськи кажемо, колін, тобто слово розспівів. А пісні ногайські, вони дуже подібні до українських пісень. Я би сказав, надзвичайно подібні. І навіть манера виконання і стилістика, і тембри, які використовуються саме автентичними виконавцями кримсько-татарськими, яких ми тоді записували, вони надзвичайно похожі на те, як співають наші українські бабусі. Тобто я думаю, що у нас насправді дуже багато спільного в наших культурах, ми просто про це ще не здогадуємося. А чи доводилось з кожним артистом працювати індивідуально? Все-таки складна мова, мелизматика. Скільки часу працювали над піснями? Ви не повірите, але їх вивчили майже за місяць.
Тобто актори дуже так ретельно взялися. Ними займалася Сусанна Карпенко, яка також співала в цьому проєкті, але вона є також головним хормейстером Національного академічного театру імені Івана Франка. І вона знала вже цих акторів, що вони здатні заспівати, і вона розподілила їм пісні. Ми вибирали ці пісні відповідно до характерів людей, і ми дуже влучно підібрали. Дійсно, актори співають, навіть наче кожен свою пісню співає. Тетяна Міхіна навіть приїхала на знімальний майданчик разом з маленьким Богданчиком, якому було ще 2 місяці, і вона співала йому колискову на знімальному майданчику. Тому, да, звичайно, це було їм важко, тому що це була незнайома мова, яку треба було вивчити на пам'ять. І добре, що мелодії пісень, як я вже казав, не такі складні в тому плані, що вони співали нагайські пісні. І дійсно нагайські пісні до українських пісень вони ближче, ніж, наприклад, південнобережні. Для нас дійсно це трошки інша стилістика. От Джамала, яку ми зараз бачимо в кадрі, вона співала південнобережну пісню, як і Ділявер. А ми так взяли спеціально, щоб українці співали ті пісні, які інтонаційно ближче до українського фольклору. Ми ще покажемо, у нас вже є, ми покажемо, всіх покажемо. А хто працював над аранжуваннями та костюмами? Над костюмами українських виконавців працювала Есма Аджієва, тобто це її колекція народного вбрання, і всі українські артисти, вони виступали в тих костюмах, які надала пані Есма. Кримсько-татарські виконавці власно одягалися на власний смак і розсуд. Стосовно музики, це дуже цікаво, тому що всім, кому ми розказуємо, по-перше, вони навіть не розуміють, що вони бачать перед собою. Ми бачимо лайви. Тобто це люди, які вживу, в реальності співають в кадрі. Це не є студійний запис. Тобто це от те, що Ділявер співав, це він прийшов туди на знімальний майданчик і він це заспівав. Просто робилося декілька відеодублів, і якщо там ми бачимо, що десь, наприклад, губи не сходяться з музикою, то це не тому, що виконавець не попадає під власну фонограму, а від того, що взяті різні відеодублі, але він співав один дубль, це який знятий крупним планом. Тобто те, що крупним планом, це є саме реальне виконання. І всі співаки співали вживу. І це дуже важливо, тому що зараз, на жаль, більшість виконавців, які ми бачимо кліпи, це все записано під фонограму. Так само стосовно музики. Коли люди співали, на знімальному майданчику не було ніякої музики. Вони співали, був тільки людина, її пісня і простір. І все. Більше нічого не було. І людина не була обмежена ніякими зовнішніми шумами, ніякою зовнішньою музикою. Та музика, яку ви чуєте в кадрі, це геніальна робота знаменитої української композиторки Алли Загайкевич, яка писала музику вже під записані аудіотреки. Це, звичайно, дуже карколомна робота, дуже складна робота, тому що, ви розумієте, це набагато важче, ніж коли виконавець співає під записану музику, ніж композитору створювати музику під записану аудіодоріжку. Тому, звичайно, Алла впоралася надзвичайно блискуче, і її обробки, вони надзвичайно прикрасили звукове тло проєкту. Я зараз пропоную послухати теж яскравий номер, і далі ми продовжимо нашу бесіду. Kapırtında takır takır ben sanetim ketin tokur almış eline kitabın okuri molla olgan şov sıçan ah sıçan vak sıçan ekede köze kör sıçan bali mezinin balına dali be gezere şov sıçan kordenezim sıçanı raftan dilepke hıçını elinde hapsta kaçanı Bostancı olgan şov sıçan ah sıçanı vak sıçan ekede koze kör sıçan balı mezinin balına dali be gezere şov sıçan bezim sıçan evlenecek tahta bir de kız birinecek şibirilen halki toyşalacak perilir kalka oynanacak ah sıçanı vak sıçan ekede koze kör sıçan balı mezinin balına
дали би гезери шоу сичан, ах, сичани, вах, сичан, екеде козекер сичан, бали мезинин балина, дали би гезери шоу сичан. А ми продовжуємо наш ефір. Я нагадаю, гость нашої програми, творчий керівник проєкту «Емель» Ілля Фетісов. Ілля, розкажіть, будь ласка, хто виконував дуже складна пісня «Сичан», вона дуже складна і дуже професійне виконання, дуже аутентична. Я в такому, знаєте, в такому захваті. Це геніальний, як на мене, актор театру Івана Франка Олександр Печериця. Він, по-перше, вивчив текст повністю на пам'ять, тобто він був повністю підготований, вивчив мелодію. Мелодія дійсно дуже складна. Звичайно, з ним працювала Сусанна Карпенко, йому допомагала в вивченні мелодії, бо мелодія, вона є місцями наче інтонується, місцями декламується. І це реально дуже складно, і тим більше, коли декламується, це дуже швидко, і міняються слова. Звичайно, робота Сашка мені дуже сподобалась. Я вважаю, що це дійсно один з найяскравіших роликів проєкту. А пісню ми записали з Сусанною в 2005 році від Еміра Метової Гюльшепчем, 29-го року народження, вона уродженка міста Євпаторії. І оце цю пісню вона нам і виконала. І це, власне, з архіву ансамблю «Божичі». Ця пісня ожила завдяки проєкту «Емель». Да, вона дійсно ожила. Навіть «Кримський татарець» ми дуже рідко виконуємо цю пісню, а зараз ця пісня дійсно ожила. Ви працювали над творчою частиною проєкту. Які завдання і цілі ви ставили як керівник? Що було найскладнішим? Ви знаєте, треба сказати, що ми відчували весь час підтримку Аллаха в цьому проєкті, тому що він пройшов на одному диханні. І всі якісь технічні моменти, які раптом виникали, несподівано якісь перешкоди, наприклад, нам довелося поміняти точку зйомок, нам довелося поміняти концепцію декорації сцени. Вони всі вирішувалися, і завжди люди нам приходили на допомогу. І завдяки цьому нам вдалося повністю виконати всі технічні завдання, які ми ставили, і, зокрема, і творчі завдання. Моя функція була підібрати команду, яка би це реалізовувала. І тут дійсно дуже важливий момент, що команда фактично на 90% складалася з українців. Тобто кримсько-татарський проєкт, в ньому брали участь лише, я не кажу про артистів, а в організації. Двоє кримських татар. Це керівник організації, керівник проєкту організації «Алем» Есма Аджієва і оператор цього чудових відеороликів Руслан Інгазіров, який відчув патріотичні такі почуття до культури кримсько-татарської, до народної. Він так дуже гарно включився в процес і дуже творчо знімав. А вся інша творча команда – це українці. І, звичайно, треба сказати про режисера цих відеороликів. Це прекрасний митець, режисер Остап Костюк. Він зараз відомий тим, що він зняв дуже гарний документальний фільм «Жива ватра», який виграв декілька премій на кінофестивалях, нагород на кінофестивалях, зокрема в Канаді. Це фільм, який показує життя гірських ватагів, тобто пастухів, які живуть в горах, в Карпатах, на полонині. Вони уходять туди більше, ніж на півроку, і вони там в горах живуть, і тільки вони, і худоба, і вони цю худобу доять, і які там в них історії, легенди, як це відбувається, яка музика. І Остап сам по собі музикант. Він сам родом з Гуцульщини, і він знає цю традицію гуцульську, він грає на музичних інструментах духових. І, звичайно, коли ми його залучили, це була ідея Алли Загайкевич, яка писала музику до саме його фільму «Жива ватра». І він сказав, що краще Остапа вам ніхто це не зніметь, бо він відчуває музику. І це дійсно дуже важливо, коли режисер не просто режисер, а це режисер, який відчуває музику. І він, відповідно, знає, як він хоче потім цю пісню побачити. Не просто картинку, а саме, щоб це була і пісня. Зокрема, це проявлялося також і в тексті, тому що ви бачите, що всі пісні мають український переклад, причому віршований переклад. І це ідея Остапа була, щоб цей переклад був віршованим. Тому що початково ми планували прозовий текст, але який би був такий художній, але прозовий текст. І коли він побачив цей прозовий текст в сказі, він каже, ні, воно не дивиться. І мені довелося стати поетом, тому що в мене немає поетичного досвіду такого. Я перші вірші почав писати влітку минулого року.
Хоча до того, як керівник фольклорного ансамблю, я іноді там дописував якісь куплети в піснях, якщо, наприклад, гарна пісня, а бракує, бабусі забули, наприклад, куплет, якісь там натяки про що там, вона там на свої слова переходить, там оце розказує, доводилось досочиняти. А отак, щоб писати вірші, і я, працюючи над цими віршами, зрозумів, що кримсько-татарська мова дуже близька до української, дуже легко було перекладати. Тобто переклад вийшов дослівний, але віршований. Тобто не треба було переставляти слова місцями. І мені навіть дуже сподобалось, коли Ельвіра Серехаліл співала пісню «Демірджилер», і вона це зображувала жестами, мімікою. І коли я побачив це своїм текстом, я думаю, це ж треба мені так вдалося перекласти, що начебто вона під український текст показує. Тобто текст впав з її жестами. І, звичайно, завдяки Остапу вдалося реалізувати цю ідею з текстом в кадрі, тому що спершу це була така трошки скепсис з цього приводу, тому що є ж картинка і треба ще й текст показати. Але ми не хотіли робити субтитри, тому що субтитри – це, воно псує зразу весь художній ряд. І тому Остап поставив завдання для оператора знімати мобільною камерою, тобто динамічною камерою. Камера, якщо ви бачите, міняється весь час плани, і текст з'являється саме на великих планах, на загальних планах, тому що на крупному плані це би не етично було, якби текст з'явився там на обличчі виконавця. Але для цього треба одразу було так знімати. Відповідно, якби ми так не знімали, зразу не стояло цього завдання, і Остап не поставив правильні завдання для оператора, потім би не могли вписати текст в кадр. Тому, звичайно, тут велика дуже його заслуга. І взагалі ці творчі всі ролики, вони, звичайно, відеоряд повністю створений Остапом і командою, яка працювала. Там досить великий список, я всіх, на жаль, не можу згадати, але, звичайно, автори відеоарту тут дуже постаралися. Дуже цікавий проєкт. Чи плануєте реалізувати такі проєкти і далі? Ми плануємо звернутися знову-таки з ідеєю до Українського культурного фонду, з розвитком цього проєкту. І цією самою творчою командою попробувати зробити новий проєкт. І ми хотіли би в цей раз, наприклад, продемонструвати кримсько-татарський фольклор в його природньому звучанні в супроводі традиційних музичних інструментів. Тобто це буде саме автентичне виконання автентичних кримсько-татарських пісень, які будуть виконувати кримські татари. А українці будуть виконувати українські пісні у відповідності до нашої багатоголосої вокальної музики. А ми попробуємо об'єднати ці пісні спільним відео і спільною концепцією пісень. Дуже вам дякую, дуже вам дякую за вашу роботу, за такі цікаві проєкти. Ми вам дуже вдячні і бажаємо вам успіху. Дякую, дуже дякую. А ми завершуємо цей блок. Я нагадаю, гостем нашої програми був творчий керівник проєкту «Емель» Ілля Фетисов. І далі ми продовжимо наш ефір «Будьте сатер». Dereler şuma neler geldi başıma, da neler gelecek Türmen garipinin başına, da neler gelecek Türmen garipinin başına. Dereler akmak ile nem olur bakmak ile Çorken kezler cürbür olmaz çok altın takmak ile Çorken kezler cürbür olmaz çok altın takmak ile Dere akayur dereye, akayur nafleyere, dere alıp gitmene, de sevdiğim olan yere. Dere alıp gitmene, de sevdiğim olan yere.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Мен қартлық іч sevmейм. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейм мен. Душман олса жаныма халық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзім ілек көрамайым, кемлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бір чоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дүйғыларымны топлайым көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet küreşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için küreş meydanı açıktır.
Saygılı teleseyircilerimiz, bugün yayınımızı devam etemiz ve mevzumuz pek meraklı. Bugünkü yayınımızda biz istedik ki birçok insanlarga örnek olgan, milli hareketimizge mühim isse koşan Şefika Gasprinskaya hakkında bugün biz laf edeceğimiz ve yayınımızın misafiri bizim hürmetli hocamız filologiya ilimleri namzeti Raneta Hoca Gafarova. Kelini sonu selamlayıq. Selam aleyküm Raneta Hocam. Aleyküm selam Elmas Hanım. ATR kanalımız. Gene de sizden görüşmeye çok memnunum. Yaxşı da barım. Sağ olunuz. Biz de sizni görmege pek memnunmuz ve her vakit gibi sizden meraklı bilgilerini almağa aşıqamız. Böylelikle Raneta Hocam, Şefika Gasprinskaya'nın mirası bugünkü günde onun aktualligi hakkında ne aytmağa mümkün? Birinciden bu bek güzel ve bek gerekli ve faydalı bu günlerde Şefika Hanım'ızı hatırlamak. Çünkü 21 Noyabr günü Şefika Gasprinskaya'nın 135 yılın толған günü ola. Elbette bu münasebetmen bu bugünkü programımız pek gelişi ve uygun. Çünkü onun adını biz tekrar meydana çıkaracağımız ve 135 yıl evvel nasıl aytayım ulu kadın, ulu böyle insan dünyaya gelmesi ve bizim tarihimizni, bizim medeniyetimizni bütün dünyaya anlatkan bir insandı. Ve elbette Şefika Gasprinskaya'nın hakkında pek çok malumatlar var ve internet sahasında ve kitapların içinde bir şeyini okumak isteyeyim ve onun düşünceleri ve nasıl diyeyim kaç yıldan sonra ve ondan da ziyade nasıl onun hatırası bugüne kadar aktüel. Şefika degan bir kitap çıktı. Onun yazarı Sera Menikay ve o kitapta bazı Şefika Gasprinskaya'nın hatıralarını yazdı ve bir hatıralardan birisini ben şimdi okuyacağım. Şefika Sultan böyle etip onun akayı Yusuf Bey de adlandırdı ama gerçek Şefika Hanım böyle şeylerini ayıttı. İnanılmaz bir şeydir. Ben onu biraz Türkçe okuyacağım çünkü kitap Türkçe ve o da Türkçe galiba yazgan idi bu sözlerini. Bilmem ki. Benim hatıralarım ve içimde bulunmuş olduğum şartlar Türkiye'deki insanlarla ilgilenecek mi? Bu ilgi yalnızca günümüzde mi olacak? Yoksa 100 yıl sonra da ilgili gelecek mi? Çekecek mi? Hatıralarım tarihi kıymetli olup 100 yıl sonra da ilgi ve okunacak mı? Yoksa 100 günde unutacak mı? Bilmiyorum. Yazılacak eserim o kadar önemli olacaktan ciddi bir şekilde şüpheleniyorum. Fakat buna rağmen bu işi sonuna kadar götüreceğim. Her ne kadar yazılar unutulmuş olsa da istikbalde yaşayacaklardır. O vakit bu eserin şüphesiz yeni de arşiv değeri olacaktır. 100 gün veya 100 yıl sonra belki unutulur fakat korkutuğum gülünç olmaktadır. Bilmiyorum, Şefika Gasprinskaya 100 yıl dedi ama 135 yıl geçti ve Şefika Gasprinskaya hakkında biz daima aytamiz ve onu hatırlaymiz ve hatırlamak ben bu sözünü hiç aytmaz idim, yaşayamiz. Çünkü bugün Şefika Gasprinskaya'nın düşünceleri, onun hareketleri, onun işleri
düşünceleri ve bizge en mühim bir örnektir. Ve onun adı Şefika. Ben daima Şefika ismini beğeniyorum. Neden de Gazpralı, İsmail Gazpralı onun kızın adını Şefika deyip koydu ve inanılmaz derecede onun etimologiya tarafını açkanda biraz şaşırdım. Gerçek bu isim de bu ad oğa bek gelişi elbette merhametli, şefkatli bir insan idi. Ve onun adını nasıl aytayım, bütün ömür onu taşıdı. Ve tek taşıyıcı olarak olmadı ve o adıman büyük bir işlerini etti. Onun için Şefika isim gelgende gerçek böyle etip hemen Şefika Gazpralı keli ve biz Şefika Gazpralı aytkayda men onu bir kadın lideri dep açıklayman özüme. Çünkü liderlik biz lider degende tartışamız lider nasıl olacak. Ama Şefika Gazpralı gerçek özün örneğimen, özün işlerimen insanlarını o kadar ardından, onun arkasından insanlar kalktı, uyanış nasıl diyeyim, uyanış devrini başında durdu. Ve onun içinde men onu böyle etip uç alanda ve uç sahasında büyük işlerini etti Şefika Gazpralı. Çünkü liderlik böyle etip insanına açıklayın. Lider tek bir sahada olmay. Lider nasıl bütün sahalarını özüne ala ve elbette birinciden ünlü gazeteci, ikinci tahsilci ya da eğitimci, politikacı, ve üçüncü elbette reformacı. Ve bakınız üç veya dört ama üç demin üç böyle meslekini, zanaatını becergenini kadın için o büyük bir nasıl aytayım büyük bir iştir, büyük bir vazifedir. Men için Şefika Gazpralı bu meselede elbette güçlü bir kadın ve birinciden men onu yaratıcı düşüncesi degende elbette onun milli ideallarını böyle edip değişim ideallerini omurge geçirgeni ve onu tek utopiya olarak olmadı ama bütün işleri gerçekleşti ve bugüne kadar biz bu işlerin elbette koruyoruz ve inanamam sonuna kadar biz Kırım Tatar halkı deyip Şefika Gazpralı'nın işlerini de biz devam edeceğiz. Elbette, şüphesiz. Ranet hocam, ya Şefika Hanım İsmail Gasprinski'nin kaçıncı kızı olgan idi ve nasıl ailede buydu, nasıl tahsilini aldı? Evet, bu meselede pek çok açıklamalar var. Ben de onu tekrarlayayım. İsmail Gazpralı'nın elbette birinci evlilikte bir kızı var idi, Hatice kızı. Son Zuhra Akçuraman evlengen sonra elbette sağ kalgan çünkü üç balası vefat etken ve elbette 5 balası olgan, 6 balası değiller ama dünyada kalgan elbette 5 balası. O ikinci balaydı. Birincisi Rifat. O birinci tonguç demesi balası. Son Şefika dünyaya geliyor. O geliyor ana aytayım da birisi aytalar Oktyabr ayı ama bazı vesikalarda elbette 20. noyabr geçe 1886 yılda son onun kız kardeşi Nigar diler ve da iki yigitler işte oğlanlar Cevdet Mansur ve Ali Ayder ve elbette bu hepsi ballar İsmail Gazpralı'nın balları nasıl aytayım
hiç babasının adını utandırmadılar ve maskara etmediler ve elbette ayrıca balların hakkında mümkün aytmağa elbette Gazpral'ın oğlu, Gazpral'ın balları ama Şefika Gazpral'ı asıl hakiki nasıl diyeyim babasının devamcısı oldu. Ve ben onun balalığını aytkanda elbette balalığı böyle malumatlar var. 11 yaşına kadar Şefika Gazpral'ı anasının tuğanlarında kalgan bu Simbirski'de, elbette Tambov'da, Tobolski'de işte tuğanların dizelerimin yaşagan eken böyle etip. Çünkü ballar bir-birinin артından kelgeni belki de anasına biraz kıyınca geldi. Ve sonra da elbette ailesine kayta ve böyle de bir hatıralar var. Anası daima yazarken böyle uzakta olan kızına elbette cigerim koşu benim kızım cançığım. O kadar bakınız elbette böyle etip anasının sevgisini korseti. Gözlerinden öpeyim seni sağınaman sizni sevgen seni sevgen elbette senin anan Zohra. Son elbette Kırım'a kaytıp geleyim ve onu aytmak gerek ki Kırım'a kaytıp kelgensin terbiyeni almağa ya da okumağa başlay böyle kız okullarında ve onun yanında daima onun alası Pembe Hanım, İsmail Gazpral'ın kardeşi, o da okumuşlu bir kadın idi ve okuma yazmasını elbette o üretti ve elbette çok hatıralar var ve mesela bunu da okumağa isteyeyim. O da Şefika Hanım'ın hatırasında böyle şey yazar. 5-6 yaş içindeyim. Bir gün babam kızımı taklil çıktı. Hoca Subiyan'ın birinci kısmını eline tutmuşturdu. Kitabın rengi herhangi kırmızı oluşunu beğendim ve içinde resimlerine bakmaya başladım. Ama babam işaret edip bak bu A, bu B dedi. Bununla derslerini başladık ve birinci, ikinci hafta elbette ben okumaya başladım ve benim halam Pembe Hanım tamamen beni elbette Ozun Mektebi'ni bu Cedid İsmail Gazpral'ın birinci okulları elbette Pembe Hanım başladı yönetmeye ve bu okullarda okudu. Son ayrıca Rusçadan hocası vardı çünkü babası böyle etip Rusçanı bilsin çünkü sonra da bu Rusçanı bilgen sonra elbette Şefika Gazpral'a büyük bir rol oynadı ve elbette Şefika Gazpral'ı böyle desek belki de büyük üniversitelerde okumagan olsa ama evde böyle okullarını bitirgen sonra nasıl kaliteli ve güçlü bir eğitim aldı. Ve elbette anaları bek erte dünyanı terk etti ve nasıl aytayım onun balalığı ve kızlığı böyle etip aytayım onun devri elbette anlamadı ve 16 yaşından başlap 5-16 yaşından başlap bütün ev nasıl işlerini ve anasının tercüman gazetasına etken emekleri, çabalarını o devamcı ola çünkü Gazpral'ı bilgence onun daima yanında onun omur kardeşi Zuhra Akçurina olgan idi. Evet de Şefika Gazpral'ı bu
işlerini yönetmeye başlay. Onun için bunda balalık hakkında ve nasıl terbiye ebeti daima babasının yanında duraydı ve onun işlerini nasıl aytayım o kadar onun işleri içine sındı ve gerçek onun devamcısı olganına belli ola. Mevzumuza devam edemiz. Siz aytkan ediniz. Şefika Gasprinskaya çeşit sahalarda muvaffakiyetlerge erişti. Bu sahalardan biri bu jurnalistika. Mına jurnalistikaga kelgende Şefika Gasprinskaya babasının işini devam edip nasıl reformalarını, nasıl islahatlarını yaptı? Evet, İsmail Gaspral'ın gazetası tercüman o bir nasıl aytayım yanı ve unikal bir mecmuası oldu. Çünkü o gazete Türk dünyasını uyandırdı. Ve onun etkisiyle elbette Şefika Gaspral'ı içine bayağı tarttı. Onun yazılışını ve gazetede nasıl şeyler, nasıl satırlar, sayfalar nasıl olacağına pek güzel öğrendi. Bilgence babasının gazete çıkarganda mesela nasıl aytayım gazete çıkanda evet sen bakarsın da o büyük maşina yanında durup o gazeteni başlay bakmağa hataları. Elbette Şefika Hanım da onun yanında daima duraydı bu gazeteler çıkanda ve elbette başta tercüman gazetesinde ayrıca kadınlar için böyle bir bölüm vardı ve şimdi bu gazeteni açsak bayağı kadınlara nasıl kadınlar için ve kadınlara ve kadın kızlar hakkında pek çok böyle yazıları var, makaleleri var. Son ayrıca elbette ana bakınız Noyabr ayı o kadar nasıl aytayım çok tarihseldir ve onu 16. Noyabr'de 1906 yılında Alemi Nisvan dergisi çıkıp başlay. Elbette bu kadın dünyası degen dergi ve onun elbette başında İsmail Gaspral'ı, Şefika Gaspral'ın uzun kızını elbette tercih etti ve onun başında Şefika Gaspral'ı dura ve biz onun reformacı ve gazete, jurnalistika sahasında nasıl değişmeler, belki de değişmeler etmedi ama esas bu dergi kadın ile yönetken dergi ve kadınların düşünceleri, kadınların yazıları ve nasıl aytayım da böyle bir ince kadının kalemi. Çünkü ondan önce kadınlara böyle şekilde hakları yok idi. Bilirsiniz tiyatroda kadınların rollerini ağaylar oynaydı, erkekler oynataydı. Bunda da asıl kadının yönetken dergisi nasıl olacak? Elbette bu dergiye gelgende, bu jurnalga gelgende mahsus hanımlarga hiç böyle kadın degen söz geçmiyor bu dergide. Alemi Nisvan dergisinde böyle yazılar. Ben şimdi onu biraz okuyayım. Hanımlara mahsus haftalık edebi ve feni mecmuadır. Gelen sene başından neşriyate murat ettiğimiz ve mecmuanın mevat ve munderecesi bu bablardan ibarettir. Hanımlara mahsus devlet nizamları ve şerian hukukları, bakınız şerian degende elbette biz şeriatka kelimiz, hane idaresi, işte nasıl ev hanımı olacağını, evlat terbiyesi ve yurt tabipçilerge daruli malumat ve haberler. Hane işleri, tıkış, nağış vesaire lazım olan mevat ve resim ve şekilleriyle bizde de sayır milletlerge hanımın alı ve maişeti. İlim ve edebiyatta umur
turmuş demek hayat ve siyasette meşhuri olan hanımların tercümeli ve resimleri işte her şey, hikaye, şair, tarih, seyahat böyle bir dergide hanımlar için ve hanımlardan gelgen bir mecmua. Ve elbette bu mecmuanı açkanda bir ilginç şeyler geldi dünyaya ve elbette mevzularını elbette açıkladım ve bence bugün de böyle mecmualar var elbette ama o vakit Türk dünyasında ve nasıl aytayım Kırım Tatar tilinde sonra da bütün dünyaya dağıtılmış çünkü İsmail Gasparalı onun ortak tilini onda yavaş yavaş nasıl yayılmaya başladı. Elbette bu mecmua bir böyle nasıl yıldırım gibi geldi ve bütün dünyaya böyle açıkladı. Ve mesela bir makaleni inceleyen adam Türkiye'de bir makale Alemi Nisvan dergisinin hakkında ve ilginç bir şey geldi. Ben şimdi sizge onu okuyayım. Çünkü bu mecmua o kadar nasıl tesirli olan bütün dünyaya tek Türk dünyasına değil Avrupa dünyasına ve o zaman bir Fransız dergisi Revue au Monde Müslüman böyle haberler Müslüman dünyası işte kadınların Alemi Nisvan'dan değerlenген haberlerini sık sık kullanırken bu dergiye dayanarak Türk Müslüman dünyasını açmaya çalışa ve böyle bir ozu da böyle değerleme yazarken Müslüman hayatından ve hayatını açıklayan en kaliteli Rusya'daki Türk dergisidir. Bakınız o vakit bu dergi tek Kırım'da değil, Müslüman dünyasında ya Türk dünyasında değil, Avrupa dünyasına çıkan bir dergi. Bence bu elbette Şefika Gasparal'ın reformucu desem de çünkü o kadar belli popüler olan dergisini bu seviyeye çıkanı büyük bir rolüdür. Pek meraklı. Raneta hocam, ya nasıl siz düşünüyorsunuz böyle ki bir mecmuanı sayt şeklinde gayrıdan canlandırmaya acet var mı? Bence var elbette. Çünkü şimdi pek çok mecmualar çıkıyor. Ama elbette Alemi Nisvan birinciden o transliterasyonu geçecek bu dergi. Elbette okumaya pek isteyimiz. Eski nasıl Arap harflerмен yazılgan bütün dergi. Elbette onda şiirler var. Kadınların şiirleri var, kadınların hikayeleri var. Böyle takma adlarını kullangan olsalar da ama bakınız kadınlar da güzel bir şeylerini yazmaya da tırıştılar. Ve sayt olarak elbette güzel olurdu. Mesela Alemi Nisvan'ına böyle şimdi biz ekranda görüyoruz onun böyle işte resimlerini ve sayt olması gerek. Ve ama bunu biz kontrolde tutacağımız çünkü o vakit kadınların düşünceleri, kadınların ahlaki iç dünyası bugün de biz baksa o kadar temiz, o kadar saf ve mert edi. Bugün de biz, ben aytmayayım biz namussuz olduk
Ama o vakit namus degende asıl derecede namus degen şeyini taşıyordu. Ve o dergide ben ona aytayım o kadar ince kadının asıl iç dünyasını açkan bir dergidir. Onun için bence bu sayt olarak olsa bizde bu saytını kullanğanda bizim kızlarımızga, Kırım Tatar kızlarımızga, ayda bütün tur dünyasının kızlarına esas ben bizim milletimizin aytayım elbette bir örnek olacak. Çünkü o vakit kadınların hem de davranışı, terbiyesi, namusu tekrar söz bu namuska kele elbette biz onu örnek olarak kullanacağımız. Bence Şefika Gaspral'ın dersleri olarak bir sayt açmaya gerektir ve bizim kızlarımız böyle etip biraz öğrenecek. Ama bu büyük bir iş çünkü birinciden Alemi Nisvan dergisini biz Kırım Tatar tiline çevirip ve özümüzge açıklamak gerekmiz. Çünkü bugüne kadar çoğu insanlarımız bu dergi hakkında bilirler ama dergi içinde ne var iken ne yok iken biliyor. Mesela Robinson Crusoe, Daniel Defoe eserini bu dergide bakınız dergide Fransız tiline, Türk tiline, Kırım Tatar tiline Şefika Gaspralı ve onun yanında olan yardımcıları parça parça veriyorlar. Bakınız nasıl derecede inanılmaz şekilde bir büyük nasıl jurnalistika ya da gazetecinin dünya bakışı. Pek mirahlı. Ranita hocam, Şefika Gasprinskaya bir çok faaliyetler albaraydı ama mirahlı onu Türkiye'de hatta bugünkü günde nasıl tanıyorlar? Evet, böyle de baksak Şefika Gaspralı nasıl yıldırım gibi böyle de Kırım'da hayatı geçti ve 19. yılda Kırım'ı terk etti. O vakit elbette 30 yaşına da gelmegen bir kadın idi ve son uzun ömürde Türkiye'de hayatı geçti. Biz sonra da onu açıklarız. Elbette Türkiye'de onu bilirler. Çünkü onun evlatları, onun balları Türkiye'de, torunların nesilleri Türkiye'de yaşay ve da bugüne kadar varlar. Elbette Türkiye ona aytmak gerek. Türkiye'de onun hakkında kitap çıktı ve Sera Menikay bu Kırım Tatar Türkiye'de yaşayan İzmir'de yazarımız, yazıcımız Sera Menikay güzel bir kitap Şefika çıkardı ve bastı ve o kitap büyük mühim kitap çünkü o kitaptan da bugün birkaç parçalarını okuyacağız çünkü o da bir değişik ve Şefika Gaspral'ın hakkında ve onun hatıraların hakkında mevzular ve ikinci kitapta bu Minare Çınar Mektuplar degen bir kitap ve en esas elbette çünkü bu kitaplar zemanevi o yakında çıktı o kitaplar ama elbette 2000 yılda alelem böyle şimdi hata etmeysem Şengül Gablimitov'un kitabı Şefika Gaspralı ve Rusya'da Türk kadın hareketleri degen kitabı çıkan. Çünkü bu kitap elbette onun akayı Necip
Bilmediği elbette Şefika Gazpralman o kadar yakın tanışıp ve onun bütün hatıraların, bütün yazılarının o kitapka kırgızdı. Ve bugün de bu Şefika Gazpral'ın ensiklopediyası desek, gerçek bek gerekli ve bek faydalı kitap. Yakşı da basıldı ve oğa dayanarak başka mevzular da çıka. Bugün de yakında da okudum. Diplom işi de korçalangan Ankara Üniversitesi'nde Şefika Gazpral'ın yetimci olarak ve Alemin İsvan dergisinde elbette böyle etip tanıyorlar. Tek Şefika Gazpral'ı İsmail Gazpral'ın kızı değil. Bunu aytmak isteyeyim ama onu böyle reformacı ve hareketçi bir insan olarak elbette Türkiye'de onu tanıyorlar. Ve elbette ki pek meraklı Şefika Gasprinskaya'nın şahsi hayatı. Aslında o insan o kadar iş becerdi ki ama şahsi hayatı nasıl olgan edi. Ve siz aytıp geçtiniz kitaplar hakkında. Onun hayatına bağışlangan bir Mektuplar adlı kitabı çıktı. Ve bu kitap ne hakkında lütfen açıklanız. Bence bu kitapını Kırım Tatar elinde tutacak ve o kitap herkeste olacak. Çünkü bu kitapını bizim nasıl aytayım soydaşımız nasıl Ahıska Türklerinden gelgen Minara Çınar Aliyeva yazgan kitabıdır. O da Kazakistan'da doğan, sonra Azerbaycan'a geçip, şimdi Türkiye'de Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev ediyor. Ve emeğine ne aytayım, o kadar biz minnettar olmak gerekmiz. Çünkü bu kitapta Şefika Gazpral'ı elbette onun ömür arkadaşına Nesip Yusufbeyli hakkında kitap ve onun mektupları ama onun içerisinde elbette Şefika Gazpral'ı önemli bir yerde tutar. Ve bu kitapta 66 mektup Nesip Yusufbeyli yazgan mektupları Şefika'ga ve elbette biz aytarımız Şefika Gazpral'ın mektupları var mı içinde? Yok. Tek çünkü bunda Şefika Gazpral'ın mektupları Hablimit oğlun kitabında onda bazı mektuplarını okuruz. Belki de onu da daha toplamak gerek. Ve nasıl anlatayım bu mektuplarını okuyanda ben şaştım. Neden? Neden şaştım? Çünkü insanlar birbirini sever ve bilemiz mektuplarını okumaya o biraz böyle ahlaksız bir şey ola ama böyle adamların mektuplarını okuyanda hiç bir böyle şahsi hayata kırmıyorsun. Çünkü onların şahsi yaşayışında bütün toplumun yaşayışı. Ve mektubunu açıkladığında bunu ne görüyorsun? İkisi de Nesip Bey ve Şefika Gazpral'ı daima bu milli gayesinde, mefkuresinde ve düşüncesinde nasıl bu Türk toplumunu reforma etmesini elbette daima çaba gösterdiler. Elbette onun içinde çok güzel bir nasıl aytayım kişisel olarak duygusal mektuplar var ve ona aytmak gerek Yusuf Bey Kırım'a Neriman kelli. O da bir böyle güzel bir olaydır. Neriman Nerimanov o da ulu bir Azerbaycan insanı. Sonra da Sovyet hükümetinden büyük bir görevini tutkan. Ve Nesip Yusufbeyli elbette Azerbaycan'ın parlamentosunun birinci insanı olarak duraydı ve bugün de kim dese vice-premier.
böyle görevde ve Yusuf Beyli okumuşlu bir Azerbaycanlı yaş adamı ve 1904 yılda bakınız 9. Mayıs'ta çünkü hatıralarda Şefika Gaspral'ın hatıralarında keli onlar tanışalar çünkü Yusuf Beyli keli Bahçesaray'a ve İsmail Gaspralı ile tanışmağa ve elbette o zaman ve onun kızın göre o vakit 17 yaşındaydı. Şefika Gaspralı ve elbette hayran kalalar ve Neriman Nerimanov da sevdalana aşık olauğa ama Şefika Gaspralı elbette özüne tek Nesip Bey'ni tercih etti ve gönülleri elbette bir kere ve çok böyle hatıralar onu ben bir mektubunu okuyayım. Niçin sevgenini böyle etip onların iki balası oldu. Bir kızı, onun adı Zohra, elbette anasının adını koya, Zore, biz de Zehra diyemiz. Ve ikincisi de Niyazi. Dünyaya gele iki balası elbette ama ondan önce böyle de bir mektup 29. April'de 5. yılda yaza. Şimdi balası adaştım. Aha. Onu hiç Şefika demeydi bazılarda ama Şefi diyedi ve bugün de bir kitap çıktı. Azerbaycanlı bir Ceyhun Anabi kitap yazdı. Şefi. Şefi. Böyle de bir güzel bir sözlerini yazdı. Niçin onu oğa aşık olganına? Şefi. Senin gururlu, onurlu ve özgür halini ne kadar çok seviyorum. Bir bilsen de, sende bir özelliklerin olduğunu seninle yazışmaya başlaganımızdan ilk günlerde fark ettim. Bu özelliklerin beni fazlasıyla onurlandıra fakat aynı zamanda korkutan. O kadar içinde gücü vardı Şefika Hanım'ın, onu da okurdu çünkü hiç feminist demeyen Şefika Gaspral'ın belki de onun bu o kadar güçlüydü kadın iç dünyası ve onun özgür düşünceleri ve cesaret düşünceleri ve elbette bu Müslüman Türk erkekine hayran kala ve elbette sevdalana. Mektubunu açkanda da aziz, sevgili, nasıl diyeyim, böyle güzel bir sözler geçiyor ve 1906 yılında onların düğünleri olacaktı, toyları olacaktı ama içine kırdı bu siyaset olaylar 1905 yıldan ve bakınız çok ilginç bir şey o kadar bu meselede şeriattan geçmeyeyim deyip İsmail Gaspralı yaza Azerbaycan'da Gence'de bir mullağa. Mümkün olsa nikahını Azerbaycan'da şimdi ben kızını yollasam siz de o nikahını onda yapsanız olur mu? O cevabını algan sonra da Şefika Gaspralı'nı 1906 yılında Gence'ye ciberi ve elbette onlar turmuşunu başlarlar ve Şefika Gaspralı Gence'de Azerbaycan'da kala ve böyle etip özel hayatından. Ve bu kitaptan da daha başka bir şeyini bilemiz. Çünkü nasıl aytayım, ulu insanların ulu hayatları oladı ve Yusuf
Yusuf Beyli elbette böyle de bir nasıl aytayım başka kadından da yaşa başlay ve onun en yakın dostu edi Şefika Gaspral'ın dostu. O da kazanlı bir kadın idi. Okumuşlu ve ondan sonra ama onlar böyle nikahtan geçmey böyle de bir evlilikte yaşaydılar. Onu bilgen sonra Şefika Gaspral'ı Kırım'a kaydı ama babasına bir şey etmey. Tek böyle de o vakit İsmail Gaspral'ı biraz hastalanmaya başladı ve o bir bahane oldu. Başta balların yollay Kırım'a, sonra da ozu keli ve babası sorağında bir şey oldu mu sizge degen yok. Kayınpederмен biz anlaşmadık. Babası sonuna kadar bilmedi böyle de Şefika Gaspral'ı kayından ayrılıp geldiğini. Ama o hiç böyle seviyeye düşmedi. Sonuna kadar Yusuf Bey'le onlar yaşadılar. Yaşadılar. Konuştular, yazıştılar ve daha bir mektupunu okuyacak olamam. Şimdi to'xtamiz bir dakika. Bir güzel bir mektup. Bu ayrıldıktan sonra Şefika'dan elbette çok özür soray ama neyse de şimdi ne onu kızına yazgan mektubu onu okuyacaktım. Şimdi tapalmayayım. Allah'ım koydum. Aha. Kızına yazı ama kızına yazgan mektubunda elbette onun eşine ah zavallı yavrularım. Babanız ölmüş olsaydı bir kere siz yetim olurdunuz. Eğer ağlayabilsem de babalar gününde bir kere ağlardım. Size mektup yazamayacağım çünkü elime kalemle aldığımda göz yaşlarımla boğuluyorum. Sizin yetim babanız rüyasında sizinle sabahlarında kadar oyun oynuyor, sizinle oturuyor, sizinle sohbet ediyor. Kızım, yavrum, babana mektup yaz, cevap bekleme. Niyaziciğini benim yerine onu ok, birbirinizge muaddet olunuz. Mektup yazamın annenizge de büyük selamlarım. Elbette mektupta 66 mektup bunda ve elbette mektupta tek böyle duygular değil. Çünkü ben ne aytayım mektuplarda da siyasi ve toplum meseleleri geçiyor. Mesela Şefika Gaspral'ı bir mektupta oğa yazganda bu kadınların hakları hakkında ne düşünüyorsun deyip böyle edip yazar ve onun cevabı. Bakınız nasıl konuda onlar birbirine nasıl mevzuda birbirine anlaşarlar. Şimdi de Müslüman kadınların hakları üzerinde konuşalım. Bu oldukça ertelenen bir konudur. Ve ben bu konuyu üzerinde uzun konuşmak isterim. Gerçi sizin Müslüman kadınlarınız için ne tür hakları talep ettiğiniz bilmiyorum. Öncelikle bu konudaki görüşlerimi yazınız ve onlar sonra ben sizinle konuşacağım. Ve elbette bu kadınların hakkında çünkü çok tartışılır ama neyse de daima Şefika Gaspral'ın tarafındaydı. Çünkü bileydi hiç böyle
yanlış şeylerini olacağı. Şimdikten hedeflerin böyle etip aytaydı. Ne talep etseniz siz onu daima becerirsiniz. Çünkü sizin düşünceleriniz çok böyle demokrasi ve objektif taraflarını, çünkü elbette Kore'de tur dünyasında kadınların vazifesi ve birinciden elbette kadınların yeri nasıl olacağını ve Şefika Gaspralı oğa bir örnek edi ve tur dünyasında böyle kadınlar olacağına elbette bu meselede onun tarafını tutaydı. Ne güzel, pek güzel Ранета hocam ve da bir mevzu hakkında sizinle laf etmege isteyim. Öyle ola ki Kırım Tatarlarının hayatında siyaset daima mühim bir rol oynay. Ya siyaset ve Şefika Gasprinskaya bu hakkında ne aytmağa mümkün? Elbette doğru ayttınız. Elmas Hanım, siyaset bizde her şeyde siyaset. Siyasetini açıklaganda Şefika Gaspral'ın siyaseti biz tek böyle etip yöneticilikini aytmayız. Elbette en belli bizim 17. yılında geçken kurultayımız ve o kurultayda saylangan 5 kadın kızlarımız. Elbette o belli bir şeyler. Ama ondan öncesi siyasi degende biz Şefika Gaspral'ın tahsil sahasında etken şeyler. Çünkü tahsilini alganda ve siyaset onlar birbirinden o kadar toğuşalar nasıl ama birbirinden böyle birbirinin içine kirerler. Çünkü eğitimsiz siyaset olmaz, siyaset eğitimsiz de olmaz. Ve Şefika Gaspralı bu sahada o kadar büyük bir işlerini etti ve elbette bu meselede babasının devamcısı ve de reformcusu olganına elbette gözge korunuyor. Ve birinciden bu dergiden sonra elbette Şefika Gaspralı mektepler nasıl olacağını ve mektepler nasıl açılacağını ve nasıl açacaklarını ve kaç kişi gireceğini. Buna ben bir örnek göstereyim. Çünkü ben de onu okudum bir arşivlerde. 1904 yılında Şefika Gaspral'ın inisiyativiyle, bakınız 4. yıl, Simferopol kasabasında Milli Eğitim müfettiş, inspektörü Skvartsov'a mektup yazar. Ve Skvartsov valisini ve Skvartsov Bahçesaray valiliğinde ilk Kırım Tatar kız okulunu açmasını ve sonuç olarak inanmazsınız boğa razılık verilir ve mektep açıla, çünkü belki de o vakit biraz zorluklar geliydi ama o kadar inisiyatifle birkaç kere bargan iken bu Skvartsov'un yanına ve da onun üstüne de her aylık 300 ruble okulun ihtiyacına böyle taahhüt etti. Bu mesele. Sonra da elbette bilgence 1905 yılında Bahçesaray'da bu okul açılgan sonra tekrar başvuru etti ve Tavriya guberniyasında ve Bahçesaray şehrinde ve bu mektebin maddi tarafını güçlendirmek, sağlam etmek için elbette bayağı böyle de maddi platformanı kurmaya başlaydı. Ve elbette onun bu çabaları, bu hareketleri siyasete, çünkü elbette biz devletçiliğimizi kuracağımız deyip numançlı bir cihan çıkar ama devletçiliğimizi kurmak için okumuşlu insanlar gerek.
cahil insanlar hiç devletini kurmaz. Ve elbette bu Şefika Gazpral'ın çabaları bu eğitim sahasında elbette büyük bir rol oynuyor. Ve elbette onun yanında pek çok onun fikirdaşları, Dilara Bulgakova, İlhamiye Tahtarova, Ayşe İshakova ve 1918 yılında elbette Gazprom adına İlk kız gimnaziyası açıla ve seminariya değiller ama gimnaziya bizlerimiz ve elbette bu okulda bütün Kırım Tatar kızları okuyordu ve tek böyle dersler onun içinde de terbiyeli dersler vermeye çalıştılar. Çünkü böyle örnek özüne koydular. Gimnaziyada okuyan kızlar sağlam bir nesillerini verir, terbiyeleri verir. Çünkü elbette bu sahada bayağı bir çabalar görsetti. Elbette böyle parlak insan siyaset sahasında elbette olmalıdır. Çünkü böyle de bir hatıralar var. Bir toplaşıda Akmeçit'te Numan Çelebiçihan, Cafer Sidamit, Şefika Gazpralı ve Şefika Gazpralı tekrarla kadınların sorularını, kadınların meselesini ortaya çıkarmaya başlay ve o meselede Numan Çelebiçihan'la bir tartışkanlar. Son Numan Çelebiçihan böyle de söylegen, biz başta kadınlarımızga söz veriyik de çünkü o zaman bizim işimiz yürümez. Ve elbette bir komik belki de o vakit geliyor ama aytacağım daima bu meselede eğitim elbette ama esas onun siyaset işlerinden birisi bu kadınların saylanma ve saylanmak böyle musavilik erkeklerмен bir eşit olmağa musavilik çünkü Tur dünyasında tek Tur dünyasında aytmayın bütün dünyasında Kırım Tatar Kongresi'nde ve Kırım Tatar bizim o zaman Cumhuriyetimizde bu kadın erkek eşitliği musaviliği dünyaya geldi. Hiçbir toplumda böyle şey yoktu. Onu ben korkmazdan aytamam ve elbette bu Şefika Gazpral'ın bir çabalarından birisidir. Elbette sonra da o maddeler 19 maddeden gelişeydi onların bu kadınların hakları ve bu maddeler elbette bütünlüğü kırdı. O zaman Kırım Tatar, Kırım Cumhuriyeti'nin anayasasına ve İnşallah belki de bizim hükümetimiz olganda bu yasalarda, bu maddelerde biz de kullanırız. Elbette ki biz de hepimiz öyle umutlarla yaşayımız. Raneta hocam pek öyle meraklı faktlar gösteriyorsunuz ki de Kırım Tatar milleti ne kadar medeniyetli, ne kadar zeki insanlarımız var eken. Ve Şefika Gasprinskaya'nın misalinde bizler neni öğrenmek gerekmiz? Oy bilmeyeyim onu okuyanda ve onu bilgende sen o kadar özüne hem de gururlanasın hem de özün bu derecede da gelmeyenine biraz taciplenesin. Çok şeyini öğrenecekmiz. Mesela birinciden kadın örneği olarak. Ama kadın örneği da ne? Birinciden okumuşlu. Çünkü bence belki de üniversiteler böyle seminaryalar bitirmedi. Ama içinde bilgisi o fenomen bir şey.
ve böyle ondan ben çok böyle bilgi atarman konuşkan edim. Bilgi atar onu pek güzel biliydi. Ya o kadar ilginç bir insan idi ve oman laf etkende bayılıp kalaydı insan. O birinciden okumuşlu insan. Zeka olacak. Zeka degende elbette onun akıllı tek men akıllıman deyip gelmeyecek ama o zekalık başkalarına da fayda getirsin diye. Ziya insan. Ben ondan evvel aytdım, asıl hanımefendiydi. Çünkü biz fotolarını görgende de bakınız nasıl o fotolarda çıkaydı. 80 yaşında, 70 yaşında olsa da bakınız onun duruşu ve görünüşü. Şeriatlarla göre namusluydu ve belki de onun hayat durmuşu çok bahtlı olmadı ve Türkiye'ye gelgensin pek çok acılar yaşadı. Ama oha bakmadan iç ozun yüzünü, kadın yüzünü, Kırım Tatar kadın yüzünü hiç coymadı. Sonuna kadar uğraştı. Ve Türkiye'de sonra da daha faaliyetli oldu. Kırım Tatar Birliği kadınların birliğini açar, kitaplar yazar, makaleler yazar, Kızılay'da çalışar. Ve Alize asıl zadelik davranışı olacak. Elbette yüksek derecede ahlaki davranışı olacak. Çünkü bence böyle insanlar bizge örnek olacak. Biz Şefika Gazpral'ın nesilleri deyip жүрgende hiç onun yüzünü hiç maskara etmeyecek. Çünkü bugün nesillerimiz kim Şefika Gazpral'ı deyip onu bilecekmiz. Yakında Türkiye'de bir böyle sempozyum, kadınların sempozyumu geçti. Ve o kadar çok resimler vardı Türkiye'deki ve Türk dünyasında kadınların liderleri ve onun arasında ben Şefika Gazpral'ın resmini görgensin. Gerçek o kadar gururlandım. Neyse de Şefika Gazpral'ı bizim Kırım Tatar medeniyetimizin, tarihimizini bütün dünyaya belli etken bir insan. Ранет Абуджам, çok sağ olunuz. Sağ olunuz böyle meraklı sohbet için. Sizin bilgileriniz daima ayretті қалдыра, daima hayran olamız. Biz sizge sağ olunuz aytamız ve can yürekten minnettarmız. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz ve bir saat devamında bizler Şefika Gasprinskaya'nın hayatının, faaliyetinin tanışıldık ve elbette ki hepimiz hayretті kaldık ve yayınımızın misafiri bizim hürmetli hocamız, filologiya ilimleri namzetli doçent Ranet Hoca Gafarova. Olgan edi, men ise sizlerle sağlıklaşam, yayınımızı benim meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz. Gönlüm hasta, gözüm donuk. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар diler bizge kele. Bülbül yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'e bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var.
cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И прежде чем мы начнем, я напомню, что вы всегда можете подписаться на наш YouTube-канал для того, чтобы в удобное для вас время посмотреть те эфиры, которые вы не смогли посмотреть в прямом эфире. И всегда можете нас поддержать на Patreon, потому что ваша поддержка всегда важна для нас. А начнем мы наш разговор с нашим первым экспертом, с нашей гостьей Татьяной Тимочко, главой Всеукраинской экологической лиги. Она с нами на связи по скайпу. Приветствую вас, Татьяна.
Недавно появилась информация со ссылкой на российского вице-премьер-министра, который так называемый куратор Крыма Марат Хуснуллин. Он утверждает, что вода, запасы, которые ранее обнаружили под Азовским морем, является питьевой. Это заявление Хуснуллин сделал во вторник, вчера. И вот по его словам, объемы обнаруженной воды в данный момент уточняются. Вот давайте послушаем, что он сказал, а потом обсудим, что это значит и какие опасности есть в попытках эту воду добывать и что это за вода. Хорошие есть новости. Вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с примесью соли минерализованной. Но последние пробы у нас уже есть. Вода питьевая. Теперь мы ведем доразведку. Какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы. Там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году. Ну вот тут целый спектр вопросов. Во-первых, чем чревата добыча этой воды? Действительно ли она может быть пригодной для питья? И если они ее там действительно нашли, почему не находили ее раньше? Была ли в этом необходимость? И можно ли ее использовать? Насправді ця історія вже майже півроку фігурує в усіх засобах масової інформації російських і проросійських в Криму. Від фанфарних заяв, що там є грандіозні поклади питної води, до таких обережних прогнозів по кількості цієї води. Історія полягає в тому, що на таких глибинах, на яких планується добування такої води, прісних джерел, придатних для водопостачання, не може бути апріорі. Яку платформу вони не пригнали, так, це платформа для таких великих глибин буріння, і ця платформа використовувалась, до речі, скоріше всього, на нашому обладнанні в Азовському морі, яке було захоплено незаконно росіянами під час анексії Криму. Так от, ніяке обладнання таку воду дістати не може. Крім того, є дуже серйозна загроза видобування не просто засолених, як він сказав, мінералізованих вод, засолених вод, але є дуже серйозна загроза засолення водоносних горизонтів, які знаходяться в прибережній смузі. Тому що утворюється так звана гідравлічна воронка, яка призведе до потрапляння засолених морських вод в підземні водоносні горизонти. Насправді це абсолютно нісенітниця діставати воду для всього Кримського півострова саме таким способом. Немає під собою ніякого наукового, а тим більше технологічного підґрунтя. Це чергова спроба задурити голову кримським населенню Крима, бо потреби в питній воді в Криму є дуже серйозними. Але замість того, щоб зменшити потреби на військові об'єкти, російська влада збільшує кількість військової інфраструктури і військових об'єктів, які потребують значно більшої кількості води, ніж це було в період до окупації. І тому потреби, звичайно, цивільного населення відходять на другий план. І будь-які розмови про водопостачання в достатній кількості з будь-яких інших джерел, ніж з Північно-Кримського каналу, це просто розмови ні про що. А в чем опасность добычи этой воды? Они же все равно ее будут добывать, потому что уже заявили, что она там есть. Вот в чем опасность? Какие угрозы для крымчан, для экологии полуострова в этом есть? Для населення практично немає ніяких загроз. Але дуже серйозні загрози для довкілля. Я ще раз наголошую, буріння води в межах шельфу Азовського моря призведе до засолення, якщо вони дістануться якихось підземних водоносних горизонтів питної води, це може призвести до засолення існуючих джерел прісної води, порушення гідрологічного режиму і спричинить дуже негативні наслідки, як, наприклад, вже було спричинено будівництвом Керченського мосту, який був зведений з порушенням екологічних вимог.
Точно так же буде і тут. Какие еще экологические угрозы возникли и риски появились после оккупации? Как так называемая хозяйственная деятельность оккупантов повлияла на екологію полуострова? В першу чергу ми можемо говорити про дуже серйозні негативні наслідки для унікальних природних екосистем і природоохоронних територій. Крим в Україні був особливою територією. На його території знаходилися десятки заповідних об'єктів, на яких не просто була обмежена господарська діяльність, а заборонена будь-яка господарська діяльність. Я дуже пам'ятаю історію зі спробами за часів України будівництва газопроводу по території Кримського гірсько-лісового заповідника в 2005-2007 році. І тоді наш осередок Всеукраїнської екологічної ліги в Криму, в Севастополі і вся наша організація за підтримки інших громадських організацій не дозволила уряду України будувати цей газопровід на території Кримського гірсько-лісового заповідника. Тепер ми бачимо, що дуже в короткий час російська влада дала такий дозвіл і скасований був статус цього заповідника. І по цій території прокладений газопровід, збудована мережа, інфраструктура, яка супроводжує газову мережу. І я хочу вам сказати, що це дуже серйозні збитки для природних екосистем цього заповідника. Крім того, дуже серйозний удар по унікальній території в бухті Ласпі, де знаходиться єдина в Європі територія, де зростають ендемічні рослини, реліктові рослини, такі як ялівець, такі як фісташка колисна, суничник дрібноплідний. Це, повторюю, ті рослини, які тут росли 100 тисяч років тому назад. Абсолютно унікальна територія. Але саме бухта Ласпі в перші роки окупації піддалася знищенню забудові. Було знищено майже 1000 дерев ялівцю. Повторюю, це ж знову найбільша популяція ялівцю. Вона була знищена, і ця забудова продовжується. Такому ж тиску піддаються і Нікітський ботанічний сад, такій забудові по периметру. Парк в Поросі під видом реконструкції піддався дуже серйозній забудові і знищенню унікальних дерев. Ну і крім того, ми можемо говорити в першу чергу для Чорного і Азовського моря страшна біда – це будівництво Керченського мосту, який призвів уже до порушення гідрологічного режиму Азовського моря, до зміни морської екосистеми і деградації цієї морської системи, зменшення популяції живих водних організмів і дуже унікальних тварин і птахів, які мешкають в цьому регіоні. Також ми можемо говорити про промислові підприємства. Той же самий Титан, діяльність якого абсолютно безконтрольна, бо російській владі потрібні лише податки, які платить це підприємство. А після аварії, і це показала аварія на Титані 2 роки тому назад, коли викиди в атмосферне повітря призвели до забруднення навколишнього середовища, але російська окупаційна влада довгий час не визнавала навіть факту такої аварії. Ну і дуже серйозна загроза від розміщення на території Криму ядерних об'єктів. Крим з природної, унікальної природної території перетворюється на ядерну військову базу. І це вже загроза не лише для Криму, не лише для території України, але це загроза міжнародного рівня. О том, что россияне завозят на оккупированный полуостров ядерное оружие, идут уже давно. Наши военные не очень однозначно отвечают на этот вопрос, есть ли ядерное оружие там или нет. Есть ли у вас какие-то данные, связанные, может быть, с повышенным радиационным фоном или с какими-то данными, которые свидетельствуют о том, что это оружие уже там есть? На жаль, інструментально підтверджених даних немає, але я точно знаю факт відновлення підземного заводу в бухті Балаклава, де за радянських часів працював завод, де відбувався ремонт ядерних підводних човнів.
І спроба відновити діяльність цього підприємства означає, що на цій території такі будуть знаходитись ядерні об'єкти, і наявність ядерних об'єктів однозначно пов'язана з радіаційним забрудненням території, на якій вони знаходяться. Але, на жаль, закрита територія, відсутність інформації і повне несприйняття російської окупаційної влади міжнародних домовленостей, в тому числі і в рамках МАГАТЕ, не дозволяють мати таку інструментальну, лабораторно підтверджену інформацію. Але я думаю, що як тільки ці об'єкти почнуть функціонувати, такі забруднення можна буде виявити на далекій відстані від Криму. Встречал в прессе еще информацию о том, что экологическую угрозу представляет и учебный атомный реактор, который находится в Севастополе. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Действительно ли он представляет какую-то угрозу или нет? Це завжди був в центрі уваги органів державного контролю і нагляду України. На жаль, зараз інформації про стан радіаційної безпеки саме на цьому об'єкті, повторюю, не існує. Ті заяви, які роблять російські або проросійські чиновники, вони не варті абсолютно нічого, бо, як правило, будь-яка інформація, яка стосується стану довкілля, якихось загроз для довкілля, вона блокується і приховується. Саме тому не можу сказати нинішній стан, але в ранішній період цей об'єкт становив загрозу, і саме з огляду на це він підпадав під дуже серйозні вимоги державного контролю і нагляду в сфері радіаційної безпеки. И еще один вопрос, связанный со строительством трассы Таврида. Есть ли уже какая-то изученная, обобщенная информация об экологическом ущербе от строительства этой трассы? Может быть, оценен этот ущерб? Готовятся какие-то материалы аналитические для дальнейшего разбирательства, может быть, в судах, связанных с возмещением этого ущерба? Тут я би хотіла дві таких позиції розділити. Це питання самого будівництва, яке відбувалося з порушенням природоохоронного законодавства. Більше того, не тільки українського законодавства, з огляду на яке ми розглядали цей об'єкт, але і навіть з порушенням вимог російського природоохоронного законодавства. Але можу сказати, що вимоги оцінки впливу на довкілля не були здійснені, і саме тому ми не можемо на сьогоднішній день говорити про реальні виміри цієї шкоди. Але ви підняли ще інше питання, як взагалі про ці виміри шкоди, як можна це оцінювати. І отут, на жаль, українська влада мало що робить для збирання інформації, моніторингу інформації про стан довкілля на окупованих територіях Криму і на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. Практично жодне міністерство не збирає системно таку інформацію, покладаючись на те, що нібито немає джерел інформації, українських джерел інформації. Але я повторюю, такі об'єкти будуються, які порушують природоохоронне законодавство. Є система космічних знімків, які достатньо чітко показують будь-які порушення. Зокрема, у 2015 році експерти Всеукраїнської екологічної ліги розглядали разом з експертами міжнародними знімки саме бухти Ласки, з чого ми точно зробили висновок про дуже суттєві зміни покриву, лісового покриву бухти Ласки. Тому будь-який об'єкт в Криму має космічні знімки до 2014 року і має космічні знімки зараз, після 2014 року. І саме цим ми дорікаємо органам державної влади України за те, що такої системи моніторингу, дослідження, збирання інформації не існує, а значить немає системи оцінки збитків для природного середовища. І настане той прекрасний день, коли окупація Криму, Донбасу буде припинена, коли ці території повернуться в склад України і наші кордони відновлені, і тоді нам буде які нанесла окупація Росії і агресія Росії в Криму і на Донбасі. Тобто для того, щоб у нас були
такі чіткі дані про те, як це відбувається, ми маємо вже зараз вести таку роботу по збиранню даних. Саме цим має займатися держава Україна в питаннях визначення майбутнього цих територій. Ну, я понимаю, что это сложный, может быть, методологический вопрос, но на какие источники мы должны опираться, собирая эту информацию? Ну, спутниковые данные, но этого же, наверное, недостаточно. А публикация в российских и в оккупационных СМИ, ну, стоит ли доверять? Разведка, вот что, как это должно работать? Насправді це комплексна робота, яка має, по-перше, технологічну основу, і я вже про це сказала, це космічні знімки. В більшості країн світу космічний моніторинг є основою спостережень за суттєвими і глобальними змінами стану довкілля. Організація Об'єднаних Націй, коли готуються такі аналітичні звіти, за основу беруться в першу чергу ці космічні знімки. Вони можуть бути різної якості, вони можуть бути зроблені на різному обладнанні, але ще раз наголошую, ці знімки існують і вони можуть стати основою для порівняння, ми можемо побачити цю динаміку змін по окремим питанням. Друге, будь-які джерела, це і в українських ЗМІ, і в міжнародних, і в тому числі в російських, вони фіксують одні і ті ж події. Коли відбулася аварія на підприємстві «Титан», про це писали різні джерела. Оцінки були різні, але факт викидів в атмосферу негативних і токсичних речовин – це факт існуючий. І коли ми говоримо про завод «Титан», я беру як приклад, то ми точно знаємо потужності цього підприємства. У нас є повна інформація про стан довкілля і забруднення цього підприємства попередні до 2014 років. Тому що, наприклад, в 2013 і в 2009 році відбулися подібні аварії, подібні викиди. Такі спостереження були зроблені. І тому, коли відбувається така історія, то вона має бути зафіксована з посиланням на всі джерела, повторюю, українські, міжнародні і російські. І це в судових процесах буде доказом, що цей факт існував, бо це було підтверджено не одним якимось джерелом. І найголовніше, на кордоні вже між окупованим Кримом і територією, яка підконтрольна Україні, саме в Херсонській області, в момент викидів цього підприємства були зафіксовані перевищення токсичних речовин в атмосферному повітрі. І вони були доведені лабораторно. Є така методика математичного моделювання, яка дозволяє вирахувати кількість викидів в точці, в джерелі викидів, а потім його розміщення за 10, 20, 100 метрів, 10 кілометрів і 100 кілометрів. І тому ці речі... В методику углубляться не будем. У нас просто есть звонок из Крыма. Александр из Керчи, если он еще на связи. Добрый вечер. Да. Александр, Добрый я приветствую вечер. вас. И задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш Скажите, могу задать вопрос девушке, которая выступает, да? Правильно? Да, Татьяна Тимочка, глава Всеукраинской экологической лиги, да. Можете, конечно. Да. Она сейчас в Крыму находится или на Украине? Она с нами на связи по скайпу. Я понял. В Киеве. Вот у меня просто один вопрос такой есть. Вот я участвовал в строительстве трассы Таврида. Знаю многих, кто разрабатывал эту трассу. Расчеты велись, соответственно. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос, потому что нам нужно в темпе разговора. Я веду к вопросу. Зачем делать такие заключения, что что-то было нарушено в природном отношении? Зачем, если человек был вообще не допущен к этим моментам? Ну, это к вопросу сбора информации и методологии, но у вас наверняка тоже нет никаких документов, подтверждающих или там опровергающих экологический ущерб. Александр, это к вам вопрос. Ну, Александр уже, видимо, не на связи. Но, тем не менее, вопрос прозвучал. Я можу вам сказати, що це абсолютно типова позиція людей, які проживають в Криму. Хочу поінформувати Олександра і інших людей, які слухають цю передачу. На території Криму, на щастя, на біду цих людей, але на щастя для України, залишилось дуже багато людей, які люблять Крим,
які люблять Україну і які думають про майбутнє України і Криму, українського Криму. І їм болить душа за те, що відбувається зараз в Криму. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга має постійну інформацію з різних міст і населених пунктів Криму про ті зловживання і порушення природоохоронного законодавства, які відбуваються щодня. Якщо ми говоримо про будівельні роботи, то крім інформації, яку ми отримуємо від наших активістів, які просто живуть там або знаходяться поблизу, присилають такі фотографії або якусь інформацію, є джерела офіційні, в тому числі і російські джерела, які показують відсутність екологічних експертиз, відсутність оцінки впливу на довкілля. І я не думаю, що пан Олександр мав доступ до інформації, яка називається оцінка впливу на довкілля внаслідок цього будівництва. А якщо ми говоримо про Керчь, говоримо про Керченську протоку, про Керченський міст, про будівництво доріг, шляхопроводів, то я переконана, що він точно не знає попередньої інформації, яку розробляли фахівці Академії наук України, яку розробляли фахівці, які жили і працювали в Криму, щодо вразливості будь-якої частини території Криму до будь-якої господарської діяльності. Це абсолютно унікальна територія. Практично ніде неможливі були такі грандіозні супермонстрові проєкти, як, наприклад, будівництво Керченського моста чи шляхопроводів, які зараз планують і будують по території Криму. І відсутність екологічних вимог підтверджує сама стрімкість цього будівництва. Для того, щоб збудувати такого масштабу міст або шляхопровід, який зараз будується в Криму, потрібні тотальні дослідження багаторічні стану ґрунтів, підземних горизонтів вод, стану біорізноманіття, негативних впливів на атмосферне повітря, негативних впливів на морське середовище. Це не могло бути зроблено миттєво. Це могло бути зроблено лише протягом довгого часу проводити такі дослідження. А оскільки цього часу не було навіть виділено, такі рішення ухвалюються миттєво, то означає, що такі оцінки просто не існують. І ще хочу навести інший приклад, не з Криму, а з Донбасу. Всі знають, що в 70-х роках на шахті Юнко були проведені за радянських часів випробування ядерних вибухів. Цей об'єкт Кліваш був законсервований, цей об'єкт був закритий далі для доступу, і з цієї шахти з 70-х років і до буквально 16-го року відкачувалась вода. За часів України також були деякі безголові чиновники, які пропонували не витрачати так багато коштів електроенергії на відкачування води, а просто почати затоплювати цю шахту. Але завдячуючи активній громадській позиції активістів, в тому числі екологічної ліги, науковців Національної академії наук, такого не відбувалося. Але буквально в 16-му році на рівні не просто якогось чиновника з ДНР, який наказав переключити цей тумблер і почати затоплювати цю шахту. Це рішення ухвалювалося на найвищому російському рівні урядовців, які відповідають за ці питання. Так от такий дозвіл був даний. І тепер шахта Юнко затоплюється. І є дуже серйозна загроза потрапляння радіоактивних елементів в підземні горизонти, зокрема питної води. Ну і, звичайно, це потрапить в тому числі через притоки Сіверського Донця і до Азовського моря. Це приклад, пане Олександре, як Росія ухвалює екологічні рішення. Це рішення абсолютно без врахування всіх вимог і стандартів, якими керується Україна і європейські країни. Благодарю вас за разговор. Спасибо, что были с нами на связи. Татьяна Тимочка, глава Всеукраинской экологической лиги, была с нами на связи. А мы продолжаем наш эфир. И вот новости из Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Вице-премьер Украины и министр этого министерства Ирина Верещук считает реальным за год обеспечить жильем 3000 внутренне перемещенных лиц. Об этом она заявила во время брифинга, во время открытия станицы Луганской. Там открывали ДИА-центр, и вот она заявила, что у нас есть возможность обеспечить жильем в год 3000 переселенцев. Давайте послушаем, что она сказала.
Не будую гігантських планів, не дивлюсь на 120 років наперед. Дивлюсь, що можна зробити тут і зараз. Наприклад, програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб має запрацювати. І не по 30 квартир віддавати переселенцям на рік, а по 3000. Усе зробити для того, щоб мультиплікатор був великим. Ну, вот такие планы у Ирины Верещук. Пока более реалистичным выглядит проект строительства 500 квартир для крымских татар, которые будут строиться при поддержке Республики Турция в Запорожье, 200 квартир в Херсоне, 200 и 100 квартир должны быть построены в Киеве. Вот по последней же информации от самой Ирины Верещук, земли для строительства квартир на юге Украины уже выделены. Там осталось решить организационные вопросы, и строительство может начаться. Есть проблема с выделением земельного участка в Киеве. Но, тем не менее, уже в следующем году министерство вместе с правительством Турции планирует этот проект начать. Такие вот новости для временно перемещенных лиц, которые появляются из Министерства реинтеграции. Тем не менее, на границе с Украиной тоже неспокойно. Россия стягивает туда вооруженные силы, наращивает свою воинскую группировку. Об этом нас предупреждала и американская разведка, и уже есть заявление нашего генштаба, информация от нашей разведки. Есть даже заявления иностранных наших партнеров о том, что даже есть вероятность агрессии российской, возможного удара, и что Россия так скажем, в отопительный сезон будет ситуацию накалять для того, чтобы держать ситуацию во всей Европе напряженной, чтобы можно было как-то влиять на политику Европы, связанную с Северным потоком. Но вот уже Швеция заявила, что может направить своих военных для учебной миссии в Украине в связи с тем, что Россия стягивает войска к украинским границам. Идею военной миссии продвигают в том числе и страны Балтии. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Холквиста шведскому радио «Экот». Вот давайте послушаем, что сказал министр обороны. Звичайно, ми повинні бути відкриті для цього. Ми займаємося цим питанням, ми думаємо, що повинні його підтримати. Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні. А це може означати, що Україна може відійти на другий план. Але Україна завжди актуальна. Наша солідарність завжди повинна бути дуже чіткою. Франция и Германия предостерегают Россию от попыток нарушить территориальную целостность Украины. В совместном заявлении глав МИД на этих стран Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Масса по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулеба сделали такое заявление. Вот давайте послушаем. Внаслідок нового занепокоєння рухом російських сил і засобів поблизу України ми закликаємо Росію виявляти стриманість і прозорість щодо її військової активності. Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме тяжкі наслідки. Заявляємо нашу готовність до швидкої зустрічі та конструктивного обміну думками по суті. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для того, щоб досягти тривалого миру на Донбасі. Нас поддерживают и Соединенные Штаты. Они тоже мониторят ситуацию на границе России и Украины. И Соединенные Штаты будут продолжать координировать с Европейским Союзом и партнерами эту ситуацию для того, чтобы реагировать на действия России по отношению к Украине. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. Вот давайте послушаем его заявление. Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі і не тільки з огляду на ці дії. Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями і тижнями.
И Британия тоже нас поддерживает и тоже контролирует ситуацию и готовы поддержать в случае чего. Вот президент Украины Владимир Зеленский ожидает на эффективное сотрудничество и реализацию проектов безопасности в рамках соглашения с Великобританией по официальной кредитной поддержке развития возможностей украинского флота. Об этом сообщили в офисе президента по итогам встречи Владимира Зеленского с министром обороны Британии Беном Воллесом в Киеве. Давайте послушаем заявление офиса. Президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері. Сторони констатували, що стратегічне партнерство уже сьогодні зміцнює збройні сили двох держав. Було відзначено реалізацію низки важливих проєктів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії. Эти темы мы обсудим с нашим гостем Игорем Романенко, генерал-лейтенантом Вооруженных сил Украины в отставке, военный эксперт. Он с нами по связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот если оценивать ситуацию, которая сложилась на нашей границе сейчас и сравнивать вот с той напряженностью, которая была еще совсем недавно, когда Россия проводила так называемые внеплановые учения и тоже поднимала по тревоге округа и перебрасывала их на юг, к нашим границам. Вот если сравнивать тот момент с этим, в чем отличие? Отличие в том, что после концентрации войск и создания соответствующей группировки весной, часть сил маневрировала, уменьшалась техника, количество вооружений. Однако за лето и особенно сейчас под осень все это восстановилось и даже усилилось. То есть наша разведка дает достаточно 14 тысяч, из которых 92 тысячи сухопутные войска, 22 — это принадлежности военно-воздушных сил и военно-морских сил. Кроме этого, этот процесс не заканчивается. И у нас на севере нашего государства, как известно, ситуация гуманитарная складывается. Это специальная операция, которую проводит Путин с Лукашенко, с иммигрантами. И она тоже может использована быть для соответствующего нанесения ударов. То есть перед этим, как мы знаем, были подписаны документы, более 2 десятков. Это обеспечило возможность использования и по ранее подписанным документам территории Белоруссии в интересах вооруженных сил Российской Федерации. А вот есть информация о том, что Швеция готова помочь нам своими десантниками, британцы готовы высадиться у нас для нашей поддержки. Вот это как-то погоду сделает, собственно. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы Путин понимал, что ситуация сейчас не такая, как это было в 2014 году, что со стороны наших союзников по большому счету сводилось к глубокому занепокоению. И, в общем-то, давались рекомендации, что не вести боевым действия. Нашему тогдашнему руководству государства на то время. И что, так сказать, эти вопросы решатся. Но уже прошло 8 лет, степень их решения мы с вами видим. Здесь же сейчас происходит поддержка соответствующим вооружением. Это в последнее время, несколько лет. Кроме того, финансово, те же британцы, о которых вы говорили, собирались в прошлом году выделить на строительство 2 баз, 8 ракетных катеров и тральщиков 2, которые фактически готовы уже к передаче военно-морским силам Украины, 1 миллиард фунтов стерлингов. А сейчас, понимая ситуацию, эта сумма увеличилась до 1,7 миллиарда. Кроме того, в продолжение соответствующих действий, отработанных на учении прошлого года,
когда британские десантники своим военно-транспортным самолетом с острова со своего залетели на территорию Украины и на учениях десантировались и отрабатывали совместно с нашими десантно-штурмовыми войсками соответствующие упражнения, действия и так далее. Так вот сейчас они уже готовы, значит, противостоять вместе с украинцами, 600 человек, Швеция, ну и так далее. То есть разговор идет не только о вооружениях и технике, но даже отдельные страны готовы поддерживать своими военнослужащими, что, в общем-то, не предусматривается, например, натовцами, поскольку мы не входим в этот союз, ну и так далее. То есть просто, вернее, не просто, а это говорит о том, что руководство этих государств и некоторых других, которые еще не приняли решения по действиям таким, значит, понимают, что Путин сделал шаг, если дать ему возможность сейчас, то это может превратиться фактически в расширение широкомасштабной войны с последствиями для всей Европы, а может быть и мира. Столтенберг же на прямой вопрос, будет ли НАТО вмешиваться в случае российской агрессии, он сказал, что Украина не входит в коллективный договор безопасности, не есть членом НАТО, поэтому, ну, нет. Эта позиция, он заявлял, что и не только он, что будет, он заявлял, в том числе Евросоюз заявляли, что они будут поддерживать политически, экономически, финансово и так далее, кроме военного. Однако Британия есть член НАТО, и, как видите, ее действия. Швеция, нейтральное государство. Это в продолжение вопроса. Путина впечатлит поддержка Украины 600 британских десантников? На Путина воздействует то, что ситуация, я об этом говорю, отличается от 2014 года. И вот с одной стороны более решительные действия союзников, а с другой стороны принципиально новое состояние наших вооруженных сил, ее оснащенность и выучка, и готовность, безусловно, вести боевые действия и давать отпор агрессору, в отличие от ситуации, которая имела место в 2014 году. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, был с нами на связи. Мы обсудили ситуацию, связанную с наращиванием российских войск на нашей границе. И в продолжении темы поговорим еще об одной гибридной атаке, гибридной войне, которую развязала Россия руками Беларуси, руками непризнанного президента этой республики Александра Лукашенко. С октября там начался так называемый миграционный кризис, хотя на самом деле, как я уже сказал, это гибридная атака, фактически нападение на Евросоюз. Для того, чтобы быть введу в контекст, несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака, Африки собрались на польско-белорусской границе для того, чтобы попасть из Беларуси в Евросоюз, не имея на то никаких разрешений, но при этом их поддерживает белорусский режим, белорусские силовики сопровождают мигрантов к границе, устраивают там даже провокации, кидают шумовые гранаты, стреляют в воздух, то ли холостыми, то ли боевыми. Буквально вчера там даже произошла попытка прорыва границы. Мигранты на контрольно-пропускном пункте Брузги-Кузница пытались прорваться через ограждение. Пострадал полицейский, польский полицейский. Ему даже был пробит череп, его увезли по скорой. И вот в погранслужбе Польши заявляют, что они там предотвратили 2 попытки больших групп мигрантов перейти границу страны. Мигрантам помогали белорусские службы, направляя лазер на польских пограничников. А некоторые мигранты бросали камни в силовиков. И вот пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что попытки прорваться через границу произошли во вторник, 16 ноября. Одна из них случилась в Черемше около 18, а вторая около 23
0-0. То есть эти попытки не прекращаются. Вот давайте послушаем заявление польских пограничников. Білоруська сторона направила на нас сліпуче світло за допомогою зеленого лазера. Це була група з приблизно 100 осіб, 50 з яких агресивніше намагалися розсунути кордон. Вот такая вот ситуация, о которой мы поговорим с нашим следующим гостем. Это Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего. Добрый вечер, Игорь. Вечер добрый. Уже все дали оценку этим событиям, и страны Балтии говорят, что это гибридная атака, искусственный кризис. Таким образом, Россия, да, пытается влиять на Европу, устраивая фактически чуть ли не попытку вторжения в Евросоюз руками мигрантов. Но вот в этой ситуации интересно поведение пока еще канцлера Германии Ангелы Меркель, которая звонила непосредственно Александру Лукашенко. Вот как вы можете это прокомментировать? Ну, это логичное продолжение миграционного кризиса. И любой такой процесс, независимо от того, насколько он искусственный или нет, он заканчивается в том или ином формате переговорами либо попыткой диалога со страной, которая является транзитной, и государством Европейского Союза. То есть я напомню, где-то на 8-9 месяце любого кризиса это происходит. То есть так происходило во время кризиса 15-16 годов, переговоры Турции с Европейским Союзом, так происходило во время кризиса на турецко-греческой границе 2020 года, так происходило в этом году во время кризиса на французско-британской границе, так происходило со странами Северной Африки, в частности между Францией и Алжиром. Поэтому в данном случае это логично. И если мы говорим о звонке Ангелы Меркель, это не первый звонок. То есть есть целый ряд событий, которые подводили к тому, что такой контакт произойдет. Потому что, во-первых, за неделю дважды министр иностранных дел Беларуси Макей разговаривал с господином Боррелем. Послы Европейского Союза изменили критерии по введению санкций, то есть 5-й пакет санкций, который анонсировался 3 месяца назад как санкции, связанные с нарушением прав людей, прав человека и ущемлением демократии в Беларуси, сейчас вот на прошлой неделе изменили критерии, что эти санкции будут касаться лишь миграционных вопросов. То есть, условно говоря, если миграционный кризис закончится, санкций не будет. В ответ Минск тоже заявил, что он уже выслал 2000 нелегальных мигрантов. Поэтому в данном случае идет подготовка к диалогу, но цели разные. То есть для стран Европейского Союза на данный момент необходимо снять остроту проблемы. Для Республики Беларусь, с одной стороны, снять остроту проблемы, с другой стороны, подготовиться к началу предметного разговора о сосуществовании Беларуси в ее теперешнем виде и Европейского Союза, который начнется, скорее всего, после референдума по новой Конституции. Это будет в конце января-февраля 2022 года. То есть это такой торг, и можно ли говорить, что Лукашенко в этом торге поднял собственные ставки? Вот после даже звонка Ангелы Меркель, который раскритиковали многие политики в Европе, и министр иностранных дел, точнее глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсон заявил, что канцлер тем самым признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Вот давайте послушаем его заявление и попробуем дальше поговорить на эту тему. Це було серйозне розчарування, оскільки ми зайняли спільну позицію, що ми не визнаємо Лукашенка главою білоруської держави. Такий контакт Меркель створює досить дивне враження. Крім того, вона зробила це в обхід Польщі, а це дуже сподобалося б президенту Путіну. Прокомментируйте, пожалуйста. В данном случае есть солидарная позиция о непризнании Лукашенко президентом Беларуси. Да, это есть на уровне Европейского Союза. С другой стороны, есть понимание, что санкции в их теперешнем виде, они просто не работают. Потому что даже с точки зрения попыток обвалить экономику, но белорусская экономика в 2021 году росла. Это так, к слову. Вот, причем сальдо внешней торговли по состоянию на сентябрь было положительным в размере $2 миллиардов. То есть, грубо говоря, продавали больше, чем покупали. Вот поэтому это тут объективные причины, это конъюнктура на внешних рынках, но
в теперешнем формате санкции не работают. То есть надо что-то новое. И следом за Меркель о необходимости разговаривать с Лукашенко, хотя бы по мигрантам, заговорил президент Литовской Республики господин Науседа. Еще раз повторю, что на данный момент речи не идет о признании Лукашенко президентом со стороны Европейского Союза. На данный момент будут консультации по вопросам, каким образом снять остроту проблемы от той группы мигрантов, которые находятся на границе. С другой стороны, есть идеи у сторон, и есть определенные консультации к тому, чтобы выйти на более предметный разговор ближе к февралю 2022 года. И при этом с точки зрения кризиса с мигрантами, да, Лукашенко идет в старой советской, позже российской логике дипломатии, которая умещается во фразу, любимую фразу Путина, деэскалация через эскалацию. То есть перед важными переговорами поднимать ставки, создавать дополнительный кризис. В случае с европейским направлением, кроме кризиса взаимоотношений, есть еще сейчас кризис с мигрантами, и есть еще, по крайней мере, на польском направлении, кризис с Союзом поляков Беларуси. И это все то, что будет обговариваться. Кто главный бенефициар? Кто будет собирать? Главный бенефициар уже есть, это Российская Федерация. Потому что, в принципе, главный бенефициар от всего белорусского политического кризиса и игры с санкциями. Потому что если мы посмотрим, как работала российская дипломатия, то санкционные пакеты, они включали в массе своей те предприятия, которые интересны Российской Федерации. То есть это Госвоенпром, это МАЗ, на котором имеет в виду КАМАЗ, это калийный рынок, где есть старый конфликт между Беларусью и Россией из-за мирового рынка калийных удобрений. Это нефтянка, где есть интересы Сечина. Это финансовая сфера, где есть интересы Грефа. То есть пока что все, без исключения, санкции, которые введены, кроме санкций в отношении управления делами президента и кроме борьбы с контрабандой на африканском направлении, они в интересах Российской Федерации. И сейчас, получается, звонки Меркель Путину, это фактически представители Европейского Союза просили Россию разобраться в ситуации, то есть просили Российскую Федерацию усилить свое присутствие в Беларуси, за что еще благодарили Путина. Еще год назад они предостерегали от этого. А сейчас, получается, Путин получает все. То же самое с анонсированными санкциями по небу. То есть закрытое небо, оно привело к тому, что, например, сейчас Российская Федерация предлагает Беларуси объединить наземные диспетчерские службы. Учитывая разницу масштабов стран, равноправного объединения не будет. Следующим ударом, я не исключаю, что удар санкций, связанных с миграцией, будет нанесен по компании «Белавия». Потому что если наземные службы объединены, то в таком случае исчезает основание для закрытия неба Беларуси. Это уже не белорусское, это уже будет российское небо де-факто. И тут как кость в горле будет стоять национальный белорусский авиаперевозчик. То есть, что с ним делать? Поэтому в данном случае я не исключаю, что 5-й пакет санкций в том или ином виде будет. Удар будет нанесен по компании «Белавия». То есть убить эту авиакомпанию в интересах как Российской Федерации, так и Европейского Союза. Получается, Лукашенко вот в цейтноте. Он, пытаясь выторговать отмену санкций в Европе, полностью растворяется в Российской Федерации. Но не полностью растворяется. То есть на фоне санкций, на фоне специфики санкционного давления Лукашенко теряет возможности для маневра. Он пытается, как говорится, все еще крутиться и так далее, но вот именно поле для возможности для отступления, оно чрезвычайно узкое. И Российская Федерация, она не изобрела ничего нового. То есть то же самое Россия проделала в 2011 году, когда Беларусь попала под санкции, тоже после разгона митинга протеста после президентских выборов. То есть я хочу просто напомнить зрителям, что в 2010 году Путин и Медведев, они в интервью заявляли, что таможенный союз заработает без Беларуси. Потому что из Минска было категорическое «нет». Беларусь попадает под санкции, поля для маневра нет, и внешний долг Беларуси увеличивается на 11 миллиардов долларов, а Беларусь входит и в таможенный союз, и в Евразийское экономическое сообщество. То есть если у России это получилось один раз загнать Беларусь в свои объятия чужими руками, то Путин явно считает, что почему бы этого нельзя сделать второй раз. Проблема в том, что реакция на подобные вызовы, то есть санкционная, это практически самый старый, единственный механизм, который есть у Европейского Союза. И политики ЕС не слишком думают о том, как изменить механизм, чтобы он был действенен. То есть санкции работают только тогда, когда они ограничивают государство со всех сторон. Если есть ограничения с одной стороны, то логично, что государство уходит в другую сферу влияния.
И в случае с Беларусью попытки наложить санкции без работы с другими партнерами, учитывая фактор России, они так или иначе подталкивают или дают возможность России затягивать Беларусь. И получается, что и диктатор остается, и российское влияние прибавляется. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего, был с нами на связи. И говорили мы о ситуации на белорусско-польской границе, которая накалилась вот уже как месяц. А с понедельника ситуация стала фактически горячей. Мигранты из Сирии, Ирака, Ближнего Востока, в общем, и Африки пытались прорвать польско-белорусскую границу. Эти прорывы происходят на нескольких пунктах. Буквально вчера была попытка прорыва на пункте пропуска Брузги-Кузница, когда мигранты практически проломили ограждение и устроили толкотню на границе. Пострадал даже полицейский польский, получил травму черепа. Его отвезли по скорой в больницу. И, как сообщают белорусские, прошу прощения, польские пограничники, таких попыток происходит с каждым днем все больше и больше. И они буквально происходят с каждым днем, их становится все больше и больше. И Польше приходится стягивать туда подкрепления. Там сейчас находятся десятки тысяч польских пограничников, полицейских, военных, для того, чтобы сдерживать этот натиск. А когда он закончится или нет, будет зависеть, наверное, от того, сможет ли непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко выторговать у Евросоюза отмену санкций. Как это будет, мы тоже будем за этим внимательно наблюдать. И поговорим мы об этом с нашим следующим гостем, который с нами на связи. Это Игорь Яковенко, российский оппозиционер. И мы поговорим с ним о роли России в этой истории. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Мы уже начали говорить о том, что Россия чуть ли не главный бенефициар во всей этой истории. И она может все лавры победителя в этой гибридной атаке себе забрать тихонечко, хотя она и не признается в том, что она имеет к этому отношение. Вот и все-таки есть ли у Беларуси теперь в этой ситуации еще какие-то лазейки не попасть в поле влияния России вот окончательно и бесповоротно? Или это уже произошло? Думаю, понятно. Ну, безусловно, цель Путина понятна. Его задача к 2024 году, к моменту транзита, так сказать, власти от Путина к Путину. Естественно, его основная задача заключается в том, чтобы к 2024 году он надел на себя вот какую-то корону, там, колпак или еще что-нибудь в этом роде, на которой будет написано, значит, Владимир, там какой-нибудь святой объединитель земель русских, собиратель земель русских, и под которыми подразумевается, безусловно, присоединение Беларуси, то есть всасывание. Сейчас идет активными темпами всасывание в состав России ДНР и ЛНР. Движение в этом направлении идет довольно стремительно, и здесь, откровенно говоря, каких-то препятствий я не очень вижу. То есть к 2024 году эти две оккупированные Россией территории вполне могут войти в состав Российской Федерации. Особых каких-то преград этому поглощению трудно придумать. С Белоруссией сложнее. Я думаю, что цель Путина формально объявить себя главой объединенного государства, но Лукашенко, безусловно, я полагаю, не пойдет на то, чтобы выпустить из рук ключевые рычаги. А таковыми рычагами является назначение генералитета. И не случайно вот это вот политический блок соглашений, вот 28 соглашений подписано, среди них ни одного политического, потому что вот это и будет предметом торга. И я думаю, что у Лукашенко есть все возможности избежать полного поглощения.
Насколько это хорошо для самой Беларуси, трудно сказать. Но вот сейчас, если вы обратили внимание, во всем этом миграционном терроризме Лукашенко пока диктует всем игру по своим правилам. Если вы обратили внимание, и Меркель ему позвонила, и Жозеп Боррель позвонил его подельнику по террористической операции Макеев. И, так сказать, ну да, будут санкции, но в конце концов, какое отношение, какие проблемы у Лукашенко с санкциями? Сейчас Лукашенко вполне успешно перекусывает уже нефтепровод «Дружба», приостановили, замедлили и уменьшили количество поставки нефти, заявляет о том, что он может вполне перекусить газопровод Ямал-Европа. Так что у него в руках он очень вольготно расположился посреди вот этого организованного им кризиса. Так что я пока не очень вижу, так сказать, наличие каких-то методов против Александра Григорьевича Лукашенко, в том числе и у Путина. Не стал ли эта гибридная такая атака проблемой для Северного потока? Ведь недавно появилось сообщение о том, что немецкий регулятор приостановил оформление документов для того, чтобы там переоформить на дочернюю компанию по немецкому законодательству, компанию, которая контролирует этот Северный поток, чтобы она была не газпромовской, а соответствовала немецкому законодательству. Ну, такой бюрократический прием, но тем не менее он затормозит работу Северного потока. Не стало ли это следствием событий на белорусско-польской границе? Я думаю, что здесь причинно-следственная связь очевидна, и понятно, что в целом вся ситуация, она вызывает глубочайшее недоверие у европейских политиков вот к этому союзному государству Россия и Беларусь, от которого совершенно непонятно, что дальше ждать. Потому что, с одной стороны, значит, одна часть этого союзного государства устраивает просто посреди Европы громадный теракт, пытаясь забросать Европу вот этими миграционными бомбами. А с другой стороны, тот же самый Лукашенко заявляет, что если чего, так я и газопровод перекрою. Точно таким же образом он сейчас устраивает замедление и ограничение нефтепровода «Дружба». То есть на самом деле я полагаю, что в общем вот это вот глубочайшее недоверие, оно и вызывает желание немножко отсрочить. То есть расчет-то вот этого тандема Лукашенко и Путин был на то, что значит, если угроза там, газопроводу Ямал-Европа будет, то европейцы страшно перепугаются и срочно сертифицируют «Северный поток-2». Произошло прямо противоположное. Я думаю, что здесь очень тяжелая история, потому что, во-первых, вот вся эта, так сказать, перерегистрация и все остальное, оно приведет к тому, что по самым благоприятным оценкам, значит, газ будет пущен по этому газопроводу не ранее мая следующего года. То есть получается, что почти на полгода, а то и лето. Это в лучшем случае. А в худшем случае это вообще может быть проблема, потому что, значит, здесь конфликт интересов. Принцип же очень простой, антимонопольный. Нельзя в одних руках сосредотачивать владение газопроводом и самим газом. То есть газ должен закачивать кто-то другой. Ну вот и вся история от этого. Это общий принцип во всех системах, не только там. Вот в медийной сфере, например, нельзя быть одновременно вещателем и производителем контента. Это вот, как правило, стараются развести. Здесь то же самое. В одних руках трубу и газ соединять крайне нежелательно, во всяком случае, на всем протяжении трубы. Поэтому сухой остаток. Я думаю, что это будут серьезные проблемы. Я не исключаю, что параллельно лидеры европейских стран сейчас ищут какие-то другие источники энергии. Поэтому я думаю, что вполне возможно, что это будет очень серьезным ударом по экономике Беларуси и России тоже. Такой философско-риторический, может быть, вопрос.
Но ведь с 2014 года Европа уже могла бы хорошо, наверное, проанализировать поведение России и теперь еще и Белоруссии и понять, что те санкции, которые используют, они не приводят к остановке этой агрессии, не приводят к изменению политики России по отношению к Европе. Я почему говорю, что он философско-риторический, потому что он даже больше, наверное, к Европе этот вопрос. Но, тем не менее, не стоит ли менять отношение к санкциям и вводить более жесткие санкции, менять санкционную политику, дипломатическую политику, вести как-то более жесткую политику, скажем так, которую, наверное, лучше понимает и Путин? Вы знаете, в самой конструкции вашего вопроса заложен ответ по той простой причине, что вопрос не имеет адресата. Собственно говоря, вы кому адресуете? Значит, сэра Уинстона Черчилля на горизонте не наблюдается. Значит, Маргарет Тэтчер тоже во главе какой-либо европейской страны тоже не присутствует. Значит, незаметно лидеров такого масштаба. Европа сегодня руководится никем не избранными толком людьми, которые по масштабу своему несколько не соответствуют размерам тех задач, которые они должны решать. Это определенный кризис, далеко не первый в истории Запада. За несколько столетий господства Запада, его восхождения. Таких кризисов было несколько. Вот это очередной, очень глубокий. Сейчас идет каждый раз этот кризис разрешался благодаря серьезной перестройке. Мы видели несколько таких перестроек западного мира. Я думаю, что сейчас на носу грядет очередная перестройка этого западного мира, прежде всего связанная с этим и катастрофическим измельчанием лидерства. Значит, я думаю, что проблема очевидна, она есть, но она будет, видимо, связана с серьезной перестройкой основных конструкций управления западным миром как неким совокупным субъектом, и, возможно, это приведет к изменению некоторых принципов. Все понимают, что есть кризис серьезный политической системы, партийных структур, кризис партийности как таковой и так далее. То есть, я думаю, что Запад справится. Это тот еще Ванька-встанька, который многократно я уж не помню, сколько раз обещали закат Европы, а она все никак не закатывается. Так что я думаю, что все будет в порядке. Спасибо вам большое, что подключились к нашему разговору. Игорь Яковенко, российский оппозиционный политик, был с нами на связи. А мое время в эфире подошло к концу. И прежде чем попрощаться, я по традиции напомню о том, что у нас есть YouTube. YouTube телеканал АТР, и на нем вы всегда сможете посмотреть те программы, те эфиры, которые не смогли увидеть в прямом эфире, и пересмотреть в удобное для вас время. А еще можете поддержать нас на Патреоне. Патреон есть тоже у телеканала АТР. А ваша поддержка нам очень важна. Спасибо, что были с нами. Не переключайте, потому что дальше в эфире тоже Бугунь. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü,
мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, учырымлар, қаялар, ұшы қалсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман, қардашы сен, көксіндегі шу ташлар, гранитлер, қара ерге, айна кебі көрінсін. Юрегеме сырдашы сен, көзімдегі шу яшлар, чечеклерге төкежегім, очықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, әлбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжі ғарип, асыретіне қавушсын. Ешітесіңіз ма? Мен ақтау ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызны сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? Бин жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз шықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам.
Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы видите сейчас на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи. АТР это поможет нам продолжать работу на непростом информационном фронте. Я этот блок хочу начать со следующих новостей. Швеция может направить своих военных для учебной миссии в Украине в связи с тем, что Россия стягивает войска к украинским границам. Об этом заявил министр обороны Швеции. Я предлагаю вместе послушать его цитату. Звичайно, ми повинні бути відкриті для цього. Ми займаємося цим питанням, ми думаємо, що повинні його підтримати. Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні. А це може означати, що Україна може відійти на другий план. Але Україна завжди актуальна. Наша солідарність завжди повинна бути дуже чіткою. Франция и Германия, в свою очередь, предостерегли Россию от попыток нарушить территориальную целостность Украины. Об этом говорится в совместном заявлении глав Министерства иностранных дел этих стран по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Внаслідок нового занепокоєння рухом російських сил і засобів поблизу України ми закликаємо Росію виявляти стриманість і прозорість щодо її військової активності. Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме тяжкі наслідки. Заявляємо нашу готовність до швидкої зустрічі та конструктивного обміну думками по суті. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для того, щоб досягти тривалого миру на Донбасі. Соединенные Штаты Америки также будут продолжать координироваться с европейскими союзниками и партнерами, чтобы реагировать на действия России по отношению к Украине. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі і не тільки з огляду на ці дії. Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями и тижнями. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру в режиме онлайн по скайпу. Андрей Пьянтковский, диссидент, публицист. Андрей Андреевич, здравствуйте, добрый вечер. Добрый день, Гульсум, добрый вечер. Андрей Андреевич, мы видим то, что происходит на границах с Украиной. Россия снова стягивает свое железо, происходит передислокация российских войск на границах. И, собственно, об этом уже на протяжении последних 2 недель предупреждают Украины представители западного истеблишмента. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, наконец, эту информацию и сказал, что на границах Украины более 100 тысяч российских войск. На ваш взгляд, что происходит? Ну, я бы связал вот последние события и, наверное, острые дискуссии в Москве с подписанием 10 ноября в Вашингтоне, это поздно вечером, по Киеву и Москве уже 11 ноября, на мой взгляд, исторического документа Хартии о стратегическом сотрудничестве Украины и Соединенных Штатов. Никогда еще
Соединенные Штаты не подписывали документ с такими жесточайшими оценками в адрес России. Ну, я хотя бы напомню, это было бы очень долго перечислять, его можно увидеть в интернете. Ну, во-первых, впервые Соединенные Штаты за многие годы подтверждают свои обязанности по Будапештскому меморандуму. Второй раздел этой хартии озаглавлен «Security and Countering Russian Aggression» – «Безопасность и противодействие российской агрессии». Соединенные Штаты заявляют, как в государственном документе международного права заявляют как о своей обязанности противостоять вместе с Украиной российской агрессии. Заканчиваются все дискуссии. Вот Москва все еще ведет свои дискуссии с западными партнерами, сторона ли она конфликта. Ну, эта хартия пошла дальше. Там нет, Москва не называется страной конфликта. Там конфликт называется Russia-led, руководимый и инсценированный России конфликт. Это не некая сторона какого-то конфликта, а агрессор, развязавший военные действия. И эти слова, они подтверждаются делами. Вы же видите, каждый день в Киевском аэропорту приземляются самолеты с военным оборудованием, поставляемым Соединенными Штатами. Наверняка идет сотрудничество в области разведки, инструкторы, советники. И те самые адские санкции, которые Соединенные Штаты давно уже обещали, еще во время весенних хороводов вокруг Украины, этого железа, как вы говорите, они уже официально обсуждаются сейчас с европейскими союзниками, чтобы те их подтвердили. А это, я еще раз напомню, это совершенно убийственные для путинского режима санкции. Это газовое и нефтяное эмбарго, полное газовое и нефтяное эмбарго. Ну, во-первых, закрывающийся, как уже просто один из мелких вопросов о Северном потоке, это просто. И плюс еще более страшное для них арест русского триллиона, то есть тех активов путинской верхушки, которые находятся в юрисдикции Соединенных Штатов. Это подрывает вообще и базис, и настройку этого мафиозного государства, построенного Путиным. Так что все предупреждения, они очень серьезные, они высказаны. И даже нейтральная Швеция уже присоединилась. Так настолько... что получается, Путин руководствуется логикой «лучшая защита – это нападение»? Я думаю, что, ну не знаю, что значит нападение. Если он руководствуется логикой, они все сдохнут, а я попаду в рай. Вот этой логикой он руководствуется. У него такое почему-то в голове. Но я думаю, что не все в Москве разделяют эту точку зрения. Вот я бы обратил внимание на второй важный документ последних дней. Это через 3 дня после этой хартии последовал указ Путина о так называемой гуманитарной помощи. Да. Но это же фактически полная экономическая присоединение, интеграция ОРДО с Россией и самый главный шаг и к политическому. Но вот в чем значение этого? Ведь вся прежняя философия Москвы, как она пыталась изнасиловать Украину, заставить ее присоединиться к ОРДО. Вся ее прежняя деятельность была направлена вот втолкнуть этот военно-террористический плацдарм в политическое тело Украины, легализовать его в украинском правовом поле. Ну, поэтому она все время настаивала на особом статусе и так далее. Но это после этого были расчеты, что как-то они обдурят Байдена. Помните, они в Женеве Путин каким-то образом заставил Байдена сказать какую-то глупость про Минские соглашения и особый статус. Вот после подписания этой хартии они поняли, что все, этот путь окончен, этого сценария у них нет. Никогда Украина не сохранится, присоединиться к ОРДО, и никогда на нее не будет в этом отношении оказывать давление Соединенных Штатов. Потому что если раньше они хотели втолкнуть ОРДО в Украину, то вот этот указ показывает, что они уже отчаялись с этим планом и идут по пути
прямой интеграции этих территорий в России. Я думаю, что вот так называемый умеренный, в чем суть сейчас разногласия в Москве? Путин рвется в рай, отправив остальных на кладбище, а вот умеренный прагматик, они, видимо, уговаривают его так. Война – это будет слишком дорогое для нас удовольствие. Давайте вот признаем эти территории, инкорпорируем их в Российскую Федерацию и продадим нашему населению как еще одну часть русского мира, вернувшуюся в родную гавань, как наше замечательное геополитическое достижение. И в конце концов, и после этого оставим в конце концов Украину в покое. Вот зафиксируем вот эту геополитическую прибыль. Но я думаю, это разумный с точки зрения их интересов план, но я думаю, что при живом политическом Путине это невозможно. Ну вот, кстати, я это хотела спросить, собственно, а чем это чревата инкорпорация Донбасса в РФ? И для России, и для Украины. Мне почему-то казалось, что вот этот статус-кво наиболее выгоден сейчас для России. Зачем ей инкорпорировать Донбасс и создавать новый дотационный регион, как, собственно, с Крымом? Он чем был выгоден для России? Он был выгоден тем, что Россия планировала расширить это ОРДО на всю территорию Украины. Что она добивалась от вас? Принять особый статус. То есть признать все эти два военных корпуса, спецслужбы российские. Все это станет частью украинского государства и пустить это в Украину, то есть разрушить Украину вот этим путем. Сейчас в Москве стало понятно, что это не проходит. На это Украина никогда не пойдет. Тогда два пути. А задача разрушения украинского государственного состава. Это центральная задача с 20 февраля 2014 года. Прямая военная агрессия, во-первых, приведет к огромным военным потерям, и вот как теперь выясняется, беспощадным совершенно санкциям со стороны всего коллективного Запада, начиная от Соединенных Штатов и кончая нейтральной Швецией. Тогда вот такие прагматики, они вот предлагают такой вариант, проглотить хотя бы часть добычи ОРДО. Ну, в этом случае все равно будут санкции, конечно, за такую инкорпорацию. Может быть, не такие убийственные, как в случае вторжения, но кроме того, это же будет громадным политическим поражением для Путина. Ведь вся цель подчинения Украины была для его режима сакральной. То есть Москва вот решает сейчас, как сказано вот в последнем документе, который вы процитировали, там было сказано дни и недели, все решится в ближайший день. Да. Вот или все-таки решится на самоубийственное вторжение, которое, я уверен, приведет просто вот при сегодняшней такой небывалой концентрации Запада в этом, приведет к падению путинского режима, либо вот на такую частичный захват, инкорпорацию и попытку заморозить конфликт. А что скажете по поводу инкорпорации Беларуси? Можем ли мы сегодня, вот смотря и следя за теми событиями, которые происходят на польско-белорусской границе, говорить о том, что у Лукашенко уже абсолютно не осталось никакой независимости, никакой автономности от Путина, и в принципе уже де-факто тот аншлюс, о котором мы с вами неоднократно говорили в наших эфирах, состоялся? А вот это, кстати, вы подсказываете дополнительный аргумент для так называемых прагматиков. То есть сказать, давайте черт с ней с Украиной, все равно она ушла, давайте вот инкорпорируем Донбасс, да еще присоединим Беларусь. Это уже два как бы больших. Вот как раз присоединение Беларуси смажет неприятное ощущение от того, что мы хотели проглотить всю Украину, а не удалось. Да, вы правы, Лукашенко, ведь Лукашенко по своей глупости пошел на этот конфликт для того, он рассчитывает так, вот я напугаю Запад, и они меня признают, они станут со мной разговаривать и легитимизируют меня. Ну, он как бы частично это добилась, звонила Меркель. Да. Но только Меркель звонила не президенту Лукашенко, а херу Лукашенко она звонила, как известно. Вот. Поэтому, этим он ужасно отталкивает от себя Европу, и он уже не может маневрировать с Путиным и становится уже полностью его беззащитной жертвой. Единственное, что останавливало Путина, ему уже нужно переизбираться
к 2024 году. И они хотели, ну что, Лукашенко уже созрел, Беларусь уже у нас в кармане, ну пусть он там немножечко попрыгает, поиграет в свою самостоятельность, если он не хочет быть минским секретарем обкома, а созреет окончательно к 2024 году, как раз нам нужно к выборам какое-то громадное геополитическое достижение. Ну, может, вот это провал с плана присоединения Украины к ОРДО заставит их форсировать вот такое двойное возвращение в так называемую родную гавань Беларуси и Донбасса. Очень тяжелый выбор для людей в Кремле сейчас, очень тяжелый. А что вы думаете относительно выбора Польши? Потому что складывается такое впечатление, что Польша тоже сейчас находится в неком цугцванге. С одной стороны, государственное насилие над мигрантами может быть крайне негативно оценено Западом, западными партнерами Польши, Европейского Союза. Мы помним, как это было в 2015 году. А с другой стороны, отсутствие политики сдерживания мигрантов и предоставления им возможности попасть на территорию Европейского Союза гарантирует возникновение нового политического кризиса на территории ЕС. Как вы думаете, есть ли шансы у Польши с минимальными последствиями урегулировать эту ситуацию? Я думаю, что, во-первых, ясно, Польша ни одного человека не пустит. Она защищает свою границу. А во-вторых, ну, вы правильно ссылаетесь на кризис в отношениях Брюсселя с Варшавой в 2015 году. И в последнее время он по многим вопросам есть трение между Варшавой и Брюсселем. Но надо отдать должное Брюсселю. Они не использовали эту лукашенковскую гнусную провокацию для как бы дальнейшего давления на Польшу. Нет. Вот вчерашнее заявление Боррелли выражает абсолютно полную солидарность с позицией Польши. Эту цель ставили и Лукашенко, и Путина. Обострить конфликт между Польшей и европейскими структурами, но она не реализовалась. Разделяю властвуй. Да. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсагулно, что нашли время и подключились к нам в эфир. Андрей Андреевич Пьянтковский был с нами на прямой связи, диссидент, публицист. Продолжая тему искусственно созданного миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Сегодня стало известно, что группа мигрантов на белорусско-польской границе попыталась штурмовать границу Польши и забросила камнями польских пограничников. Те в ответ применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Об этом сообщает погранслужба Польши. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц выступил же в защиту Польши от критики вокруг укрепления границы с Белоруссию, призвал к новым санкциям против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Der Spiegel. Давайте послушаем цитату. Наш партнер по ЄС зіткнувся із серйозною проблемою і потребує солідарності. Я думаю, що якщо польський уряд ухвалить таке рішення, ми не повинні критикувати його. Це дуже поганий диктатор, який втратив будь-яку легітимність. Потрібно працювати над тим, щоб у Білорусі відбувався демократичний процес. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский же провел телефонный разговор с комиссаром Европейского Союза по внутренним делам Ильвой Йоханссеном. Со стороны подняли вопрос взаимодействия на фоне обострения ситуации на границе Союза. Давайте послушаем цитату. Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на послаблення Євросоюзу. Оцінка подій на кордоні з Білоруссю, країнами Балтії та Польщі дає усі підстави прогнозувати ймовірну ескалацію і нарощення нелегальної міграції на українсько-білоруському кордоні, у зв'язку з чим Україна посилює його охорону. А я рада представить следующего гостя, который присоединился к нам в режиме онлайн. Это посол Украины в Польше Андрій Дещица. Пане Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Дякуємо дуже, пане посол, что нашли время и подключились к нам в эфир. Пане Андрею, как сейчас в Польше, какие последние новости, как оценивают все то, что происходит на польско-белорусской границе, и понимают ли в Польше, что за тем, что происходит, стоит больше всего не Лукашенко, а Путин? В Польщі достатньо
стурбовані цією ситуацією, яка склалася на кордоні. І як ви знаєте, вже впродовж кількох тижнів, навіть місяців на сході Польщі введений надзвичайний стан в тих воєводствах, які межують з Білоруссю. Звичайно, ситуація є непростою. В Польщі відбувається достатньо багато дискусій і в суспільстві, і в парламенті. І позиція польського уряду є достатньо твердою. Вони не мають наміру пропускати нелегальних мігрантів на територію Польщі, на територію Європейського Союзу. Як зараз стало все більше і більше відомо і стає все більше і більше ясно для спостерігачів за цією ситуацією, що і Лукашенко, і Путін причетні до цього напруження на кордоні і до дестабілізації ситуації в Європейському Союзі і на європейському континенті. То есть можем ли мы сказать, что Путин, в принципе, пытается играть на тех противоречиях, которые есть и были между Польшей и Брюсселем еще, в принципе, с 2015 года, когда Польша выступала против той миграционной политики, которую продвигал Европейский Союз? Ну, дивіться, я думаю, що там є досить багато цілей, які собі поставили і Путін, і Лукашенко перед собою ж в реалізації цього плану по, ну, скажімо так, реалізації плану міграційної кризи. І, по-перше, створюючи це напруження на кордоні, створюється велике протистояння і в самій Польщі, але також між країнами-членами Європейського Союзу. Деякі з них вимагають або хочуть за вирішення цього міграційної кризи гуманітарним шляхом, надання допомоги цим біженцям. Але деякі країни, як Польща і Литва, які також підтримуються деякими політиками, не допускають вирішення цього конфлікту чи тої ситуації шляхом пропуску нелегальних мігрантів, розуміючи, що цих мігрантів використовують. Натомість Путін зараз пробує виступати таким собі посередником вирішення цього питання, заявляє, що може переговорити з Лукашенком, вирішити цю справу, і таким чином до нього будуть звертатися за посередництвом і вважати своєрідним партнером, гравцем при вирішенні міграційної кризи, яку він сам і створив. Так само, як і Лукашенко, який зараз старається бути на рівні, ну, може, не зі всіма європейськими лідерами, але принаймні пробує вести переговори з Німеччиною, таким чином показуючи, що він є легітимно обраний, и с ним потрібно рахуватися. Ну, такая чистая бизнес-модель. Создай ситуацию, а потом предлагай решение и продавай, собственно, это решение. Да, приблизно так от виглядає, що це і не просто бізнес-модель, але дуже така негуманна бізнес-модель, тому що використовуються люди, які насправді шукають притулку і які знаходяться в досить складній ситуації. Але їх використовують як зброю, і невідомо, які взагалі дальші плани собі поставили і Москва, і Мінськ, і по використанню цих людей, і по розвитку цієї кризи. А есть ли сейчас вот четкий консенсус в польском политикуме относительно того, как будет действовать Польша? Они будут идти до конца, стоять до последнего и сдерживать мигрантов, или же могут взять часть мигрантов на себя? Ну, на даний момент польський уряд займає достатньо тверду позицію про те, що вони не будуть пропускати нелегальних мігрантів до Польщі, а ті, які все ж таки якимось чином, яким
вдається перейти кордон, вони їх повертають назад до Білорусі. В Білорусь. Натомість опозиція насправді критикує уряд за те, що уряд не дозволяє незалежним ЗМІ, медіа бути присутнім при цьому в тих регіонах, бо надзвичайний стан не дозволяє висвітлювання і перебування цих подій, і перебування засобів масової інформації в зоні, де введена надзвичайний стан. І тому зараз фактично опозиція, критикуючи, що уряд насправді не має досить серйозних важелів впливу. Тому все більше і більше польське суспільство переконане в тому, що позиция уряду є правильной. Да, вот, кстати, по поводу общества и хотелось узнать, как вообще поляки, как вообще граждане Польши реагируют на то, что там происходит? Ну, є частина громадян і представників громадських організацій, гуманітарних організацій, які вважають, що все ж таки можна прийняти цих біженців, можна надати їм допомогу, можна знову ж таки ввести певну диференціацію тих, які насправді потребують такої допомоги, надати їм місця в таборах для біженців. Але все ж таки більшість суспільства вважає, що розуміє те, що цих біженців використовують як своєрідну зброю, і тому позицію уряду підтримують. Пан Андрей, вы наверняка общаетесь с представителями польского истеблишмента. Дают ли польские политики Украине какие-то по этому вопросу рекомендации, возможно, наставления? И чем, собственно, вся эта ситуация, на ваш взгляд, грозит нашей стране? Ми проводимо постійні консультації з польською стороною, і відбулося вже кілька раундів таких консультацій. Перш за все почалося з телефонної розмови президентів України і Польщі 2 тижні тому назад. І на минулому тижні відбулися переговори між міністрами внутрішніх справ України і Польщі. В понеділок відбулася зустріч міністрів закордонних справ України і Польщі в Брюсселі. Сьогодні відбулися трьохсторонні переговори координаторів Люблінського трикутнику, заступників міністрів закордонних справ України, Польщі і Литви. Ми обговорюємо і обмінюємося інформацією і позиціями про розвиток цієї ситуації. І, звичайно, одне із рішень Ради національної безпеки, яке було скликане на минулому тижні під керівництвом президента, а потім частина цього засідання проходила у Луцьку. Це був результат цих переговорів з польською стороною, які, власне, нам рекомендують зміцнити наш кордон з Білоруссю, тому що один з сценаріїв, який розглядається, це можливість перенаправлення цих біженців в сторону України, якщо вони не зможуть пройти через білорусько-литовський чи білорусько-польский кордон. Можем ли мы говорить о том, что этот, собственно, искусственно созданный миграционный кризис Лукашенко, ну или руками Лукашенко, Путиным, в принципе, еще больше укрепляет взаимоотношения Польши, Украины и Литвы? Как говорил Ницше, все, что нас не убивает, делает сильнее. Ну, знаєте, це ситуація, яка загрожує нам всім. І виглядає так, що Путін і Лукашенко розпочали таку гібридну атаку не тільки на Польщу і Литву, але на Європейський Союз. І тому в інтересах і України, і Польщі, і Литви, але також всього Європейського Союзу, з яким ми асоціюємося, є якомога більше проведення якомога більше консультацій і зайняття єдиної позиції, більше солідарності і зміцнення наших підходів до протистояння такій гібридній атаці, такій гібридній спробі дестабілізувати ситуацію
в цьому регіоні. И, пан Андрею, последний вопрос. В случае, если ситуация начнет выходить из-под контроля, в случае, если на польско-белорусской границе будет эскалация, готова ли, на ваш взгляд, Польша инициировать 5-ю статью НАТО о коллективной безопасности? Ну, я думаю, що спочатку Польща, напевно, буде пробувати задіяти статтю 4 колективного договору про колективну безпеку. Це мова йде про проведення постійних консультацій між країнами, які стали предметом агресії. І, власне, про це вже говорилося між керівництвом Польщі, Литви, Латвії. Я думаю, що якщо би справді відбулося непередбачуване і цей міграційна криза і міграційна атака прийшла в якусь фазу збройну, то, звичайно, Польща би тоді звернулася до НАТО щодо застосування статті 5. Але поки що говориться тільки про статтю 4, про проведення постійних консультацій. Але навіть і ця стаття поки що не застосована, чи ця можливість не застосована, тому що Польща на даний момент дає собі раду сама, зупиняючи ці спроби нелегального перетину кордону цими біженцями і з боку Білорусі. Дякую вам дуже, пане Андрею. Чохсагуна, что нашли время и подключились к нам в эфир. Посол Украины в Польше Андрей Дещица был с нами на прямой связи. Сайгалар хадашлар, менсе Крым татар тіліні кечем вейні в беттеке бұл программамыздың бөлігіні біз Крым татар тілінде девам етеміз ве информацион васталарында Крым içerisinde yüz bergen adiселер или бағлы реакциялар или бағлы шелернен сізлеріне хабардар етмеге істейміз. Іште тұтылған, ақаретленген, зүлімге оғыраған ве адалетсіз жеуына қаршы япылған әрекеттер себебінден, хусусан Эдемаға Семидляевке япылған әрекеттер себебінден, шымды бойле сияси, он екі күнлік сияси мабыз деп айтмаға мүмкін, дестек ве флешмоб акциялары девам ете сайғылар қадашлар ве чешіт түрлі первасыз олмаған, ляхайт олмаған семеддешеріміз Эдемаға Семидляевге өзінің дестегіні білдірелер. Хусусан Facebook сайфелерінде ве дигер ичтимаи ағыларда она дестек көстермек үшін бойле бір видеолар язалар, адвокатлар бұл көбі видеоларны яза, ве мен оларны жанлы яйында шымды көстермеге істер едім. Хусусан Қырымдаки адвокат группаларын темсилжілерде бұл көбі видеоларны язып кештілер. Іште Эмилияға Курбединов не айтады еңлейік. Я хочу выразить слова поддержки своему коллеге Эдему Смедляеву, который по решению Центрального районного суда Республики Крым был приговорен к админ-аресту сроком на 12 суток. Считаю, что данное решение суда является незаконным и необоснованным. Также считаю, что вот данный инцидент, произошедший с моим коллегой, является просто вопиющим по отношению ко всему адвокатскому сообществу, так как сегодня находится наш коллега там, а завтра может оказаться любой из нас, из адвокатов. Что хотелось бы сказать? Эдему выражаю слова поддержки, желаю ему, чтобы он достойно прошел вот это вот административное наказание и вернулся, собственно, обратно к своим профессиональным обязанностям. Марлен Халиковна бераберлікте діңледік, и майеджі ве адвокат Эдем Семидляевге өзінің дестегіні бойле видео язарак чекті ве Facebook сайфесінде Қырым бердемлігі тешкіляты ерлештірданем бұқыбы дестекні да Эдем Семидляевге адвокат майеджі Николай Полозов да білдірді оның чағыровына, оның чықышта болуынывыны діңлемеге теклif етем. Адвокат — это не просто профессия. Это призвание, и особенно это касается тех коллег, которые работают по очень сложным делам с политической мотивацией, защищают угнетаемых, преследуемых, фактически борются за наши права и свободы.
На острие атаки сейчас оказался наш коллега, крымский адвокат Эдем Семедляев. По совершенно абсурдным поводам его признали виновным в совершении административных правонарушений, приговорили к 12 суткам ареста и штрафу в 4000 рублей. Эдем, держись, мы с тобою. Стоим плечом к плечу. İşte birçok advokatlar aynen böyle şekilde Эдем Семедляевге өзінің дестегini bildirirler ve içtimai ağlarda videolar yazıp yerleştirirler. Ve nevbetteki advokatını keliniz dinleyik. O da işgal etilgen Kırım'dan Эдем Ağa Семедляевге өзінің дестегini bildirdi. Сиярбей Панич. Сегодня в этой непростой ситуации хотелось бы высказать слова поддержки Эдему Семедляеву и его семье, который Эдем Семедляев подвергся незаконному притеснению и правоохранительными органами было оказано на него незаконное воздействие в связи с его профессиональной деятельностью как адвоката, активной его позиции по защите прав наших граждан. Хотелось бы пожелать Эдему терпения, а с нашей стороны мы сделаем все для того, чтобы эти незаконные решения были отменены. Bizleşimde canlı bağda advokat İslam Velilayev var. Kelini sonu selamlayıq ve laf etmege duruş. Эдем Ağa, İslam Ağa, selam aleyküm. Алейкум селям. İslam Ağa, mına koryemiz ki çeşit türlü içtimai ağlarda şimdi Эдем Семедляевге böyle bir destek flashmob geçirile. Mına bu gibi flashmob, bu gibi desteklerinin, çağıruvlarının aslında maksadı neden ibaret? Çünkü mına Эдем Ağa Семедляевге 12 gün hapis cezası verildi. Şimdi yakında çıkmalı. Bu sadece mına Эдем Семедляевге gösterilgen destek mi ya da işgalcilerinin kararını değiştireceğini mi bekleysiniz? Ну, насчет мүмкін Русталинде айтайын, Evet, sizге nasıl uygun olsa buyurunuz. Да. Бугун, значит, на сегодняшний день нам стало известно, на завтрашнее утро на 10 часов назначено апелляционное рассмотрение нашей апелляционных жалоб, которые мы подали. Апелляционную жалобу подала наша коллега Лили Гемиджи, и коллективную апелляционную жалобу подала наша адвокатская палата Крыма. Значит, по данной жалобе подписались наше адвокатское сообщество, ну, где-то в количестве 80 человек. Это те, которые смогли найти время и присоединиться. Я думаю, что все адвокатское сообщество Республики Крым полностью поддерживает нашего адвоката Эдема Семедляева с этим вопиющим безобразием, которое произошло в Центральном отделе полиции номер 3 и в последующем незаконным решением Центрального районного суда, по которому наш адвокат находится сейчас, скажем, в заточении. Вот. Мы считаем его незаконным. Будем надеяться на здравый смысл, значит, на понимание как бы, вышестоящей инстанции. И надеемся, что на завтрашний день решение незаконное будет отменено. В случае, если оно останется и его, как говорится, засилит, то в таком случае значит, мы будем дальше готовиться на кассационную инстанцию и в последующем на Европейский суд. Скажем, такие действия будут Ya sizin fikrinizce Kennedy yarın işgalcilerinin bundan evvel çıkargan kararından inkar etmesi, vazgeçmesi ne kadar mümkün? Еще раз, плохая связь. İslam Ağa iştesiz, alo? Alo. İştesiz İslam Ağa? Alo. Да. Sizince yarınki olacak mahkemede işgalcilerinin kararından vazgeçmesi ne kadar mümkün? Yani bunun ihtimali ne kadar? Возможно, данное решение возможно. Я не могу сказать, что оно действительно будет отменено. Но есть такие предпосылки, скажем так, мое мнение. Я хочу сказать, что я надеюсь на понимание и здравый смысл все-таки Верховного суда Республики Крым. Ya, mına İslam Ağa, sizin fikrinizce Эдем Семедляевге bu gibi ahiret yapılğanının
Sözde hukuk qarşılayıcı organları Kırım'da nasıl mesaj vermege isteyler? Benim anlağanıma göre siz ki bu advokatlarga da böyle bir mesaj verileyeni. Olar bunun ile ne yapmağa tırışa, kimge neni göstermege tırışalar ki Edem Semidlayev gibi bir insanı böylelikle ruhtan düşüreceğine işanmak bu aslında çok mantıksız. Если можно, алло. Если можно, ваш вопрос я просто не прослушал, не понял. Да, Решением? Не. Я хочу сказать, что данным решением, которое вынесло постановление Центрального суда, я думаю, что они хотят показать, чтобы фактически все адвокаты понимали понимали, что может быть, если не выполнять их незаконные требования. Я думаю, что это устрашающий шаг для всех адвокатов. Мы с этим никак не можем согласиться. Были до этого, если помните, административные аресты в отношении Эмиля Курбединова, а сейчас этот вопиющий факт беззакония, который был именно вот этим постановлением суда Центрального в отношении Эдема Семидляева, здесь говорить о их, что они этим хотели показать, сложно сказать. Скорее всего, показать силу, значимости своей, что они вот во власти, и мы будем делать так, как мы хотим. Я думаю, что это не пройдет. В любом случае, будем с этим бороться, с этим беззаконием. Anlaşıldı. Çok sağ olunuz İslam ağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyükten teşekkürler. İslam Velilayev advokat bizle canlı bağda edi. Aytkanına göre yarın saat 10'da Kırım'ın işgalcilerinin yukarı mahkemesinde advokatlarının Emil Bey Kurbidinov'un keçirlerini aytkanına göre bu tahminen 80 advokat bu şikayet altında özünün imzasını verdi. Şikayet davasını Lila Hanım Gemici yolladı ve bu şikayet davasının bakılması planlaştırıla. İslam Bey Velilayev umutlarını Kennedy beslese de elbette ki umuttan hiçbir şekilde taymamalımız ama diğer advokatlarının da kaydetkenine göre işgalcilerinin bir şekilde kararının değiştireceğini umutlarını olar beslemeyler ve bu mesele etrafında illüziyalarını ne yazık ki beslemegenlerini kaydettiler ama alda biz de yarın telekanalımız olarak informasyon kureşte faaliyet alıp bargan telekanal olarak saat 10'da yüz verecek şikayet davasının bakılması vaziyetini takip edecekmiz ve mutlaka sizlerge çıkan haberlerini aytacakmiz. Hem canlı yayında müzakere edecekmiz bu meseleni hem de zaman informasyon programması. Men eminim bunun ile bağlı levha yapacaktır ve sizlerge takdim edecektir. Haberdar etmeye tırışacakmız sizlerine saygılar arkadaşlar. Men ise ne yazık ki sizlerinin sağlıklaşmayım ama 20 dakikaga böyle konuşkence dep aytam. Aman 5 dakikadan sonra TR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması devam ete. Ukrayna tilinde muhbirlerimiz sizler için sonki haberlerini hazırladı. Sonra biz bu studiyaga kaytacakmız ve yayınımızga bağlanacak milletvekillerinin yayınımızga devam edecekmiz. Ukrayna etrafında içerisinde Kırım'da yüz bergen hadiselerini müzakere edecekmiz. O sebepten ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız meraklı olacak dep düşünüyorum. Görüşkence. Derенdir denizin suvunda kayık. Ne güzel adasın, maktavga layık. Yüksektir dağların, serindir avan. Bilmeyim ne vakit bakılır davan. Savar mı tumanım, başında çatırdak. Korer mi okunnu, benim başım sağ.
Ей, ватандаш, атешке кір, азыр ол сен янмаға. Ватан үшін жан бермесен, не үшін келдің дүнияға? Гүзел Қырым топрағыңда эждадыңның қаны бар. Әрбір терек япрағында миллетіңнің жаны бар. Керек олса фортунадай атыл дұшман үстіне. Көстер она асырларнен топланған бар күчіңні. Енмегенже омыр билля көреш кене векене. Ал деделер ала алмаған интиқам бе очыңны. Сен миллетсің, бір вақытлар Москвада ат ойнатқан. Ажиз қалған гетмынларға ярдым қолы ұзатқан. Бүгін не үшін андамында қорқып пысып жүресің. Өз юртында сұчлы кебі бойнын қысып жүресің. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқаға телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Йоқ екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым, сен де келмедің. Тек айлар дегелде, йыллар да кечкен. Қарт фақыр бабайым, ачылықтан өлген. Сен де қартанайым, 60-та екен, біздерге көз тіккен. Сен де келмедің. Артық урве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, чалышқаны вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт, ескісін сөйлеген. Сен де келмедің. Якщо ваші права порушено, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зверненням через онлайн-приймальну, гарячу лінію або ж надсилайте письмові звернення за адресою. Едем, ми з тобою. Адвокати почали записувати та публікувати у соцмережах звернення на підтримку затриманого адвоката Едема Сімідляєва, якого окупанти кинули за ґрати на 12 діб. За словами захисників, таким чином вони захищають незаконно затриманого адвоката, а також себе. Кажуть, згодом так можуть учинити і з ними. На думку адвокатів, затримання колеги – це втручання у професійну адвокатську діяльність з боку силовиків. Окупаційний суд, ставши на бік співробітника Центру протидії екстремізму, який склав на Едема Сімідляєва протоколи, ще більше розв'язали руки окупаційним силовикам. Очередная попытка оказать давление на адвокатов, очередная попытка запугать адвокатов, которые осуществляют защиту
силовыми структурами 25 октября, а потом 11 ноября вот такие неправосудные решения по аресту Эдема Семидляева. Мы продолжим защищать своих подзащитных, мы продолжим вести аудиозаписи во время, когда нарушаются права наших подзащитных. Это наше право, и мы будем фиксировать это, и будем говорить о беспрецедентных нарушениях. Мы не остановимся на этом. Эдем, мы защищаем тебя, тем самым мы защищаем себя, и тем самым мы защищаем весь наш народ, всю нашу корпорацию. Держись, Аллах сенден разы olsun. Он приехал для оказания юридической помощи своим подзащитным. И когда один из сотрудников центра который находился в отделе полиции, стал угрожать подзащитному Семидляева, начал фиксировать это на диктофон, встроенный в мобильный телефон. За это он получил свой первый протокол, а второй протокол он получил за отказ раздеться догола, что потребовал от него сотрудник центра видимо, для удовлетворения каких-то своих фантазий, для желания унизить адвоката. К сожалению, вместо того, чтобы получить порицание со стороны своего начальства, сотрудник центра получил решение суда в его пользу, которым действия Семидляева были признаны неправомерными, были признаны составом административного правонарушения, невыполнения законных требований сотрудника правоохранительных органов. Нет, дорогие друзья, не каждое требование сотрудника правоохранительных органов априори законное. Эдем Семидляев, его позиция и его абсолютно профессиональная реакция на незаконные требования сотрудников полиции позволила сегодня нам увидеть тот уровень и то состояние и те ситуации, с которыми сталкиваются наши доверители. То есть, если сотрудники полиции позволяют с адвокатами так себя вести, представьте себе, как они себя ведут с нашими доверителями. Поэтому эта ситуация, она вскрыла этот гнойник. Я иначе это назвать не могу. Адвокат — это не просто профессия, это призвание. И особенно это касается тех коллег, которые работают по очень сложным делам с политической мотивацией, защищают угнетаемых, преследуемых, фактически борются за наши права и свободы. На острие атаки сейчас оказался наш коллега, крымский адвокат Эдем Семидляев. По совершенно абсурдным поводам его признали виновным в совершении административных правонарушений, приговорили к 12 суткам ареста и штрафу в 4000 рублей. Эдем, держись, мы с тобою. Стоим плечом к плечу. 25 жовтня Едем Семидляєв з колегою Надзімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля окупаційного суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися догола, щоб буцімто перевірити наявність екстремістських татуювань. Зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Семидляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горизвісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Російські окупанти гатили великим калібром та поранили українського воїна. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Бійця евакуювали до шпиталю. Нині він у задовільному стані. 152-мм гармати ворог застосував біля Муратового на Луганщині. А біля Новозванівки, Новоолександрівки, Попасної та Мар'їнки били зі ствольної артилерії та мінометів. Під ворожий вогонь потрапив і житловий район Мар'їнки. Постраждалих немає, але мінометним ударом зруйновано приватний будинок. У спільному центрі контролю та координації повідомляють, що окупанти випустили 13 мін і по цивільному кварталу били навмисне. На інших ділянках Східного фронту окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Ворога вгамували вогнем, але зранку знову фіксують артилерійські обстріли. В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та з танкових протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненим мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Танки, армійські гелікоптери та морські піхотинці. Неподалік межі з окупованим Кримом українські військові тренувалися давати відсіч ворожим морпіхам. Ті, за легендою навчань, намагалися прорвати оборону. Українські військові здійснили рейд, швидко зайняли панівні висоти та відкинули ворожі сили. Морські піхотинці діяли за підтримки танкової роти, артилерії та армійської авіації. Упродовж маневрів виконували бойові стрільби, а командири вносили власні корективи вже на полі бою. Були такі більш моменти несподіваності, коли все просто так в одну секунду все змінювалося. Там була команда, у нас там тривога, всі вже прямо з палаточного містечка всі почали грузитись на хамера. Ось і видвигались в пункт нашого призначення. Ось це все було прям максимально так швидко зроблено, і в принципі можу сказати, що особовий склад справився дуже добре. В ході тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах, наближених до бойових. Третій день поспіль українців, які одужали від ковіду, більше, ніж нових пацієнтів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України. Минулої доби зафіксовано ще більше 18,5 тисяч нових випадків COVID-19. Одужали при цьому більше 20 тисяч. А от пішли з життя від ковідних ускладнень 769 людей. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував зміни до урядової постанови про адаптивний карантин. Вони стосуватимуться передусім жовтої карантинної зони. І в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників, так і для відвідувачів. Принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% повнолітніх українців. Утім, за словами очільника МОЗу, 600 тисяч людей ще не дійшли по свою другу дозу, попри те, що час її введення уже настав. Тим, хто ще не отримав другого щеплення, нагадую про необхідність отримання повного курсу вакцинації. Лише так вакцина буде захищати ваше здоров'я і життя. Не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації. Також звертаюсь до сімейних лікарів. Будь ласка, активніше комунікуйте з людьми, з якими підписали декларацію. Нагадуйте про необхідність вакцинуватись та про отримання другої дози вакцини у найближчий час. Серед лідерів вакцинації Київ. Уже половина жителів столиці цілком вакцинована від коронавірусу. Ще у 8 областях України подолали 40% позначку вакцинації бодай першою дозою. В МОЗі нагадують, що 95% пацієнтів, які потрапляють з ковідом до шпиталів, не вакциновані. Захворюваність невпинно зростає навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади. В Криму зафіксували ще 1211 нових пацієнтів з ковідом. Ще 27 людей хворобу подолати не змогли. Попри стрімке поширення коронавірусу та перевантажені лікарні, в окупованому Криму очікують чимало російських туристів. За даними окупаційного міністра курортів і туризму Криму Вадима Вольченка, близько 60% місць в готелях півострова вже заброньовані на час зимових свят. Утім, в разі погіршення епідемічної ситуації окупаційний голова Сергій Аксьонов обіцяє посилити карантин. Навіть натякнув, що невакцинованим кримчанам можуть заборонити виходити з дому. Утім, підприємці окупованої Феодосії звернулися до Аксьонова з закликом послабити карантинні умови. Мовляв, не можуть повноцінно працювати, навіть попри те, що усі працівники вкололись спутником. Бідкаються, що прибутки впали на 90%. А якщо так триватиме і надалі, то доведеться звільняти більшу частину персоналу. Мы, предприниматели города Феодосии, просим вас о смягчении ограничительных мер, отменить посещение заведений по QR-кодам, также снять ограничение режима работы до 23:00 предприятиям общественного питания, у которых привито 100% сотрудников. Просим вас поддержать нашу сферу деятельности. Наша отрасль находится на грани банкротства. Меры поддержки, предложенные государством в форме кредитов, нас еще больше зарывают в долговую яму. Важка будівельна техніка поряд з історичною пам'яткою. Жителі окупованого Севастополя вимагають зупинити будівництво у передмісті Херсонеса Таврійського. Там на площі у більш ніж 23 гектари окупанти зводять комплекс «Новий Херсонес», що складатиметься з музеїв, готелів, сувенірних крамниць та імітації стародавніх кварталів та майстерень. Утім, містяни упевнені, що будівельники розкопали давню підземну річку і тепер уночі за допомогою помпи відкачують воду.
Если раньше здесь работали истинные археологи, при помощи маленьких лопаточек, щеточек, чтобы, не дай бог, ничего не поранить, не разбить, то сейчас у них ноу-хау, у них раскопки ведутся ковшом экскаватора. И все это за высоким забором с колючей проволокой. Поява води в розритих траншеях, на думку місцевих жителів, свідчить про величезну шкоду, яку завдала важка будівельна техніка об'єкту культурної спадщини. Поскольку я сама химик, и я всегда детей водила сюда при любой возможности, всегда говорила, что известняк – мягкий камень. И поэтому ни в коем случае никакие вот эти работы вообще не могут производиться таким вот варварским способом, вообще катастрофически, что я говорю, нас не будет, но просто разрушат все. Мы все время кричим о том, что к нам какое-то отношение кошмарное просто. Мы люди, здесь живущие, и мы имеем право на то, чтобы к нам прислушались. У 2013 році Херсонес Таврійський було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. При цьому пам'ятка складається з кількох заповідних ділянок. Частина античного Херсонеського городища та його сільськогосподарської округи. Згідно українського закону, усі містобудівні, архітектурні та ландшафтні роботи на об'єкті всесвітньої спадщини мають виконуватися лише за погодженням з ЮНЕСКО. Ахмед возить туристів неспокійними водами Середземного моря. Каже, зима почала приходити пізніше, але тепер вона суворіша. Курорт все ще відкритий, літо довше на місяць. Раніше вважалося, що у жовтні вже зима. Зараз ні. Люди все ще плавають у морі. Це Олександрія, друге за величиною місто Єгипту та один з найдавніших портів світу. Заснований Олександром Македонським понад 2000 років тому, він пережив вторгнення, пожежі та землетруси, але нинішнє лихо, схоже, не залишає йому шансів. Він повільно йде під воду. Олександрія знаходиться на березі Середземного моря і дуже залежить від рівня води та припливів. Щороку рівень води тут підвищується на 3 міліметри. Учені прогнозують, що такими темпами до 2100 року море підніметься на метр. Наразі місто захищають. 60-кілометрову набережну укріплюють бетонними конструкціями. Подекуди вже видно наслідки ерозії. Побудовано понад 12 кілометрів загороджень. Скоро вони з'являться у районі старого міста Бахарі. Тож ми захистимо не лише берег, а й пам'ятники Олександрії. Шторм 2015 року затопив більшу частину міста. Тоді загинуло 6 людей, близько 20 будівель обвалилися. Після цієї повені були, але не такі сильні. Тобто зрозуміти, наскільки ефективними будуть нові загородження, поки що неможливо. В Олександрії проживає понад 5 мільйонів людей та зосереджено близько 40% промислових потужностей Єгипту. Це лише мала частина предметів мистецтва, які сьогодні можна побачити в українських музеях завдяки Федору Ернсту. За радянських часів цій людині вдалося повернути та зберегти багато культурних цінностей, які більшовики вивозили з України. Те, що у нас залишилося, ці предмети, які ми зараз можемо бачити в музеях, документи, архівні документи, це все завдяки йому. Інакше могли би просто розграбувати, вивезти за кордон, те, що і робилося, підірвати храми. На честь Федора Ернста у Національному музеї історії України відбувається тематична виставка. Під час його роботи колекція поповнилася більш ніж на 5000 предметів. Серед збережених пам'яток культури та мистецтва картини Тараса Шевченка, які повернули з Росії, твори Георгія Нарбута, предмети Києво-Межигірської фаянсової фабрики. Це, наприклад, старовинний портрет українського гетьмана. Під ним журнал, де описувалися усі повернені цінності. Поряд на розвороті знаходиться такий запис, де написано, що повернуто портрет гетьмана Івана Скоропадського з приміткою без рами. Намагаючись врятувати культурні цінності України, Ернст очолював багато експедицій та археологічних розкопок. За це його переслідувала радянська влада. В результаті його кілька разів заарештовували та висилали до Сибіру, звинувачуючи у контрреволюційній діяльності. В 41-му році його було знову заарештовано і розстріляно в жовтні 42-го року, як нібито німецького шпигуна. Реабілітовано вже в 58-му році. Виставку можна відвідати до 9 березня наступного року.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетлерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген сон, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып çalıştı. Sonra Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile beraberlikte Ветан Хадимы намында газета çıkardылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет olған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчысырайда Исмаил Гаспралы тарафından çıkarılған Tercüman газетасында çalışı başladı. İsmail Гаспралы 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muharriri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılған gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Selam aleykum, hayırlı akşamlar.
Витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +380 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы периодически видите на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на информационном фронте. А этот блок я хочу начать со следующих новостей. Швеция может направить своих военных для учебной миссии в Украине в связи с тем, что Россия стягивает войска к украинским границам, где военные миссии продвигают страны Балтии. Об этом заявил министр обороны Швеции. Давайте его послушаем. Звичайно, ми повинні бути відкриті для цього. Ми займаємося цим питанням, ми думаємо, що повинні його підтримати. Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні. А це може означати, що Україна може відійти на другий план. Але Україна завжди актуальна. Наша солідарність завжди повинна бути дуже чіткою. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Витаю вас. Ну, вот даже такая страна, как Швеция, которая всегда пытается сохранять некий нейтралитет, говорит о том, что отправит своих военных в Украину. О чем это говорит? Ну, справа в тому, що Швеція дійсно зберігала певний нейтралітет, але останні роки, вже після анексії Криму і агресивної політики, яку проводить Російська Федерація, і війну, яку розпочала проти України, і безпекові виклики, які з'являються, зокрема, і на півночі, і це бачать в Швеції, і бачать і в Норвегії, і в Данії. Звичайно, вони змусили Швецію активізуватися якраз в питаннях оборони і безпеки. По-перше, вони вирішили збільшити оборонний бюджет. По-друге, Швеція почала активніше і ближче співпрацювати з НАТО, чого раніше, в принципі, теж не було. По-третє, зараз Швеція вклала фактично оборонні угоди, поновила оборонні угоди в рамках існуючих північних країн, нордичних країн, зокрема з Норвегією, Данією, а також із Фінляндією, а також укладаються нові угоди по лінії Данія-Франція і Швеція-Франція. Тобто, насправді, за останні роки Швеція, дивлячись на поведінку Російської Федерації і на війну України, і на все, що відбувається загалом з безпековими викликами в Європі, звичайно, активізувала свої зусилля. До речі, попри те, що Швеція сповідувала останнім часом, останні десятиліття, можливо, навіть такий більш виваженіший, стриманіший і нейтральний, треба сказати, що шведи насправді виробляють непогані системи озброєння. Наприклад, по артилерійським системам одні з найкращих в Європі. І чи військові літаки, чи багато чого іншого. І нам би важливо не тільки говорити про те, що нам відправлять місію підтримки, хоча це важливо, дійсно, надзвичайно важливий момент і потужний сигнал. А варто було б розглядати і налагодження військово-технічної співпраці, спільного виробництва тих же артилерійських систем. Можливо б, знаєте, ну це вже може трошечки з жартом, але непогано було б, якби шведська місія захопила з собою кілька військових літаків «Гріпен», а у них є такі непогані винищувачі. Тобто я веду до того, що насправді
В Швеції є, скажімо так, точки дотику, по яким треба працювати і розвивати співпрацю в оборонній промисловості і в військово-технічній кооперації. Насправді там колоссальный є потенциал, який просто потрібно розвивати. А скажите, вот эта идея размещения военных миссий европейских стран на территории Украины может послужить таким сдерживающим фактором для России, которая сейчас стягивает свои войска к границам Украины и передислоцирует их там? Я думаю, що так. Це точно буде додатковим стримуючим фактором. По-перше, ви ж подивіться, що робить російська пропаганда, і постійно там чи то Пісков, чи будь-хто інший виходить і починає розповідати про те, що Україна, в принципі, не цікавить нікого і так далі, і так далі. Це з одного боку, що їм ніхто не допоможе. З іншого боку, вони говорять про те, що ми діємо в форматі НАТО, ЄС, Заходу, Сполучених Штатів, і американці вже у нас тут ледь не контролюють Чорне море. Тобто вони самі собі суперечать, насправді, коли починають розповідати ті чи інші тези. Але я думаю, що для нас доволі непогано, якщо ми... От, наприклад, давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, почалися загрози, і зараз ми знаємо інформацію про скупчення військ російських по кордонах з Україною. Так, ми розуміємо, всі слідкуємо за цим і розуміємо, які це ризики для нас складає і так далі. Але в цей же час розпочинаються навчання у Чорному морі. Буквально кілька днів тому були навчання військово-морських сил України, і 2 кораблі Сполучених Штатів були присутні і відпрацьовували етапи різних навчань в Чорному морі. Крім того, 4 літаки-розвідники НАТО моніторили ситуацію над Кримом і в Чорному морі. І це все відбувалося. Тобто, надзвичайно оперативно почався рух навчанням. Уявіть собі, теж і зараз українські військово-морські сили беруть участь у Туреччині в навчанні. Тепер уявіть собі ситуацію. За таким же принципом, як тільки є ситуація про виклики і загрози, ми починаємо військові навчання спільні Україна, британські, шведські, можливо, ще якісь країни учаться на материковій частині нашої держави. Так. Це є теж сигнал, це важливо. Вместе с этим вот мы с вами говорим про стягивание войск к границам Украины. Об этом еще очень активно начали заявлять наши западные партнеры на протяжении последних 2 недель. И только вот сейчас, после тех заявлений, разведка Украины, Минобороны и сам президент Украины Владимир Зеленский, выступая на прошлой неделе, сказал, что действительно есть такое, что вот 100 тысяч российских военных находятся у границ Украины. Вот как вы думаете, что сейчас этими действиями пытается выторговать, пытается добиться Путин? И насколько, на ваш взгляд, то, что происходит сейчас, отличается от событий весны? И вообще отличается ли? Відрізняється, я почну з останнього. Коли були події квітня цього року і нарощувала Росія свою військову присутність, тоді Російська Федерація робила максимально відкрите перекидання військ, таким чином, щоб всі це бачили, всі це обговорювали. І всі боялися, як вони вважали. Так демонстративно все происходило. Дуже надзвичайно демонстративно, тому що це була одна із частин цієї потужної інформаційно-психологічної операції. Ви ж подивіться, що в день навіть не накриті брезентом, нічим не прикрита техніка, перекидається на залізничних платформах. Це все за допомогою соцмереж поширювалося, і все це бачили, нагніталась ситуація. Зараз трошки інша ситуація, вона протилежна. Як стверджують окремі джерела, там ті ж ЗМІ, наприклад, Блумберг, передає агенція про те, що деякі війська перекидаються вночі і дійсно намагаються це зробити якомога менше публічно, щоб не настільки демонстративно. Це опасніше? Так, це більш загрозливо, тому що вони хочуть це перекрити. Тому це загрозливіше. З іншого боку, треба розуміти взагалі причини і що відбулося, як воно все формується. І з тієї інформації, яка зараз принаймні є, яка відома за допомогою ЗМІ і підтверджується українською розвідкою відкрита, є 3 компоненти. 2 із них нам добре відомі. Це 20-та і 8-ма армії, які зосереджені на кордонах з України в Воронежі, в Новочеркаську. І, в принципі, не зникнуть нам з цим жити. І інша частина – це частина
41-ї армії з Новосибірська і, можливо, інших армійських з'єднань і формувань Російської Федерації, які базуються під Смоленськом. І от якщо ми подивимося Смоленськ, це практично з одного боку напрям загрозливий, тому що це з півночі, зокрема через Білорусь може бути напрямком на Київ і безпосередньо на Подніпров'я, на центральні регіони країни. З іншого боку, це може бути напрямок і на захід. Це може бути напрямок на захід на Білорусі до кордонів з Польщею. Тобто два можливих варіанти. І виходячи з того, які події ми спостерігали на білорусько-польському кордоні кілька днів, а не виключено, що таким чином, можливо, подавався сигнал не тільки, що російська армія готова до такого маршу в бік України, а й в бік Польщі теж. Але в будь-якому випадку, розумієте, що для нас ці формування загрозливі, вони на північних рубежах, а рухатись їм через Білорусь, я зараз думаю, не буде проблем, тому що навряд чи їм буде перешкоджати Лукашенко там чи будь-хто інший. Тому це становить певні виклики і загрози. Ця ситуація відстежується. Я знаю запевнення наших військових і нашого командування про те, що фактично ситуація відстежується і наші військові теж вживають всіх необхідних заходів, пропонують різні сценарії. Тому що сама по собі концентрація військ, вона, звичайно, становить певні ризики. Вот по поводу миграционного кризиса совсем недавно Энтони Блинкен, министр иностранных дел США, сказал, что вот то, что происходит на польско-белорусской границе, это такой отвлекающий маневр от того, что происходит у границ Украины. Это так, на ваш взгляд, или же это совершенно другая игра идет на польско-белорусских границах? Ні, звичайно так. Звичайно, я думаю, що це десь приблизно так. Розумієте, ви ж подивіться, яка йде, скажімо так, інформаційно, наскільки намагалися цю ситуацію висвічувати в першу чергу Росія через пропагандистські ЗМІ, подаючи ось це, я не знаю, те, що відбувалося на білорусько-польському кордоні, там ледь, я не знаю, не кінець світу, якийсь там відбувається і тому подібне. Там, я думаю, вони за щось теж торгувалися. З Німеччиною, в першу чергу, і з ЄС, навіть не з Польщею. А Польща в цій ситуації, вона виглядала як інструмент для досягнення цілей, як і ці нещасні люди, яких просто використовували і гнали фактично на амбразуру, на кордони з цими прикордонниками. Так? Це теж ненормальна ситуація. Взяли з них гроші, пообіцяли, що вони потраплять в ЄС, привезли їх, а після цього ми побачили те, що побачили. Тобто Росія використала людей, що взагалі фактично людей, які приїхали, вона їх використала як зброю. І вона побачила, я думаю, з білоруською владою, що певною мірою ця зброя, вона має ефективність, можливо, подекуди навіть більше, ніж куль. Подивіться, що відбулося, що як тільки почалося це загострення, все-таки Меркель зателефонувала Путіну, як кажуть, мали контакти там німецької влади і білоруської, і щось трапилось. Люди почали зникати з цих кордонів. Тобто, вочевидь, про щось почали домовлятися. Якою ціною поступок – це вже питання інше. Можливо, Німеччина погодилась прийняти мігрантів цих, можливо, я не знаю, Білорусі їх погодиться прийняти, але щось трапилось. І тому це був один із факторів такої гібридної війни. У нас же інший фактор – це дійсно скупчення військ. І я думаю, що різні сценарії аналізуються, зокрема, і розвідувальним співтовариством Сполучених Штатів. Це аналізується, і тому вони висловлюють своє занепокоєння. Можливо, вони не знають 100% намірів і планів Кремля, безпосередньо влади російської, але оцінюючи і знаючи, по-перше, бекграунд і передісторію цього всього, те, що Росія загарбала частини української території, те, що веде війну, і те, що постійно погрожує силою, вони прогнозують певні сценарії. І саме тому висловлюють занепокоєння і, скажімо так, адресують свою підтримку Україні, але так само намагаються надати інформаційного розголосу
задля того, аби намагатися стримувати Росію. Да, но тем не менее, почему Франция и Германия, мы вчера слышали заявление Эммануэля Макрона, который попросил Путина использовать свое влияние на Лукашенко и каким-то образом помочь отрегулировать этот вопрос, почему вот Франция и Германия, они в упор отказываются видеть причастность России к миграционному кризису? Ви знаєте, я не думаю, що вони прям відмовляються. Якби відмовлялись, то, мабуть, би Меркель не спілкувалась би з Путіним. Да, Путин отправил Меркель к Лукашенко, и она позвонила Лукашенко, и вот многие, те, кто критикует Меркель, говорят о том, что таким образом, в принципе, она его легитимизировала. Нехай говорять, в принципі. Ви ж розумієте, що в будь-якому випадку ця ситуація не могла тривати вічно. Її треба було якось вирішувати. Її вирішувала Меркель, скоріш за все, як вона вирішила, якою ціною поступок, це ми в майбутньому там уже побачимо. Але аби зняти напругу. Що стосується Франції, то я вам хочу сказати, позиція неоднозначна, бо не так давно Франція була одним із апологетів і ініціаторів розміщення військової місії в ЄС в Україні. Ми це теж обговорювали, дискутували щодо цього. Невідомо, на чому ця ідея, вона, скажімо так, закінчилась. Я маю надію, що вона буде з часом реалізована. А з іншого боку, Франція так закликає не провокувати, не, скажімо так, не напружувати ситуацію і тому подібне. Це типова риторика європейська. Ми ж вже не раз це чули. Ви ж пам'ятаєте, що за версією деяких наших попередніх представників влади, очільників, що такі ж попередження були в 2014-му, коли Росія заходила в Крим так само і захоплювала Крим, що були сигнали про те, щоб Україна не провокувала і щоб не було напруги і тому подібне. Тобто це було. Чим це тоді закінчилось, ми розуміємо. Саме тому ми, звичайно, маємо вибудовувати таку позицію, яка з одного боку, скажімо так, має підтримувати нормальні контакти з нашими партнерами європейськими. А з іншого боку, ми повинні дати зрозуміти, що ми просто робимо все для того, аби на своїй землі себе захищати. І захищати, в першу чергу, життя і здоров'я наших громадян, нашу територію. Все. Це нормальна позиція. Будь-яка б держава європейська, якби вона була останні війни, робила б, я думаю, практично те ж саме. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагуну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Мусієнко був з нами на прямому зв'язку, керівник Центру військово-правових досліджень. Соединенные Штаты будут продолжать координироваться с европейскими союзниками и партнерами, чтобы реагировать на действия России по отношению к Украине. Об этом сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс. Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі і не тільки з огляду на ці дії. Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями і тижнями. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на эффективную реализацию проектов по безопасности в рамках соглашения с Великобританией относительно кредитной поддержки и развития украинского флота. Об этом сообщили в офисе президента по итогам встречи Зеленского с министром обороны Великобритании. Велика Британія стала нашим ключовим партнером щодо розвитку українського флоту. Очікую, що майбутні проєкти безпеки, заплановані у рамках цієї угоди, будуть ефективно реалізовані. К нам сейчас должна подключиться следующая гостья в режиме онлайн. Я рада ее представить. Это Мария Мезенцева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Пані Марія, вітаємо вас. Салам алейкум. Алейкум салам, Гульсум. Вітаю вас щиро.
Пани Мария, я, конечно, вижу вашу улыбку, да, но, к сожалению, мне приходится переходить к довольно серьезным новостям, а именно связанными с наращиванием российских войск у границ Украины, милитаризации Крыма, Азовского, Черноморского морей. Я знаю, что в последнее время у вас было очень много визитов к нашим западным партнерам, Европейский Союз в частности, где вы проводили очень много встреч с представителями европейского эстеблишмента и не только. Вот как там, собственно, реагируют на то, что происходит у границ України? Я можу вже повідомити, тому що це майже офіційна інформація, впевнена, вона на наступному тижні буде оприлюднена. В рамках нашої діяльності Парламентської асамблеї Ради Європи, як ви пам'ятаєте, в вересні ми голосували 2 важливі резолюції, співініціатором якої була Польща, Литва і Україна. Наші поправки всі були прийняті і підтримані в профільному комітеті, де я працюю з міграції біженців і внутрішньо переміщених осіб. Ми думали, що це якимось чином зупинить Білорусь і також окупаційну російську владу, яка зараз використовує дуже цікавий і новітній інструмент. Це літаки з Іраку, які привозять безпосередньо в основному жінок і дітей, яких на кордоні залишають і просто, знаєте, спонукають до перетину кордону Білорусі і Євросоюзу, безпосередньо Польщі і Литви. Чому це питання так важливе для України? Наш північний кордон – це кордон з Білоруссю. Ми розуміємо, що зараз нам треба активно діяти. Наша наступна сесія ПАРЄ аж в січні місяці, в кінці січня. Не чекаючи її, на якій ми, звісно, обговоримо, як термінові дебати, по яким буде знову-таки чергова резолюція, до якої ми теж готуємося, як українська делегація. Ми маємо ініціативу від саме Комітету міграції, біженців і переміщених осіб, де ми працюємо з колегами Лубінцем, паном Гончаренко і пані Ларисою Білозір разом, їхати наступного тижня до Польщі на запрошення наших колег і пересвідчуватися в тому, як все відбувається на кордоні. Ми знаємо, що зараз і міністр внутрішніх справ, пан Монастирський, опікується цим питанням особисто. Він провів безліч наради. Прямо сьогодні була чергова нарада стосовно долучення і Нацполу, і прикордонників, і всіх тих, які, в принципі, можуть посилити наявність наших сил і безпекової ситуації, підтримати її, проконтролювати. Нам поки що нема стосовно чого хвилюватися, але давайте поглянемо, як виглядає зараз Україна. Вона заблокована зі східного кордону Росією, країною-окупантом. З півночі, з моря частина заблокована також Росією, хоча це міжнародні води, і Росія не має права це робити. З півночі у нас намальовується ситуація з Білоруссю, а на західному кордоні такі країни, як Польща, з Литвою ми не межуємо, але і далі Литва, як Балтійська країна, будує огорожі і так звані security fences. Але ніякі security fences і огорожі не зупинять людей від того, щоб спасати своє життя і бігти від війни. Ми сподіваємося, цього не буде. І хочемо також, ви згадали в вашому відео про наших партнерів Англію і Сполучені Штати. Я хочу сказати, що ми зараз працюємо над потенційним візитом до Сполучених Штатів саме парламентської делегації. Я думаю, що і сподіваюся, що нам це вдасться. Я через це не змогла бути в вашій студії, тому що якраз з перемовин направляюся з перемовин. Це дуже важливо, тому що нещодавно підписано стратегічно оновлений документ по співпраці, який охоплює економічний, політичний, військовий, гуманітарний аспект. Вони повинні пропрацьовуватися на практичному рівні, а не просто бути деклараційними документами. Впевнена, нам це вдасться, и мы підтримуємо и президента, и МЗС в их кроках. Пани Мария, учитывая, что вы входите в профильный комитет, многие украинские политические аналитики и даже посол Украины в Польше выразил
такую обеспокоенность относительно того, что Александр Лукашенко может мигрантов развернуть к украинским границам. Как вы оцениваете эту вероятность и что в данной ситуации будет делать Украина? Готова ли Украина принять беженцев? В Білорусі зараз відбувається 37-й рік абсолютно. Ми, спілкуючись за позицією білоруською, я особисто зустрічалася з пані Тихановською на Варшавському безпековому форумі місяць тому, і з президентом Дудою мала розмову, з президентом Польщі. Ну, звісно, нас просять віднестися до цього максимально прискіпливо, скажімо так. Тобто не зважати на те, що Білорусь грається, тобто Росія грається руками Білорусі. Я думаю, що пан Лукашенко просто зійшов з розуму. Вибачте, це не дипломатично, але я мушу так сказати. І якщо ви подивитеся на медіа німецькі, які освітили дзвінок бувшої канцлерки Німеччини пані Меркель до Лукашенко з закликами до того, щоб взяти себе в руки і користуватись здоровим глуздом, припинити всі ці маніпуляції, а займатися внутрішніми питаннями, адже ми маємо тисячі ув'язнених по політичним мотивам, і це також в тому числі і наші знайомі, не тільки політики, активісти, але і просто письменники, актори, бізнесмени. Тобто є чим займатися правами людини, які вони постійно порушують, і це ми відобразили в резолюціях ПАРЄ, а не займатися зовнішньополітичними якимось речами, які не входять зараз взагалі в пул інтересів. Це входить в пул інтересів Росії, і нам треба зважити на те, що пан Путін оцими есе через пана Медведєва, які нещодавно також були випущені, дає нам сигнал, що він не зупиниться, він хоче, можливо, крові, можливо, більшої території. Це треба сприймати серйозно, але Україна до цього готова. Наша армія оснащена, наші хлопці і дівчата стоять на поготові і захищають наші кордони кожен день. Я в цьому впевнена, бо як військова волонтерка тримаю з ними зв'язок, і це не просто галаслівні слова, а реальні речі, ну, які ми можемо підтверджувати. Ну, не в ефірі будемо говорити про точкові розміщення та наших військ. І ми бачили використання нещодавно Байрактару, які називають вже не турецьким, а українським. Так, дійсно, бо він вже на балансі Збройних сил України, він український. Але треба зауважити і сьогоднішню розмову нашого лідера, пана Зеленського, з президентом Ердоганом, який перепідтвердив готовність в максимально короткі строки допомагати Україні в військовому плані, як це і зазначено в наших двосторонних угодах. Да, и все же, возвращаясь к моему вопросу, вот в случае, если беженцы появятся на границах Украины, Украина, на ваш взгляд, будет действовать и дублировать действия Польши, или же все-таки может принять беженцев? Я вважаю, ми повинні використати це і зрозуміти мене правильно в інтересах України, якщо так відбудеться. Є спеціальна програма Європейського Союзу, фінансується вона європейськими коштами по підтримці розміщення таких осіб в спеціальних таборах. Ми могли би, як держава Україна, протягнути руку допомоги саме нашим друзям і партнерам, європейцям, які роблять для нас це кожен день, інвестують в нашу економіку, в нашу децентралізацію, в наш бізнес, як на Донбасі, в Криму, так і на території контрольовані. Ми могли би використати це в наших цілях, але, вибачте, з фінансовою допомогою Євросоюзу. Якщо вони не в змозі це зробити в них, ми можемо розмістити, наприклад, там 300-500 людей. Це повинні бути, наприклад, жінки і діти, які безпосередньо підлягають таким багатьом цькуванням. Но ми розуміємо, що такі малеча, яка груднички навіть є. І треба зрозуміти, скільки себе безпринципно поводить пан Лукашенко і пан Путін, кидаючи цих. Ви згадайте 14 рік, вони щит робили людський з жінок і дітей, кажучи, що це все українська армія. Тому я вважаю, стратегічно, я це запропонувала, стратегічно треба рухатися таким напрямком, пропонуючи дане партнерство з ЄС. І це, цю ідею
вивчаю, я пропоную безпосередньо нашому керівництву. Да, зрозуміло. И, пани Мария, еще один важнейший вопрос хочу успеть с вами обсудить. Вы входите в депутатское объединение Крымской платформы. Как известно, сейчас как раз после успешно проведенного инаугурационного саммита Крымская платформа прошла очередная волна и продолжает репрессии на территории оккупированного полуострова. И все же, когда в парламент будут вынесены те законопроекты, обещанные, которые входят, собственно, в пакет Крымской платформы? Когда их ждать? За моєю інформацією, у нас вони внесені вже в порядок денний. Один з тих законопроєктів, які є невідкладним за авторства президента Зеленського. Він стосується статусу, ми так знаєте, серед МФО Кримської платформи називаємо його про статус військовополонених, полонених, бранців. Він стосується не тільки цих незаконно утримуваних осіб, але й дуже мега важливо їх родин, статусу юридичного, підтримки юридичної, а також виплат, які будуть здійснювати спеціальна комісія. Ми вже мали величезну презентацію з родинами, які стикнулися з цією бідою, родинами незаконно утримуваних, які підтверджені на списках, які є в обмінах ТКГ гуманітарної підгрупи. На жаль, зараз процес заблокований, та сторона нам просто не підтверджує кількість і прізвища. Хоча це пункт Мінських домовленостей. Якщо та сторона Україну звинувачує в невиконанні Мінських домовленостей, так це перше, що вони не виконують. І другий важливий момент, друзі, ми повинні розуміти, що є список тих людей, які є визнані безвісти пропавшими, і з ним теж нам важко дуже працювати, тому що ми маємо відомості від Москви, що ці люди не перебувають на території Російської Федерації, офіційні підтвердження, але і окупована територія не підтверджує наявність таких людей. Тобто я говорю, наприклад, зараз про Олега Шевандіна, яку розшукує родина з 2015 року, і ми звертаємось до всіх послів і по іншим кейсам, і по кейсу пана Марченка, який вчора отримав підтвердження свого строку Верховним судом в Москві по так званому статті тероризму тощо. Тобто це все не є нормальним, але закон цей чекали родини 8 років. Він підтримується громадськими організаціями, він підтримується командою Офісу Кримської платформи і підтримується тими родинами, які стикнулися з цією бідою. Я впевнена, що до кінця поточного року ми матимемо його в першому читанні, і він буде підтриманий майже конституційною більшістю. Я в цьому впевнена. Це дуже важливо. Він пройшов профільний комітет гуманітарний пана Лубінця, і він отримав підтримку. И вот по Крымской платформе еще такой вопрос. Мы, как я отметила уже выше, после саммита увидели очередную волну репрессий в Крыму с задержанием первого заместителя председателя Меджлиса крымского народа. И сейчас оккупанты массово задерживают крымских татар, не только неравнодушных, тех, которые приходят к зданию суда поддержать политических заключенных, по 50, по 20, по 30 человек просто сажают в автобусы, пишут административные протоколы и выносят приговора в виде штрафа. То есть мы видим, что вот эта репрессивная политика и Россия, она продолжается в Крыму, и вот все усугубилось как раз еще после Крымской платформы, как к мести России за то, что прошло в Киеве. И тем не менее нет до сих пор какой-то консолидированной реакции участников Крымской платформы на то, что произошло в оккупированном Крыму. Возможно, она есть, я не видела. Считаете ли вы достаточно этой реакции? Я можу точно сказати, що відреагували країни-члени і Ради Європи. Сама генеральна секретарка Ради Європи пані Марія Пленчевич-Бурич, яка була і на Кримській платформі, вона бачила тих людей. Ми зараз з вами говоримо про одного з лідерів кримсько-татарського народу, який ув'язнений одразу після Кримської платформи. Ми з ним бачились на відкриття офісу, і вона також. Тому це персональне знайомство, і нещодавно, тиждень тому, вона була на КПВВ на Херсонщині, вона побачила на власні очі, як все організовано, зустрілася з кримськими татарами, з родинами ув'язнених, і це надасть їй змогу в своєму звіті річному окреслити питання кримського народу, кримсько-татарського народу, проблематики гуманітарної затримань більш точково.
Але додатково скажу, що і президент ПАРЄ, і генеральна секретарка Ради Європи вже висловили свої позиції. Я не знаю, чи я анонсую, чи маю право анонсувати, але ми чекаємо дуже серйозний форум в лютому місяці приблизно, продовження Кримської платформи, і він буде стосуватися безпекової гуманітарної складової. Ми паралельно працюємо зі всіма послами, з якими у нас є групи дружби міжпарламентські. Я підняла питання вчергове полонених кримських татар і нещодавних масових затримань, які пов'язані з проведеною на дуже високому рівні, практичному рівні, з питання підняла перед людиною, яка 2 роки не може доїхати до Криму через українські кордони, хоча перепон цьому нема. Члени ПАРЄ це бачили в 25 серпня, коли ми перебували на адмінмежі КПВВ Каланчак. Я говорю зараз про пані Дуню М'ятович, високоповажну комісарку з прав людини. Я просила в неї про зустріч, коли перебувала на Світовому форумі демократії в Страсбурзі минулого тижня. Вона в такій зустрічі мені, на жаль, відмовила через брак часу. Пробую вже на січень, пробую вже зараз мати таку зустріч на січень, щоб вона її підтвердила, і очікую від неї черговий офіційний лист, відповідь на моє звернення. Дякую вам дуже, пані Марія Чухсагуна, що в наше время подключились к нам в эфир, и дякуємо за Продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Я хочу традиционно напомнить, что мы есть и на YouTube. Вы можете смотреть нас там как в онлайн-режиме, а те, кто не успел просмотреть наши программы в режиме онлайн, может потом посмотреть их в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку сейчас видите на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на информационном фронте. Коршкенчик. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Eşitesiniz mi? Meni hatta unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprağım. Mening Kırımım.
«Едем, ми з тобою». Адвокати почали записувати та публікувати у соцмережах звернення на підтримку затриманого адвоката Едема Сімідляєва, якого окупанти кинули за ґрати на 12 діб. За словами захисників, таким чином вони захищають незаконно затриманого адвоката, а також себе. Кажуть, згодом так можуть учинити і з ними. На думку адвокатів, затримання колеги – це утручання у професійну адвокатську діяльність з боку силовиків. Окупаційний суд, ставши на бік співробітника Центру протидії екстремізму, який склав на Едема Сімідляєва протоколи, ще більше розв'язали руки окупаційним силовикам. Очередная попытка оказать давление на адвокатов, очередная попытка запугать адвокатов, которые осуществляют защиту силовыми структурами 25 октября, а потом 11 ноября вот такие неправосудные решения по аресту Эдема Сімідляєва. Мы продолжим защищать своих подзащитных, мы продолжим вести аудиозаписи во время, когда нарушаются права наших подзащитных. Это наше право, и мы будем фиксировать это, и будем говорить о беспрецедентных нарушениях. Мы не остановимся на этом. Эдем, мы защищаем тебя, тем самым мы защищаем себя, и тем самым мы защищаем весь наш народ, всю нашу корпорацию. Держись, Аллах сенден разы olsun. Он приехал для оказания юридической помощи своим подзащитным, и когда один из сотрудников центра который находился в отделе полиции, стал угрожать подзащитному Сімідляєва, начал фиксировать это на диктофон, встроенный в мобильный телефон. За это он получил свой первый протокол, а второй протокол он получил за отказ раздеться догола, что потребовал от него сотрудник центра видимо, для удовлетворения каких-то своих фантазий, для желания унизить адвоката. К сожалению, вместо того, чтобы получить порицание со стороны своего начальства, сотрудник центра получил решение суда в его пользу, которым действия Сімідляєва были признаны неправомерными, были признаны составом административного правонарушения, невыполнения законных требований сотрудника правоохранительных органов. Нет, дорогие друзья, не каждое требование сотрудника правоохранительных органов априори законное. Эдем Сімідляєв, его позиция и его абсолютно профессиональная реакция на незаконные требования сотрудников полиции позволила сегодня нам увидеть тот уровень и то состояние и те ситуации, с которыми сталкиваются наши доверители. То есть, если сотрудники полиции позволяют с адвокатами так себя вести, представьте себе, как они себя ведут с нашими доверителями. Поэтому эта ситуация, она вскрыла этот гнойник. Я иначе это назвать не могу. Адвокат — это не просто профессия, это призвание. И особенно это касается тех коллег, которые работают по очень сложным делам с политической мотивацией, защищают угнетаемых, преследуемых, фактически борются за наши права и свободы. На острие атаки сейчас оказался наш коллега, крымский адвокат Эдем Сімідляєв. По совершенно абсурдным поводам его признали виновным в совершении административных правонарушений, приговорили к 12 суткам ареста и штрафу в 4000 рублей. Эдем, держись, мы с тобою. Стоим плечом к плечу. 25 жовтня Едем Сімідляєв з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля окупаційного суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися догола, щоб буцімто перевірити наявність екстремістських татуювань. Зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Сімідляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горизвісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Російські окупанти гатили великим калібром та поранили українського воїна. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Бійця евакуювали до шпиталю. Нині він у задовільному стані. 152-мм гармати ворог застосував біля Муратового на Луганщині. А біля Новозванівки, Новоолександрівки, Попасної та Мар'їнки били зі ствольної артилерії та мінометів. Під ворожий вогонь потрапив і житловий район Мар'їнки. Постраждалих немає, але мінометним ударом зруйновано
атаковано приватний будинок. У спільному центрі контролю та координації повідомляють, що окупанти випустили 13 мін і по цивільному кварталу били навмисне. На інших ділянках Східного фронту окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Ворога вгамували вогнем, але зранку знову фіксують артилерійські обстріли. В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та з танкових протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Танки, армійські гелікоптери та морські піхотинці. Неподалік межі з окупованим Кримом українські військові тренувалися давати відсіч ворожим морпіхам. Ті, за легендою навчань, намагалися прорвати оборону. Українські військові здійснили рейд, швидко зайняли панівні висоти та відкинули ворожі сили. Морські піхотинці діяли за підтримки танкової роти, артилерії та армійської авіації. Упродовж маневрів виконували бойові стрільби, а командири вносили власні корективи вже на полі бою. Були такі більш моменти несподіваності, коли все просто так в одну секунду все змінювалося. Там була команда, у нас там тривога, всі вже прямо з палаточного містечка всі почали грузитись на хамера. Ось і видвигались в пункт нашого призначення. Ось це все було прям максимально так швидко зроблено. І в принципі можу сказати, що особовий склад справився дуже добре. В ході тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах, наближених до бойових. Третій день поспіль українців, які одужали від ковіду, більше, ніж нових пацієнтів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України. Минулої доби зафіксовано ще більше 18,5 тисяч нових випадків COVID-19. Одужали при цьому більше 20 тисяч. А от пішли з життя від ковідних ускладнень 769 людей. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував зміни до урядової постанови про адаптивний карантин. Вони стосуватимуться передусім жовтої карантинної зони. І в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників, так і для відвідувачів. Принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% повнолітніх українців. Утім, за словами очільника МОЗу, 600 тисяч людей ще не дійшли по свою другу дозу, попри те, що час її введення уже настав. Тим, хто ще не отримав другого щеплення, нагадую про необхідність отримання повного курсу вакцинації. Лише так вакцина буде захищати ваше здоров'я і життя. Не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації. Також звертаюсь до сімейних лікарів. Будь ласка, активніше комунікуйте з людьми, з якими підписали декларацію. Нагадуйте про необхідність вакцинуватись та про отримання другої дози вакцини у найближчий час. Серед лідерів вакцинації Київ. Уже половина жителів столиці цілком вакцинована від коронавірусу. Ще у 8 областях України подолали 40% позначку вакцинації бодай першою дозою. В МОЗі нагадують, що 95% пацієнтів, які потрапляють з ковідом до шпиталів, не вакциновані. Захворюваність невпинно зростає навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади. В Криму зафіксували ще 1211 нових пацієнтів з ковідом. Ще 27 людей хворобу подолати не змогли. Попри стрімке поширення коронавірусу та перевантажені лікарні, в окупованому Криму очікують чимало російських туристів. За даними окупаційного міністра курортів і туризму Криму Вадима Вольченка, близько 60% місць в готелях півострова вже заброньовані на час зимових свят. Утім, в разі погіршення епідемічної ситуації окупаційний голова Сергій Аксьонов обіцяє посилити карантин. Навіть натякнув, що невакцинованим кримчанам можуть заборонити виходити з дому. Утім, підприємці окупованої Феодосії звернулися до Аксьонова з закликом послабити карантинні умови. Мовляв, не можуть повноцінно працювати, навіть попри те, що усі працівники вкололись спутником. Бідкаються, що прибутки впали на 90%. А якщо так триватиме і надалі, то доведеться звільняти більшу частину персоналу. Мы, предприниматели города Феодосии,
Просим вас о смягчении ограничительных мер, отменить посещение заведений по QR-кодам, также снять ограничение режима работы до 23:00 предприятиям общественного питания, у которых привито 100% сотрудников. Просим вас поддержать нашу сферу деятельности. Наша отрасль находится на грани банкротства. Меры поддержки, предложенные государством в форме кредитов, нас еще больше зарывают в долговую яму. Музеї окупованого Криму оскаржуватимуть рішення суду Амстердама щодо повернення до України так званого скіфського золота. Зроблять вони це у січні наступного року, заявив голова так званої експертної ради з правових питань при окупаційному уряді Криму Олександр Молохов. Утім, нідерландські адвокати, які представляють інтереси України, наголошують, що міжнародне право цілком на боці нашої країни. Апеляційний суд сказав, що договір ЮНЕСКО не застосовується, але ми вважаємо, що Україна має право приймати власні рішення та отримати виставку назад до Києва, і це було дуже добре. Ми виграли цей суд за двома підставами. По-перше, за ЮНЕСКО в першій інстанції, а також за внутрішніми нормами публічного права України. Зараз інша сторона не здається, оскільки в будь-якому судовому процесі це дозволено. Звичайно, це дуже важливо для них, це важливо для Росії, тому вони мають оголосити, що підуть до Вищого суду. Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив рішення передати Україні скіфське золото, експонати з Кримського музею, які поїхали на виставку ще до російської окупації півострова і досі не повернулись. У справі йшлося про 565 предметів з музейного фонду України, які вже 8-й рік перебувають у Нідерландах. Здебільшого це археологічні знахідки вартістю близько 10 мільйонів євро. Наприкінці 2016 року окружний суд Амстердама ухвалив, що колекцію доведеться повернути Україні. Окупаційна влада через кримські музеї чинила цьому опір. Вирішальне засідання у цій справі відбулося ще у квітні, але рішення оголосили лише зараз. Важка будівельна техніка поряд з історичною пам'яткою. Жителі окупованого Севастополя вимагають зупинити будівництво у передмісті Херсонеса Таврійського. Там на площі у більш ніж 23 гектари окупанти зводять комплекс «Новий Херсонес», що складатиметься з музеїв, готелів, сувенірних крамниць та імітації стародавніх кварталів та майстерень. Утім, містяни упевнені, що будівельники розкопали давню підземну річку і тепер уночі за допомогою помпи відкачують воду. Если раньше здесь работали истинные археологи, при помощи маленьких лопаточек, щеточек, чтобы, не дай бог, ничего не поранить, не разбить, то сейчас у них ноу-хау, у них раскопки ведутся ковшом экскаватора. И все это за высоким забором с колючей проволокой. Поява води в розритих траншеях, на думку місцевих жителів, свідчить про величезну шкоду, яку завдала важка будівельна техніка об'єкту культурної спадщини. Поскольку я сама химик, и я всегда детей водила сюда при любой возможности, и всегда говорила, что известняк – мягкий камень. И поэтому ни в коем случае никакие вот эти работы вообще не могут производиться таким вот варварским способом, вообще катастрофически, что я говорю, нас не будет, но просто разрушат все. Мы все время кричим о том, что к нам какое-то отношение кошмарное просто. Мы люди, здесь живущие, и мы имеем право на то, щоб к нам прислушались. У 2013 році Херсонес Таврійський було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. При цьому пам'ятка складається з кількох заповідних ділянок. Частина античного Херсонеського городища та його сільськогосподарської округи. Згідно українського закону, усі містобудівні, архітектурні та ландшафтні роботи на об'єкті всесвітньої спадщини мають виконуватися лише за погодженням з ЮНЕСКО. Ахмед возить туристів неспокійними водами Середземного моря. Каже, зима почала приходити пізніше, але тепер вона суворіша. Курорт все ще відкритий, літо довше на місяць. Раніше вважалося, що у жовтні вже зима. Зараз ні. Люди все ще плавають у морі. Це Олександрія, друге за величиною місто Єгипту та один з найдавніших портів світу. Заснований Олександром Македонським понад 2000 років тому, він пережив вторгнення, пожежі та землетрусування
труси, але нинішнє лихо, схоже, не залишає йому шансів. Він повільно йде під воду. Олександрія знаходиться на березі Середземного моря і дуже залежить від рівня води та припливів. Щороку рівень води тут підвищується на 3 міліметри. Учені прогнозують, що такими темпами до 2100 року море підніметься на метр. Наразі місто захищають. 60-кілометрову набережну укріплюють бетонними конструкціями. Подекуди вже видно наслідки ерозії. Побудовано понад 12 кілометрів загороджень. Скоро вони з'являться у районі старого міста Бахарі. Тож ми захистимо не лише берег, а й пам'ятники Олександрії. Шторм 2015 року затопив більшу частину міста. Тоді загинуло 6 людей, близько 20 будівель обвалилися. Після цієї повені були, але не такі сильні. Тобто зрозуміти, наскільки ефективними будуть нові загородження, поки що неможливо. В Олександрії проживає понад 5 мільйонів людей та зосереджено близько 40% промислових потужностей Єгипту. Це лише мала частина предметів мистецтва, які сьогодні можна побачити в українських музеях завдяки Федору Ернсту. За радянських часів цій людині вдалося повернути та зберегти багато культурних цінностей, які більшовики вивозили з України. Те, що у нас залишилися, ці предмети, які ми зараз можемо бачити в музеях, документи, архівні документи, це все завдяки йому. Інакше могли би просто розграбувати, вивезти за кордон, те, що і робилося, підірвати храми. На честь Федора Ернста у Національному музеї історії України відбувається тематична виставка. Під час його роботи колекція поповнилася більш ніж на 5 тисяч предметів. Серед збережених пам'яток культури та мистецтва картини Тараса Шевченка, які повернули з Росії, твори Георгія Нарбута, предмети Києво-Межигірської фаянсової фабрики. Це, наприклад, старовинний портрет українського гетьмана. Під ним журнал, де описувалися усі повернені цінності. Поряд на розвороті знаходиться такий запис, де написано, що повернуто портрет гетьмана Івана Скоропадського з приміткою без рами. Намагаючись врятувати культурні цінності України, Ернст очолював багато експедицій та археологічних розкопок. За це його переслідувала радянська влада. В результаті його кілька разів заарештовували та висилали до Сибіру, звинувачуючи у контрреволюційній діяльності. В 41-му році його було знову заарештовано і розстріляно в жовтні 42-го року, як нібито німецького шпигуна. Реабілітовано вже в 58-му році. Виставку можна відвідати до 9 березня наступного року. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаламу алейкум, қайырлы ақшамлар, сайғылы АТР телеканалының телесүйершілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбетеке бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып барамыз. Мен хатырлатам ки бізім яйынларымыз жанлы шекелде алып барала. Күнде 6 саат бүгін информацион программасы жанлы шекелде өткерілі. Ве студиямызда даими шекелде телефонлар, жанлы бағлар чалыша, о себептен біздерге телефон аша білесіңіз, 067-63-130 Вайбер вастасыйля бұны керчеклештірме имкәнына сайыпсыңыз, яда скайп адресімізді қоланыңыз, atr.tv, бұрдыңыз біздерге телефон ачыңыз, сызын сесіңіз біздер үшін ақиқатенде чоқ мұйымдыр. Шуны қайдетмеге істейім ки атр телеканалына дестекні маневи, емде мадди шекілде япа білесіңіз, маневи шекілде біздің YouTube сайфемізге абоне оларақ бұны керчеклештіріңіз лютфен, чүнки не қадар чоқ инсан YouTube сайфемізге абоне олса оқадар чоқ дігерлері біздерге қошылап әлежек ве хаберлеріміз ставсиелерге чықажақ. Бойсе информацион жебеде алып барған күрешімізге бұл дестектір. Мадди жеттенісі біздің патреонымызға
абоне олыңыз, экранларыңызға режиссерларымыз линкні чықаралар. О линк бойынша керіп, АТР телеканалының балабан қорантасында анге аза олмаға істегеніңізді сече білесіңіз ве бұл біздерге мадди жеттен дестек олажақтыр. Мен се студиямызға тешриф бұйырған мұсафирымызны тақдим етмеге мемнуным. Мелемежіз азасы ве Қырым Татар ресурс мерkezінің ел басшысы Искендір Ғабариев. Хош келдіңіз, Искендір Ға. Селам алейкум. Искендір Ғасында біз сізнен лаф етмеге істегеніміз бір чоқ меселер бар. Емді кечкен сефер студиямызға келгеніз вақыт біз Қырым татарларының дүниедаки ве Қырымдаки нуфусы меселесіні сонына қадар лаф етмеге етіштір алмадық. Бұйық бойре бір меселе олғаны себебінден мен үміт етем ки бүгін бұл меселені девам етерміз. Базы суалдерімізге жауап қыдырмаға тырышармыз. Ама ондан евел Украина etrafında olğanlarını laf etmege isteyim. Çünkü hakikaten vaziyet kergin gibi korunuyor. Taraflama Ukrayna'ga Avrupa Birliği'ne sanki dersin Rusya ucum etmege planlaştıra gibi korunuyor. Sizce de öyle mi? Ну, махнасебет Rusya не по Белоруссияда басқы и бір контроль Белорусияның контрольға ала. Біз көреміз олар объединенные деген арби объединенные силы вооруженные создали. И, соответственно, практически на границах Белоруссии с Европейским Союзом, с Украиной, на самом деле присутствуют российские войска. Далее, с другой стороны, мы понимаем, что под контролем, опять же, у Российской Федерации остается Приднестровье. И мы видим, как стягивает и продолжает стягивать границам к восточным границам Украины, к западным границам Российской Федерации военную технику, и также мы видим усиливается контингент и военная техника на территории оккупированного Крыма. По нашим данным, мы когда делали отчет и презентовали его за октябрь 2021 года, только в октябре Российской Федерации было проведено 5 таких учений, и в котором было задействовано 22 тысячи военнослужащих. То есть это говорит о том, что Российская Федерация системно и постоянно проводит такую вот подготовку. С одной стороны, они заявляют о том, что якобы они с целью защиты своих границ, и якобы есть угроза со стороны НАТО, со стороны западных стран. А с другой стороны, мы видим, что всячески провоцируется ситуация, и в том числе, и вот поступила информация, что якобы на востоке Украины там делаются некие такие вот, скажем, муляжи под то, чтобы продемонстрировать и сопоставить чуть ли не с Серебряницей. То есть это уже такая информация есть, но, правда, ее надо еще проверять, и для того, чтобы было более четко и достоверно, конечно, нужно полностью понимать, собирать эту информацию и говорить о ней. Но то, что с российской стороны системно проводится провокация, это да. То, что мы же понимаем, любая провокация и целенаправленная провокация, она как раз может привести к каким-то конкретным действиям. И данные провокации, которые проводятся Российской Федерацией и в виде энергетической какой-то блокады или повышения цен на газ, и, скажем, в том числе и провоцирование тех или иных процессов, то мы можем однозначно сказать, что может быть в головах у российских политиков все-таки реальная агрессивная деятельность в отношении Украины. Тем более, взяв в кольцо Украину, по сути дела, с таким большим контингентом вооруженных сил, которые сосредоточены вокруг границ, то это можно достаточно быстро осуществить. Другой вопрос, что все-таки международное сообщество на это реагирует, в частности, реагируют Соединенные Штаты Америки, и на то, что, скажем, активизировалась НАТО в этом вопросе, с одной стороны, я имею в виду в информационном плане, и с другой стороны, когда есть четкие потому что Столтенберг четко сказал на прошлой неделе, что Украина не подпадает под 5-ю статью коллективной безопасности НАТО в случае полномасштабного вторжения России. Да, но здесь есть другой момент в этом же случае, когда речь идет о партнерстве между Соединенными Штатами Америки и Украиной. И введение 6-го морского флота Соединенных Штатов Америки
является тому доказательством, потому что это один из мощнейших флотов Соединенных Штатов Америки. И их наличие и присутствие в Черном море, это с одной стороны. С другой стороны, когда усиливаются коммуникации между и усиливается сам процесс в военном плане, это в отношении Румынии, в отношении Грузии и в отношении Украины, это является свидетельством того, что Соединенные Штаты Америки пока стараются выдерживать свои обещания и демонстрировать Российской Федерации для того, чтобы сдержать их агрессию по отношению к Украине. Поэтому, конечно же, мы должны ценить такие партнерские отношения. А с другой стороны, конечно же, к спасению утопающего дело рук самого утопающего. И поэтому я бы обратил больше внимания на то, что Украине важно в первую очередь сегодня активно работать над модернизацией вооруженных сил Украины. И надо бороться не за численность, а нужно бороться за качество каждого военнослужащего. Кстати, об этом неоднократно говорилось, и я думаю, что очень хорошим примером для Украины может быть Азербайджан в этом плане. Потому что Азербайджану потребовалось целых 7 лет для того, чтобы модернизировать армию, чтобы из постсоветского подхода самой армии... Не 7, а 30. 25. Нет, модернизация армии, они занимались реформами вооруженных сил, они занимались полностью 7 лет. И при всем том, многие азербайджанские военнослужащие проходили обучение в Турции. А Турция член НАТО. И у Турции в армии как раз-таки натовские подходы, натовские стандарты. А в том числе освоение и использование современного высокоточного оружия, израильского, турецкого и так далее. И Азербайджан действительно продемонстрировал высокопрофессиональную, скажем, высокий уровень своих вооруженных сил во время освобождения Карабаха. И мы увидели и других регионов Азербайджана, потому что там, кроме Карабаха, еще 12 районов были оккупированы. И мы увидели, насколько неспособными оказалось вооружение, причем даже дальнего действия, которое находилось, советское и российское вооружение, которое находилось в руках в арсенале у армян. Ама сіздің фікіріңізше не қадар, егер қиясламаға башласақ енді Азербайджанның әрекетлеріне ве Украинаны, асылда Азербайджанның ғалебесінде Ильхам Алиевның ролі не kadar mühim, ne kadar büyük edi. Çünkü İlham Aliyev anda çok yıllardan beri hüküm sürgen ve hatta onu avtoritar böyle bir lider deyip birçok siyasetşinaslar adlandıralar ve onda çok hüküm sürgeni vakit elbette ki işte memleketini bir insan yönetkeni vakit hazırlay еді бұл савашқа, бұл демек ғалебеге. Украинада біз білеміз ки да çok böyle демократик bir şaraitlerde bulunamыз. O sebepten мұны бұл кібі лидерлерінің роллерін насыл шекілді? Evet, memleketlerde, devletlerde liderler büyük rolü var. Onlar nasıl reformalar yapacaklar, nasıl bu bütçetten ne kadar para verecekler bu reformalarga ve nasıl kontrol edecekler bu masrafların etkeni için. Evet, siz doğru söylediniz. Bir taraftan İlham Aliyev o biraz avtoriter lideri. Ama o maksadı koydu. Bu Karabağ'ını kaytarmak ve azat etmeye. Evet, tek İlham Aliyev'in isteği bu değil. Çünkü Azerbaycan halkı bu tekliflerinin talaplar ettiler. Çünkü bakınız 1993-1992 senelerde, 94. senelerde 1 milyon ziyade Azerbaycanlılar bu işgal yerlerden kaçkın oldular.
Çünkü мен o zamanlarda okugan edim Azerbaycan'da, Tib Üniversiteti, Tibet Üniversiteti. Men özüm gözlerimden gördüm nasıl bu problem oldu. Aman bu kaçkınlarının ballar 30 yıl geçti. Bu 30 yıl devamında yeni nesil çıktı osta. Evet, bu yeni nesil, onlar akılında vardı. Onların küçük vatanı, bu 12 rayon, Azerbaycan rayonu ve Karabağ tarafının rayonları. Evet, onlar görmediler bu topraklarını ama istegendiler kaytarmağa ve kaytmağa uzun topraklarga. Onun için onlar her zaman götürdüler bu meselesi. Ukrayna bu birinciden men bilesem bu avtoritar lideri olsun, demokratik lideri olsun, birinciden bu на оборону должны выделяться соответствующие ассигнования, финансирование. При всем том, если мы сравним Азербайджан и Украину, даже те средства финансовые, которые заложены в бюджеты, которые выделяются, они значительно выше, чем выделял Азербайджан. Понятно, что масштабы совершенно разные, да. Но мы должны понимать и другое, что здесь у нас, к сожалению, я считаю, что в офицерском составе и в нашей армии очень много тех офицеров, тех военнослужащих, которые, ну, скажем, еще той старой постсоветской закалки или той советской закалки. И, соответственно, у них мышление совершенно другое. Поэтому даже те процессы, мы с одной стороны говорим, да, то, что НАТО заявили, что Украина не подпадает под 5-ю статью. Да, потому что Украина не является членом НАТО. С другой стороны, сегодня на протяжении всех этих лет НАТО проводила ряд учений, где пыталась полностью переобучить или даже изменить психологию ведения войны, психологию подхода к вооруженным силам у украинских военнослужащих. И поэтому вот все эти процессы, кстати, даже то, что министром обороны стало гражданское лицо Резников, Алексей Резников. Это хорошо? Здесь мы можем по-разному подходить. Во-первых, это давнее требование было НАТО, чтобы было гражданское лицо. Это с одной стороны. С другой стороны, насколько активный Резников, мы об этом знаем. И он, в принципе, как юрист, достаточно опытный. И в этом есть плюсы. С другой стороны, конечно же, насколько он сможет грамотно, как менеджер, распорядиться, что у него будут советники именно опытные, грамотные военнослужащие. Я думаю, что в этом случае, может быть, и был предпринят вот такой шаг, и мы только можем увидеть через полгода как минимум, а лучше через год результаты того, хорошо ли или плохо, что стал Резников. Поэтому я сейчас не могу, я знаю Резникова лично, но я не знаю его как министра обороны. И поэтому вот здесь мы как раз увидим эти процессы. Я, конечно, в этом плане хотел бы надеяться, что как раз-таки вот та модернизация, те изменения, те новые процессы, потому что Резников при работе в Министерстве реинтеграции Крыма, он как раз-таки показывал или демонстрировал, вернее, свое желание, как привлекать международную техническую помощь в этом вопросе, так и развивать различные программы или различные инициативы. Поэтому в этом плане я надеюсь, что это хорошо. Я Верещука умутлерна с барма. Что касается Верещук, то, во-первых, Верещук как раз-таки она из системы обороны. Она же военнослужащая, на самом деле, насколько я знаю. Она закончила то ли военное училище, то ли, во всяком случае, имеет отношение к этим процессам. Как чиновник я ее еще не видел, потому что я собирал информацию о ее, скажем, биографии, и она действительно в свое время была мэром небольшого украинского города. Да, но здесь я думаю, что во всяком случае есть надежда, что она человек, который пытается обещать и делать,
И будем надеяться. И мы, во всяком случае, мы со своей стороны готовы помогать. Главное, чтобы были результаты и было желание. Бахаджамыз, Evet. Eskендраға келіңіз, бет екі мой меселеге кече, мен яйынымның башында айтқан едім, бұл демек Қырым татарлардың нуфусы меселесі. Мен не үшін бұл меселені асылда көтеремін, ержелеріміздің де аңлашмасы үшін, білмесі үшін асылда ки мен емінім біледірлер, ама да бір кере бұның üzerinde küçük bir акцент yapmağa isteyim. Zira aslında demografik mesele çok mühim. Sonki 8 yıl içerisinde Rusya Kırım'daki demografik vaziyetini değiştirmek için elinden gelgenini yapmağa da devam ete ve işgal olganca bu fikirlerden vazgeçmeyecektir. Aynen bizim birinci işgalimiz gerçekleştirilgeni vakit, Kırım'ın birinci işgali gerçekleştirilgeni vakit, o vakit Rus İmparatorluğu Sovyetler Birliği ve yapkan siyasetini böyle devam ettiriyor. Ve bu demek demografik vaziyetin değiştirilüğü, bizlerge aklarının verilmesi Ukrayna çerçevesinde olsun bile biraz böyle toxtata deb aytmağa mümkün edi. Çünkü her vaqt aytaydılar, mına siz azsınız, siz azlıqsınız, o sebepten bölmek gerek. Tamır halkı olsanız bile kenedi azlıq olğanın sebebinden işte bazı küçük mında yerler var, ayıramısanda işte azlıq olğanınız için birkaç kişi kiriniz. O sebepten mına demografik vaziyetini laf eter ekende Eskendirağa umumen alganda şöyle sualden başlayayım. Asılda ne kadar bu saylav, seçim, Kırım Tatarlarının saylav kampaniyası gerçekleştirilgen edi. Bu müddet içerisinde 30 yılını alacak olsak ve ne kadar çok değişmelerini şahsen gözlediniz? Но вообще, когда мы говорим о переписи, я уже говорил, мы в этой студии говорили, что на самом деле это очень важный процесс. Если мы говорим с позиции того, что с позиции государственника, то любое нормальное государство оно должно проводить перепись, но не менее чем один раз в 10 лет. Для чего? Для того, чтобы за 10 лет увидеть, какой естественно прирост населения, какая рождаемость, какая смертность, какой этнический состав и так далее и тому подобное. Для того, чтобы, опять же, выстраивать социальную, гуманитарную политику. И таким образом мы как раз-таки, вернее, государство уже может выстраивать свою политику в том или ином регионе. Что касается вообще крымских татар и переписи, то здесь как раз-таки интересная ситуация, потому что перепись проводилась в разные времена. И вот, допустим, по данным, как описывают историки и, в принципе, по литературе, первая перепись, во всяком случае, в Крымском ханстве считается, что вот по данным еще в 18-м, перед буквально оккупацией Крыма и аннексией его России, вообще считалось, что население Крыма, Крым составляли где-то не менее 30 тысяч урумов жило, где-то 70 тысяч караимов жило и крымчаков, и не менее чем 4 миллиона крымских татар. Это на момент, это в 18 веке, в конце 18 века, то есть буквально перед началом оккупации. Далее были различные миграции, связанные с той политикой после аннексии Крыма и нарушением Кучук-Карнышевского мира со стороны царской России. И, конечно же, массовая такая миграция первая была, это в 1853-1856 годах, это была когда Крымская война. И тогда, по данным, в результате вот этой миграции порядка 1,5 тысяч крымских татар покинули Крым. И перепись, которая проводилась уже в 1897 году, вот смотрите, с периода, да, это прошло практически 40 лет, население Крыма составляло 532 тысячи, это по данным переписи, уже официальной переписи царской России. Из них крымские татары уже были представлены порядка 194 тысячи человек, что составляло 35,6%. Вот мы уже сегодня можем показать, и когда мы сегодня говорим о политике царской России, политике геноцида. Потому что из 4 миллионов на момент оккупации и аннексии Крыма крымские татары стали представлять всего 194 тысячи.
Когда начались массовые миграции, когда начали выезжать, когда начали, соответственно, пытаться, чтобы защититься, переписываться под другую национальность и так далее. Потому что, когда под определенным прессом, определенным давлением это происходит. И я почему я и хочу показать определенные параллели, и сейчас это больше как раз-таки волнует, скажем, этнических украинцев, а не, ну, и в том числе крымских татар, но в большей степени на территории Крыма, потому что я и публично об этом говорил, что украинцев в Крыму значительно будет меньше, не только потому, что российская власть будет, или оккупационная власть будет фальсифицировать, а только потому, что украинцам ныне не модно быть в Крыму. Вот я бы так бы сказал бы. И поэтому чисто психологический фактор, когда ряд людей с целью самозащиты и так далее будут себя больше позиционировать как русские. И в переписи они будут проявляться уже как более как русские. Учитывая то, что идет сам процесс смены поколения под определенным давлением. Далее я бы хотел обратить внимание, что за уже перепись 1917, до 1917 года получается, что крымские татары составляли где-то 40, на момент 2017 года 40% крымские татары составляли и 50% составляли русские украинцы. А следующая волна все-таки геноцида крымских татар это была 1918-1937 годы, это голод 1921-1923 года, когда по данным, ну, официальным данным, по архивным данным, порядка 100-120 тысяч жителей Крыма умерло, из них от голода, из них 60% где-то составляли именно крымские татары. То есть, если мы возьмем в среднем цифры, это получается 70-80 тысяч крымских татар умерло от голода, от той политики, которая проводилась коммунистическим режимом. Следующий процесс, когда уничтожали крымско-татарскую интеллигенцию. Это 1928, 37, 38 год. И, кроме того, если помните, вывозили, была депортация за раскулачивание. Порядка 36 тысяч крымских татар тогда вывезли из Крыма. И поэтому уже по данным, за результатами переписи 1921 года, население Крыма составляло 721 тысяча, а крымские татары составляли почти 26%, то есть 25,9%. А на начало 1939 года число крымских татар хоть и немного выросло до 218 тысяч человек, но удельный вес был достаточно низким. И в процентном соотношении составляли всего 19,4%. То есть мы видим, целенаправленная политика еще тогда была о том, чтобы был такой вот сдерживающий фактор, чтобы не увеличилось количество коренного населения. И как раз-таки речь идет о том, что количество крымских татар никак не могло выйти за 20%. Я это тоже не случайно говорю, потому что очень важно, вот как дальше, как сейчас может дальше идти. Ну и на 1940 год, по данным, опять же, статистических служб и так далее, крымские татары составляли 220 тысяч человек. Но тут также цифры даются, что было и до 250 тысяч человек. Опять же, почему эти все цифры могут разниться? Вот, допустим, когда я исследовал уже 1991 год, процесс возвращения, обустройства крымских татар, там дальше разные, и самый главный, уже третий пик уже геноцида крымских татар, когда было депортировано, опять же, по разным данным, по официальным данным, 188 600 человек, что было депортировано из Крыма. Хотя по данным еще архивным можно эту цифру поднимать до 200 тысяч. До 208 тысяч. Это связано в том числе и с теми военнослужащими крымскими татарами, которые возвращались после окончания Второй мировой войны, и они также подвергались депортации. Они также были депортированы. Поэтому вот на эти цифры нужно обращать внимание. Почему? Кстати, сам процесс потом возвращения в Крым, он также был не таким простым, и практически до 1900
1967 года крымских татар в Крыму практически не было. На момент, в период с 1967 по 1977 год в Крымскую область на тот момент было переселено где-то 577 семей крымских татар. И на 1970 год где-то составляли крымские татары 2000 человек. В 1979 году проживало порядка 5000 человек, а в 1987 году уже 17 500. То есть процесс самовозвращения, процесс возвращения на родину, он все-таки продолжался, и мы знаем, что крымские татары пытались жить и без прописки, и получали, опять же, и сроки. А мы знаем, что в тот период нет прописки, не берут на работу. Не берут на работу бездельник. То, что бездельник, значит, сажали в тюрьму. И сотни, даже тысячи крымских татар, которые отсидели за тунеядство от года до 1,5 лет, а то до 2 лет. Ескендір, бақсыңыз, шunu сұрайық едім. Демек, кешкен яйынымызда сіз дедіңіз ке бүгін тахминен ишғал етілген Қырымда яқлашық 300-350 bin Қырым татары яшамақта дегілмі? Яғни, бұл шымды сіз 1918 сенесінден алажақ олсақ, бүгінгі күнге қадар. Бұл тенденция яман мы? Яда яқшы, егер ки бізге yapılған фелякетлеріні көз өгіне алажақ олсақ? Ну, Баханас, в первую очередь мы должны опять же оценивать динамику. Да. Когда мы говорим, ну, у меня есть эти вот цифры, особенно когда я говорил на той передаче, говорил о том, что как раз очень важным является и более полными данными является сама перепись. Кроме того, мы всегда пользовались данными медицинской переписи, так называемой, потому что когда маркировка была, данными МВД и так далее. Но вообще в демографии, в науке, как наука, есть такое понятие, как наявное население или наличное население и, допустим, постоянное население. Вот наявное или наличное население — это то население, которое не зафиксировано определенными службами. Службами там, такими как МВД и так далее, те люди, которые там, допустим, находятся на временном проживании и так далее. Вот, и поэтому относительно крымских татар, несмотря на то, что проводилась перепись 2001 года, на мой взгляд, это наиболее точные данные, которые были на тот период. И, конечно же, как я в прошлый раз сказал, я очень ждал перепись 2010 года, но она не состоялась. Теперь сама динамика. У крымских татар действительно, вот если мы возьмем по данным медицинской переписи, к примеру, там погодично, когда давались на 2003 год, по сравнению с данными переписи 2001 года, мы видим позитивный естественный прирост крымских татар. Но он незначительный. То есть, по сути дела, если говорить о естественном приросте, то он, по сути дела, достаточно слабый показатель. Но при всем том была все-таки позитивная динамика естественного прироста. Это с учетом миграционных процессов, потому что практически до нулевых годов крымские татары активно возвращались. И если мы возьмем 90-е годы, то возвращались там по несколько десятков тысяч человек в год. Когда мы берем уже, там, допустим, 2000-е годы, то в год могло возвращаться всего лишь там 1000 человек, там 5000, 3000. И все это, конечно же, фиксировалось. И этим постоянно занимался Рескомнадз, Республиканский комитет по национальностям. И, соответственно, была отдельная программа. И для чего нужны были эти данные, как и, в принципе, данные переписи? Для того, чтобы понимать, какое количество следует ожидать, сколько человек может приехать, сколько нужно обеспечить жильем, каким образом нужно все эти процессы проводить. Теперь, когда мы уже подходим к сегодняшней ситуации. И, кстати, мы когда уже говорили о том, что всегда очень важно в данных переписи, очень важно учитывать, какой возраст, какое количество детей, соотношение детей от 0 до 14 лет, то есть в той или иной этнической группе или у населения в целом. Какое-то количество трудоспособного населения, какое количество женщин, которые способны воспроизводить, или фертильные женщины, какое количество стариков. И здесь уже можно прогнозировать старение, через сколько лет, какой возраст у каждого народа будет. И, соответственно, опять же, я, может быть, в какой-то степени повторяюсь, и очень важно по этническому составу, когда в соответствии с данными переписи 2001 года, мы четко знали, в каких регионах компактно проживают крымские татары. Вот, допустим, всего было их
их несколько регионов. Это Советский район, Белогорский район, Бахчисарайский район и там Красногвардейский район, где в принципе Кировский район, я сказал, где крымские татары достигали до 30%. Соотношения населения. В большинстве своем большинство представляли, конечно, русские этнические. А только в 2 районах этнические украинцы представляли это в Первомайском районе и в Красноперекопском районе. Почему нам эти цифры сейчас тоже интересны? Нам интересно, если по районам, опять же, оккупационные власти покажут те данные, которые есть, а их представитель, скажем, Росстата в Балдина в так называемой Республике Крым, она заявляла о том, что как раз порядка там 99% приняли участие там в переписи и так далее. Понятно, что не совсем оно так, не совсем все это соответствует, и причем не только в Крыму, но и в других регионах. Но почему здесь важна ситуация в Крыму? С одной стороны, как я уже говорил, мне было бы интересно, а какая динамика, что же происходит. С другой стороны, официальные службы российские заявили о том, что данные будут опубликованы только через год, в 2022 году. С одной стороны, конечно, все эти материалы нужно обработать, на это нужно время. Но с другой стороны, ну почему и для чего, скажем, это будет являться ну, не публичной информацией, конечно же, для нас это очень важно, и мы это опять же будем отслеживать. Но я хотел бы обратить внимание на анкету. Вот анкета, с которой они они проводили перепись. И по анкетным данным там очень много таких вопросов, которые, на мой взгляд, ну, абсолютно... ну, я не думаю, что завтра Российская Федерация сразу начнет решать социальные вопросы, но, допустим, удаление бытовых отходов. Есть ли мусоропровод или нет мусоропровода, какая кухня, из чего она состоит, или есть ли она в доме или в квартире, наличие телекоммуникаций, стационарная или мобильная связь, там, допустим, туалеты, какие, какая ванная, душ, централизованная ли система или нет, отопление, это печное и так далее. Уровень жизни? То есть, таким образом, они для себя в том числе пытаются собрать информацию, какой уровень жизни, какие социальные условия, и в то же время, ну, наверное, какое пользование, в том числе, там, их волнуют септики, там, есть ли электричество, там, централизованное отопление или нет. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, они, конечно же, в Крым вкладывают и будут пытаться демонстрировать, что у них целенаправленная политика, и будут вносить из федерального бюджета. С другой стороны, конечно же, это обоснование для того, чтобы вести коррупционные определенные, опять же, схемы. Самая лучшая коррупция в таких странах, как Российская Федерация и странах постсоветского пространства, это федеральный бюджет или госбюджет. И поэтому здесь, конечно же, в этом плане вот мы видим вот такие вопросы. Хотя, опять же, для нас больше интересно этнический состав, для нас интересно само расположение, возраст, трудоспособный возраст, возраст стариков и так далее. Біз көреміз ки Русия бұл 8 ел içerisinde Қырым татарларының да азлық кебі көстермек үшін Қырымда өзінің территориясындан ярмадаға инсанларны кетіре, анда миллионға яқын инсанлар, 1,5 миллионға яқын өзінің инсанларны кетіргені ile bağlı haberler алған едік. Bununla beraberlikte işte anda askerler mevcut ve ile ahri. Bu vaziyetle sizin fikriniz ne yapmalı? Kırım işgalden kurtarılacak muhakkak. Nasıl şekilde Ukrayna bu yönelişinde hareket etmeli? Bu insanlar ne yapmak gerek? Butun taraftan çalışmaya gerek. Bizim milli hareket taraftan men belesem bizge tırışmaya gerek. O'zimiz bir перепись yapmaya gerek. Çünkü bizde böyle такой опыт есть, и национальное движение в свое время проводило такую перепись для того, чтобы мы сами владели, и мы могли дальше выстраивать свои стратегические подходы. А что касается украинского государства, то, конечно,
нужно делать заявления, нужно поднимать эту тему на всех международных площадках и, конечно же, об этом системно говорить. И мы видели реакцию на данную перепись официального украинского государства и, во всяком случае, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Европейского Союза. А после деоккупации что делать с теми, кого Россия завезла на полуостров? Вот здесь это отдельный вопрос, и здесь очень важен закон о переходном правосудии. Вот почему Крымско-Татарский ресурсный центр и разработал методику по определению степени коллаборации. И таким образом мы четко должны уже сегодня давать посылы, во-первых, тем гражданам Украины и нашим соотечественникам, стоит ли бояться или не стоит, и как себя нужно вести, потому что в любом случае происходит коллаборация, потому что это и есть коммуникация. И с другой стороны, мы должны давать четкий посыл, что любой, кто приедет на территорию Крыма и незаконно приобретет там имущество и так далее, это будет незаконным процессом. И поэтому любые заявления высокопоставленных чиновников Украины, что мы там не будем выгонять или мы будем там давать определенные сроки и так далее, они сейчас неуместны. Потому что сейчас нужно вести серьезную информационную кампанию, чтобы любой гражданин Российской Федерации понимал, что он рискует своими сбережениями, приобретая жилье на территории оккупированного Крыма. Ve İskender'e daha bir sualim peyda oldu. Mına iki uçda alacağım bizim demek rejissörlarımız bana razılık verdiler. Kırım Tatarlarının reemigratsiya sualini nasıl bakasınız? Mına eğer ki Kırım Tatarlar strateji olarak çeşit türlü diğer ülkelerge koçmege mecbur kalgan Kırım Tatarlarını Kırımga kaytarmak için böyle bir reemigratsiya stratejiyasını işlep çıkarabilir mi? Bir vakitler aslında bunu Veli İbrahimov da yapmaya isteyen. В первую очередь, в первую очередь нам нужно четко знать, где сколько крымских татар проживает. И на самом деле это моя одна большая мечта — создать реестр крымских татар. И это очень дорогое удовольствие, и у нас есть серьезные наработки в этом плане, но я думаю, мы рано или поздно к этому все равно придем, мы найдем возможности для того, чтобы мы четко понимали, все те, кто себя идентифицирует с крымскими татарами и находится в том или ином уголке мира, а сейчас есть электронные технологии, мы должны все-таки понимать, хранить, правда, это персональные данные. Здесь тоже есть очень серьезные процессы в рамках законодательства Украины и в этом плане. И, соответственно, мы должны аккумулировать информацию, чтобы четко понимать, где, в какой стране проживают наши граждане, наши соотечественники, и, конечно же, ввести системную информационную кампанию. Тогда мы четко будем понимать, как выстроить работу для миграции наших соотечественников в Крым. Потому что на самом деле мы будем тогда сильны, когда мы все-таки будем достаточно значительно представлять значительный процент в населении Крыма и влиять, соответственно, на политические процессы. Çok sağ olun İskender'e böyle meraklı yayın için teşekkürler. İskender Bariyev Milli Meclis azamız ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı stüdyamızın musafiriydi. Kırım Tatarlarının nüfusu meselesine tavsiyatlıca laf etme imkanına sahip olduk. Saygılar arkadaşlar, men size ne yazık ki bu günlük sizlerden sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması 5 dakikadan sonra devam etti. Sonra bu studiyada Prime programmasını seyretiniz. Görüşkенше. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим.
эшетесанызмы. Мен ақтауынытыңызмы. Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Эдем Боссеннин. Адвокатлар канунсыз тутулуп 12 күнге апске ташланган адвокат Эдем Семидляевке кол тутуп видеоларына язып ичтимай ягыларда ерлештире. Имайжилер кайд эткенине көрө боле шекилде улар эм канунсыз тутулган адвокатны эмде өзлерine курчалайлар. Чунки ярын боле канунсыз усуллар уларга нисбеттен кулланыла биле. Адвокатлар зенадашларынын якаланмасы бу полиция тарафынан профессионал ишлерине токунув дейлер. Ишгалжилер махкемеси Эдем Семидляевке канунсыз мемори протоколлар тізген экстремизмнен күреш меркезі хадимынан тарафына турып, полис хадимлерінің канунсыз әрекетлеріне yol берді дей адвокатлар. Очередная попытка оказать давление на адвокатов, очередная попытка запугать адвокатов, которые осуществляют защиту силовыми структурами 25 октября, а потом 11 ноября вот такие неправосудные решения по аресту Эдема Семидляева. Мы продолжим защищать своих подзащитных, мы продолжим вести аудиозаписи во время, когда нарушаются права наших подзащитных. Это наше право, и мы будем фиксировать это, и будем говорить о беспрецедентных нарушениях. Мы не остановимся на этом. Эдем, мы защищаем тебя, тем самым мы защищаем себя, и тем самым мы защищаем весь наш народ, всю нашу корпорацию. Держись, Аллах сенден разы olsun. Он приехал для оказания юридической помощи своим подзащитным, и когда один из сотрудников центра который находился в отделе полиции, стал угрожать подзащитному Семидляева, начал фиксировать это на диктофон, встроенный в мобильный телефон. За это он получил свой первый протокол, а второй протокол он получил за отказ раздеться догола, что потребовал от него сотрудник центра видимо, для удовлетворения каких-то своих фантазий, для желания унизить адвоката. К сожалению, вместо того, чтобы получить порицание со стороны своего начальства, сотрудник центра получил решение суда в его пользу, которым действия Семидляева были признаны неправомерными, были признаны составом административного правонарушения, невыполнения законных требований сотрудника правоохранительных органов. Нет, дорогие друзья, не каждое требование сотрудника правоохранительных органов априори законное. Эдем Семидляев, его позиция и его абсолютно профессиональная реакция на незаконные требования сотрудников полиции позволила сегодня нам увидеть тот уровень и то состояние и те
ситуаций, с которыми сталкиваются наши доверители. То есть, если сотрудники полиции позволяют с адвокатами так себя вести, представьте себе, как они себя ведут с нашими доверителями. Поэтому эта ситуация, она вскрыла этот гнойник. Я иначе это назвать не могу. Адвокат — это не просто профессия, это призвание. И особенно это касается тех коллег, которые работают по очень сложным делам с политической мотивацией, защищают угнетаемых, преследуемых, фактически борются за наши права и свободы. На острие атаки сейчас оказался наш коллега, крымский адвокат Эдем Семедляев. По совершенно абсурдным поводам его признали виновным в совершении административных правонарушений, приговорили к 12 суткам ареста и штрафу в 4000 рублей. Эдем, держись, мы с тобой. Стоим плечом к плечу. Октябрьнан 25-шінде Эдем Семедляев Зенадашы Назим Шейхмамбетовнен махкеме өгінде тұтылып полис бөлігіне кетірілген қырым татарларына қоршыламақ үшін анда барған еді. Көбейтшілер адвокатларына тұтылғанлар янына кечірмеді. Аксине Семедляевке сойынып, үстінде экстремистик тешкілатларынан тимсаллері бармы, жоқмы тешкірмеге істегенлер. Семедляев рет етті. Бұның үшін енді белі олған экстремизмнен күреш мерkezінің Хадима Руслан Шамбазов оңан избетен бойсун мағаны үшін мемори протокол тұзды. Веда бір протоколны полис бөлігінде рұқсет алмаздан сес язысыны япқаны үшін түзділер. Нәтижеде işgalciler mahkemesi 2 протоколны да қануни оларақ танып, Семедляевке 12 күнлік апыз жазасы ve 4000 рублей пара жазасыны белгіледі. Рус işgalcileri Украина арбийіні яралаған. Бұны бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдірділер. Аскер хастаханеге атқызылған. Оның алы тұрғындыр. Душман Луганск вилетіндегі Муратова койы жеварында 152 калибрлы топларына құлланған. Новозвановка, Новоалександровка, Попасна ве Маринка қасабалары янында артиллерия системалары ве майынларнен атеш açылған. Бұның нәтижесінде Маринка шиырнан мескен маалесі зарар көрген. Майын ерлі сакиннан евіні веран еткен, ама ешкімсе зарар көрмеді. Незарет ве координация ортақ мерkezінде білдіргенлеріне көре, işgalciler 13 майынны атып, аселет арби олмаған маллерні ұрған. Шарқы жебенан дигер қысмында душман граната атыжы ве бұйы калибрлы құршын атыжы тіртібатларына құлланған. Украин арбилері işgalcilerге қаршылық көстермеді, ама саба душман кенеде артиллерия системаларынан атыш açқаны қайдетілді. В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та з танкових протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Танклар, арби вертолетлар ве деңіз пияде аскерлері. Işgal Қырым сыңыры жеварында Украин арбилері душман деңіз пиядесіне қаршылық көстерме тәлімлеріні кечірді. Эфсанеге көре, душман ұжым етмеге тырышқанда Украин аскерлері өз арби позицияларына кечіп, душман құбетлеріне қаршылық көстерді. Тәлімлер вақтында танклар, артиллерия системалары ве арби авиацияны құлланды. Бұнен бірабер олар атыш тәлімлеріні кечірді. Команданлар женг мейданында аскерлерге yanlış yapılған әрекеттер hakkında haber етіп түзетті. Були такі більш моменти несподіваності, коли все просто так в одну секунду все змінювалося. Там була команда, у нас там тривога, всі вже прямо з палаточного містечка всі почали грузитись на хамера. Ось і видвигались в пункт нашого призначення. Ось це все було прям максимально так швидко зроблено і, в принципі, можу сказати, що особовий склад справився дуже добре. В ході тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах наближених до бойових. Ученжі күн ковидке оғырап түзілген украинлерінен сайысы яңа хасталарынан миғдарындан зиядедір. Бұны Украина сағлық назірлігінде білдірелер. Кечкен күнчен вирусы 18,5 бин инсанда белгіленді. 20 бин Украин түзелген. Хасталық ағырлашмасы нәтижесінде 769 кіші вефат еткен. Сағлық назирі Виктор Лешко адаптив карантин аққанда үкімет қарарына деңішмелер кірсетежегіні илян етті. Бұл деңішмелер илкевеля сары карантин зонасына айет олacak деп білдірді Виктор Лешко. І в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників, так і
для відвідувачів. Ичолмағанда ковидке қаршы вакцинаның бір дозасыны украинлерінің %40 алды. Фақат сағлық назир айтқанына көре 600 000 инсан екінші ашыны вақтында яптырмады. Тим, хто ще не отримав другого щеплення, нагадую про необхідність отримання повного курсу вакцинації. Лише так вакцина буде захищати ваше здоров'я і життя. Не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації. Також звертаюсь до сімейних лікарів. Будь ласка, активніше комунікуйте з людьми, з якими підписали декларацію. Нагадуйте про необхідність вакцинуватись та про отримання другої дози вакцини у найближчий час. Киев сакенлерінің ярысы вакцинаның 2 дозасын алды. Украинаның 8 вилаетінде ичолмағанда бір ашы яптырған инсанларының сайысы 40%-дан ашты. Сағлық назирлігінде хастаханеге түшкен ковид хасталарының %95-і ашыланмағанын хатırlatалар. Аттай işgalciler hakimiyetінің шүбелі сапламаларына көре Қырымда яңа ковид хасталарының сайысы артмақты. Ярмадада чин вирусы да 1211 инсанда белгіленген. 27 кіші хасталықны еңі поламады. Коронавирусның тест арқалмасы ве хастаханелерінің толы олмасына бақмадан işgalciler рус туристлерінің келмесіні дестеклей ве беклей. Қырым курортлары ве туризмның işgalciler назиры Вадим Волченко айтқанына көре қыш байрамларына Ярмада мұсафырханелерінде ерлерінің %60-ы айыртылған. Фақат эпидемия вазиеті финалашса, Сергей Аксенов карантин тедбірлеріні құветлештірмеге сөз берді. О ашыланмаған қырымларға евден шықмаға есақлай білгенін айтты. Кефейш адамлары Аксеновға карантин тедбірлеріні емшатмаға чағыруынен мұражат етті. Оларның қадимлері спутник вакцинанен ашыланғанына бақмадан, ишханелер евел солғаны кібі чалышып оламай деп айталар. Иш адамлары шыркетлерінің келері 90%-ға эксілгенні шекет етіп елереді де, боле олса, қадимлерінің чоқысыны іштен шығармаға мечбур қалғанларын айталары. Мы, предприниматели города Феодосии, просим вас о смягчении ограничительных мер, отменить посещение заведений по QR-кодам, также снять ограничение режима работы до 23:00 предприятиям общественного питания, у которых привито 100% сотрудников. Просим вас поддержать нашу сферу деятельности. Наша отрасль находится на грани банкротства. Меры поддержки, предложенные государством в форме кредитов, нас еще больше зарывают в долговую яму. Қырым музейлері скит алтынларыны Украинаға қайтармақ қарарыны шығарған Амстердам махкемесінің қарарыны шикает етежек. Бұны кележек сене январь айында япмаға планлаштыралар. Бұны işgalciler үкіметі янында сөзде ұқықы мәселелер бойынша экспертлер шурасының yolbaşçısı Александр Молохов хабар етті. Украина менфаатларыны тақдим еткен Филименк адвокатлары халықара құқығы Украина тарафында olғанын білдіре. Апеляційний суд сказав, що договір ЮНЕСКО не застосовується, але ми вважаємо, що Україна має право приймати власні рішення та отримати виставку назад до Києва, і це було дуже добре. Ми виграли цей суд за 2 підставами. По-перше, за ЮНЕСКО в першій інстанції, а також за внутрішніми нормами публічного права України. Зараз інша сторона не здається, оскільки в будь-якому судовому процесі це дозволено. Звичайно, це дуже важливо для них, це важливо для Росії, тому вони мають оголосити, що підуть до Вищого суду. Амстердамның апелляцион махкемесі октябрьнің 26-сында скит алтынларыны Украинаға қайтармақ қарарыны шығарды. Бұл экспонатлар анда açılған сергіге Қырым музейлерінден да Ярмада Русия тарафындан işgal етілместен әбел алып шығылған еді. Işgalciler башлатқан давада сөз Ярмада музейлерінден, ама Украинаның музей фондынан 565 предметі аққында кете. Алтынлар 8-й ел Филименкте болулмақта. Бұл археологик тапылмаларының фиаты 10 миллион евроны тешкіл етедір. 2016 сенесі Амстердамның махкемесі алтынларны Украинаға қайтармақ қарарыны шығарды. Işgalciler Қырым музейлеріне қоланы бұңа қаршылық көстермеге тырышты. Бұл дава бойынша соңғы отырыш да апрель айында кешірілген еді, ама қарар тек кешкен ай сеслендірілді. Тарихи әбіде янында құружилық техникасы. Işgal етілген ақиярынан сакинлері Херсонес Таврический жыварында құружилық ішлеріні тоқтатмаға талап еті. Анда işgalciler 23-тен зияде гектар мейданда яңа Херсонес адлы комплексны құра. О музейлер, мұсафырханелер, түкенлар, қадеми мааллер, пеустаханелерінің тақлидінден ибареттір. Ақиярылар, құружилар ескі ерасты өзенні қазып, андан сул помпалағанында емин.
Если раньше здесь работали истинные археологи, при помощи маленьких лопаточек, щеточек, чтобы, не дай бог, ничего не поранить, не разбить, то сейчас у них ноу-хау, у них раскопки ведутся ковшом экскаватора. И все это за высоким забором с колючей проволокой. Ерлі сәкенлер айтқанына көре қазылған эндеклерде су пейда olması, құружилық техникасы медени мирас объектіне кетірген бұйық зарар олғанны таздықлай. Поскольку я сама химик, и я всегда детей водила сюда при любой возможности, и всегда говорила, что известняк – мягкий камень. И поэтому ни в коем случае никакие вот эти работы вообще не могут производиться таким вот варварским способом, вообще катастрофически, что я говорю, нас не будет, но просто разрушат все. Мы все время кричим о том, что к нам какое-то отношение кошмарное просто. Мы люди, здесь живущие, и мы имеем право на то, чтобы к нам прислушались. 2013 senesi Херсонес Таврический ЮНЕСКО Дүния мирасынан жедвеліне кірсетілді. Тарихи абиде Херсонес шеерінен қалымтылары век ой қожалығынан бөлгесінден ибареттір. Украина қанунларына көре Дүния мирасынан объектінде құружилық, мемарлық ве ландшафт ишлері ЮНЕСКО-нен келішіп япыла біле. Ахмет туристлеріне далғалы Aqдеңізде ташы. Оның айтқанына көре бұл сене қыш кетча келмекте, ама шымды қыш айлары да әсер толадей. Курорт все ще відкритий, літо довше на місяць. Раніше вважалося, що у жовтні вже зима. Зараз ні. Люди все ще плавають у морі. Бұл Александрия, Искендерия, Мысырда екінші ең бұйық шеер ве дүнияның ең қадеми деңіз лиманларынан бірідір. Бұл шеерінің темелі 2000-ден зияде елевел Искендер Македониялы тарафындан қойылды. Искендерия шеері истилялар, яңғынлар ве зелжелеріні көріп кечті. Ама шымды, юзберген табиат афеті шееріні ер юзінден yok ете біле. Искендерияны яваш-яваш сул баса. Aqдеңіз ялысында бұлынған шеер су севiyesi ве артмасына пек бағлыдыр. Әр ел мында су севiyesi 3 мм-ге артмақта. Алемлер тахмин еткеніне көре более тезлікнен 2100 сенесіне қадар деңіз 1 метрге көтерілежектір. Шымдылық шееріні құртармаға тырышалар. Искендериедеке 60 километрге uzanған ялыны бетон япыларынен қоралайлар. Базы ерлерде ерозия қыбетлері көріне. Побудовано понад 12 кілометрів загороджень. Скоро вони з'являться у районі старого міста Бахарі. Тож ми захистимо не лише берег, а й пам'ятники Олександрії. 2015 senesi yüzbergen fırtına neticesinde şehirinin büyük kısmını sul bastı. O vakit 6 insan ile kolda 20'ge yakın bina zarar gördü. Bundan son yüzbergen sul basıları o kadar güçlü olmadı. Yani yanı korular şehrini ne kadar yaxşı korçalağını belli değil. İskenderiye'de 5 milyondan ziyade insan yaşay ve Mısır'ın sanayi işhanelerinin %40'ı bu şehirde buluna. Bu Fyodor Эрнст sayesinde Ukrayn muzeylerinde peyda olgan sanat eserlerinin küçük kısmıdır. Sovetler vaqtında Fyodor Эрнст bolshevikler Ukraynadan çıkargan bir çok medeni zenginlikni qaytarıp saqlap oldu. Те, що у нас залишилося, ці предмети, які ми зараз можемо бачити в музеях, документи, архівні документи, це все завдяки йому. Інакше могли би просто розграбувати, вивезти за кордон, те, що і робилося, підірвати храми. Ukrayna tarixinin Milli Muzeyinde Fyodor Эрнст'ның hatırasına sergi açıldı. Bu insan sayesinde muzeyge 5000'den ziyade sanat eseri koşuldu. Onların arasında Rusiyadan qaytarılgan Taras Shevchenka'nın resimleri, Georgi Narbut'ның eserleri, Kiev Межгорье fayans fabrikasının mahsulatları. Bu mesele Ukrayn Getman'ның eski portretidir. Onun tubinde muzeyge qaytarılgan bütün zenginliklerini tasvirlеген mecmuadır. Поряд на розвороті знаходиться такий запис, де написано, що повернуто портрет гетьмана Івана Скоропадського з приміткою без рами. Эрнст Украинанын медени зеңгінліклеріні құртармаға тырышып, çok экспедиция ве археологик қазмаларының башында еді. Бұл себептен Советлер хакимияты оны тақып етеді. Нетижеде инқилабқа қаршы фаалиетте қабатланған Эрнст бір қач кере тевқиқ етіліп, Сибирге yollanıldı. В 41-му році його було знову заарештовано і розстріляно в жовтні 42-го року, як нібито німецького шпигуна. Реабілітовано вже в 58-му році. Сергіні мартынан 9-на қадар зиярет етмек мүмкін.
Etraf tıtız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım diller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanға, tükürle vicdanға. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan yalanға. Şefkatға kin aşlanған, yurt gözleri yaşlanған. Güya akının kara ile karışması başlanған. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkını atlandırdım, akılımını aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim. Добрый вечер, вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский. Я, Юрий Мацарский, рассказываю вам обо всем важном, интересном и порой забавном из того, что произошло за последние несколько дней в мире. Но вот сейчас, сегодня, вернее, наверное, ничего забавного не будет, будут в основном серьезные истории. И начнем мы с Беларуси. Отправимся к нашу ближайшую, к нам, одну из ближайших наших стран-соседок. Там продолжается вот устроенная Лукашенко на пару с Путиным фактически гуманитарная катастрофа. Я вот сейчас даже не сильно преувеличиваю, когда произношу это словосочетание. Путин и Лукашенко, договорившись или каким-то образом еще, что называется, снюхавшись, организовали переправку из Ближнего Востока, из Центральной Азии и, вероятно, еще из некоторых стран Африки, в первую очередь Северной Африки, людей, которые там часто находились в безнадежном положении. Это не только те люди, которые, что называется, вот так называемые экономические беженцы, не только те люди, которые бежали от бедности, не только те люди, которые бежали от плохих условий существования, но и те люди, которые вот действительно бежали от войны, действительно спасали свои жизни. И тысячи таких людей сейчас оказались в Беларуси при помощи режима Лукашенко, который на этом, кстати, еще и хорошо заработал, неплохо нагрел руки, потому что каждый из них заплатил от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов для того, чтобы оказаться в Беларуси. И им было обещано, что вот они приезжают в Беларусь, им оформляли все необходимые документы. Там, в тех странах, где они находились, это не только Ирак, скажем, где действительно были организованы, или Сирия, потому что известно, что в Дамаске целые туристические агентства были завязаны на эти схемы. Ну, например, еще в Турции, в Объединенных Арабских Эмиратах, где большое количество беженцев, в первую очередь из Сирии, из Ирака, вот им тоже, или еще, кстати, из Йемена, им тоже была обещана помощь. Они платили огромные деньги в обмен на визу белорусскую, в обмен на обещание беспрепятственного доступа в страны Евросоюза. Я вот сейчас это говорю не потому, что я вот что-то выдумал. Я специально связывался с несколькими из тех людей, которые вот прошли через этот ад, но вернулись домой. Я разговаривал с несколькими гражданами Ирака, связывался с ними через интернет, с теми людьми, которые пытались с помощью этой схемы попасть в Евросоюз, но не попав, вернулись домой. Им, кстати, повезло, потому что они не попали, вовремя сообразили. Если бы они дошли вот туда, вот куда мы сейчас видим, к вот этой вот самой колючей проволоке, к вот этой вот нейтральной полосе, им бы уже не так-то просто было выбраться назад. Почему? Потому что белорусские силовики, вот эти вот самые псы Лукашенко, не дают часто людям вернуться, скажем, куда-нибудь в Брест или в Минск, не дают им возможность добраться до аэропорта и каким-то образом вернуться домой. Нет, эти люди им очень нужны. Эти люди им нужны для шантажа Евросоюза. А там речь действительно идет о шантаже. Я сейчас объясню, какой именно шантаж чуть позже. Так вот,
Тысячи людей оказались заложниками Лукашенко, тысячи людей, граждан ближневосточных, центральноазиатских, африканских государств, которые используются Лукашенко вот как такой таран для пробития европейских санкций. То есть как ведет себя Лукашенко? Они загоняют эти тысячи людей в нейтральную полосу, дают им какие-то средства, например, для того, чтобы разрезать колючую проволоку или для того, чтобы валить заборы. По информации от польских правоохранителей, по информации от польских пограничников. Кроме того, лукашенковские спецслужбы вооружают некоторых из этих людей, например, светошумовыми гранатами и баллончиками с перцовым или слезоточивым газом. Все это делается для того, чтобы, как можно большее количество людей, нельзя называть их нелегалами, не бывает нелегальных людей. Это те люди, которые так или иначе оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и там действительно ими овладевает отчаяние. Они остаются где-нибудь в болоте, как вы сейчас видите, а где-нибудь в лесополосе в ноябре, холодно, минусовые температуры. Люди, не привыкшие вообще к такого рода климатическим условиям. И тут им какие-то, архаровцы из лукашенковской спецслужбы говорят: ребят, вот вам, я не знаю, вилы, вот вам бревна, вот вам гранаты. Используйте для того, чтобы попасть в Европу, используйте для того, чтобы оказаться там, где тепло, сухо, где о вас позаботятся, где вам предоставят какую-то помощь, где, в конце концов, можно будет осесть на какое-то более-менее продолжительное время. Сейчас известно, что вероятно, что под давлением общественности или из-за понимания того, что сейчас начнутся какие-то массовые смерти, потому что температура уже несколько ночей подряд опускается ниже 0 градусов, недалеко от границы в одном из логистических центров открыли пункт по обогреву, приему и вообще содержанию этих людей. Они туда отправляются, они проводят там несколько часов, там есть возможность какую-то горячую пищу принять, есть возможность согреться, есть возможность, я так понимаю, принять душ, и потом возвращаются. И все это происходит под постоянным присмотром белорусских спецслужб. Все это происходит под таким контролем этих самых лукашенковских псов. Зачем этот контроль? Им нужно, чтобы люди не разъехались, им нужно, чтобы люди не разбежались, им нужно, чтобы люди так или иначе оставались там, рядом с границей, создавая бесконечное напряжение для Евросоюза. Лукашенко с помощью таких действий, с помощью этого постоянного создаваемого им напряжения, например, уже смог добиться диалога, контакта телефонного, но все же контакта с уходящей, но все еще возглавляющей немецкое правительство Ангелой Меркель. В понедельник они поговорили по телефону, прошу прощения. В понедельник они обсудили. Кстати, это важное уточнение. Нужно заметить, что этот телефонный разговор, о нем было сообщено на официальном сайте немецкого правительства. Так вот, там упоминалось, что канцлерка правительства, бундесканцлерин, как она называется на немецком языке, провела телефонные переговоры с Александром Лукашенко. Это очень важное такое, собственно говоря, упоминание, потому что там не говорится, совершенно никак не упоминается о том, что есть какой-то статус Александра Лукашенко. Почему? Потому что Европа не признает итоги выборов в августе 2020 года президентских в Беларуси, по итогам которых Лукашенко в очередной раз назначил себя президентом, нарисовав себе 80% или около 80% голосов. В Европе считают эти выборы нечестными, в Европе считают эти выборы украденными у белорусского народа и, соответственно, не признают Лукашенко легитимным правителем Беларуси. О чем говорилось в ходе телефонного разговора этого самого Лукашенко с Ангелой Меркель? Об этом стало известно благодаря министру иностранных дел Эстонии. Ее зовут Ева-Мария Леймец, и она сообщила журналистам некоторые подробности этого самого разговора. Итак, госпожа Леймец рассказала о том, что единственное, по большому счету, главное требование Лукашенко, которое было озвучено в ходе переговоров с Ангелой Меркель, в ходе
телефонных переговоров с Ангелой Меркель, это признание его легитимным правителем. Дело в том, что вот, собственно говоря, вот этот вот санкционный маховик в отношении Беларуси, он сейчас достиг максимального, ну, пока еще не достиг максимального эффекта, он еще через какое-то время достигнет. Вот он запустился тогда, когда Лукашенко назначил себя в очередной раз президентом. Это не было, как я уже говорил, не было принято это решение на Западе, его обвинили в краже выборов, его обвинили в узурпации власти и начали потихонечку вводить санкции. Был потом введен новый пакет санкций после того, как был посажен пиратским образом самолет Ryanair, пролетавший в воздушном пространстве Беларуси, потому что там находился Роман Протасевич, оппозиционер, которого Лукашенко хотел любой ценой затащить и посадить в тюрьму. Тогда, после этого пиратского захвата, был введен новый пакет санкций. Но все началось именно с того, что Лукашенко украл выборы. И он хочет, чтобы его признали легитимным президентом. И вслед за этим, ну он же легитимный, соответственно, санкции, введенные к нему из-за кражи выборов, ну, по идее, должны быть отменены. И он очень хочет, чтобы, значит, после того, как его признают легитимным, эти санкции начали снимать. И Беларусь бы каким-то образом вернулась в такое вот экономическое пространство европейское, в котором она довольно долго и активно присутствовала до августа-сентября 2020 года. Как поведет себя Европа? Ну, в общем, уже понятно, что, несмотря на то, что там ни Ангела Меркель, ни кто-либо еще никак не прокомментировали, официально никак не сказали, как они будут реагировать на вот эти вот самые требования Лукашенко, на его шантаж. Ну, вот известно, что буквально через пару часов после того, как состоялся этот самый разговор Лукашенко с Ангелой Меркель, министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали в общих чертах новый пакет санкций в отношении тех людей и институций, которые участвуют вот в этой схеме по переправке людей и по, собственно, доставке их к границам Евросоюза. То есть вместо того, чтобы снимать санкции с Лукашенко, эти санкции на Лукашенко и на его окружение, и на каких-то людей, так или иначе с ним тесно связанных, наоборот, накидывают все новые и новые, показывая Лукашенко, что на вот этот вот шантаж, который он придумал, на вот эти вот его преступные какие-то схемы будут отвечать не задрав лапки, не рассказывая ему о том, что да, хорошо, давай, как ты захочешь, только вот не присылай нам новые толпы людей, не испытывай, пожалуйста, на прочность наши европейские институции. Нет, все будет совсем не так. На каждое его действие будет вводиться уже противодействие. Это противодействие будет санкционно. К чему это может привести? На самом деле, конечно же, Европа выстоит. Европа и не такое в своей истории проходила, и не через такие кризисы. И Лукашенко далеко, он, конечно, ужасный человек. Ну, то есть это действительно здесь вот без всякого ерничества, без всякого стёба можно сказать, что Лукашенко действительно людоед. Он плевать хотел на собственных граждан, он плевать хотел на этих людей, которых пропагандисты сейчас изображают бедными, несчастными, обездоленными из-за Европы. На самом деле это действительно так. Это бедные люди, это обездоленные люди, судьба которых вот действительно висит на волоске, потому что совершенно непонятно, что с ними будет дальше. Но вот такую вот роковую роль в их судьбе сыграла вовсе не Европа. Роковую роль в их судьбе сыграл этот самый Лукашенко. Тот человек, который придумал, или там, не знаю, вряд ли он сам это все придумал, но в любом случае дал отмашку и, собственно, создал такие условия, чтобы все эти схемы заработали, чтобы где-нибудь в Дамаске или где-нибудь в Эрбиле появлялись какие-нибудь там якобы туристические агентства, которые в обмен на 3, 5, 10, 15 тысяч долларов обещали людям доставку в Европу, совершенно точно понимая, отдавая себе отчет, что никакой простой доставки не будет, что эти люди платят огромные деньги за белорусскую визу и за самолет, который их доставит в Минск, и автобус, который потом их доставит поближе к границе. Никакого простого перехода, никакой открытой границы для этих людей нет. Но те люди, которые брали бабки, огромные деньги брали с этих несчастных людей, ничего им об этом не говорили. Им там пели песни о том, как все легко и просто, о том, как все решено, о том, что чуть ли не
Одним автобусом вас доставляют до границы, а там другой автобус с польской или с литовской стороны вас отправляет в Германию, где вас будет ожидать уже теплая, спокойная жизнь, где вас будет ожидать какое-то пособие от немецкого правительства и возможность трудоустроиться, возможность спокойно жить в богатой, в богатейшей европейской стране. Ничего этого, конечно же, людям в реальной ситуации не сообщалось, а правда замалчивалась, правда максимально куда-то задвигалась на задний план. В итоге вот имеем то, что имеем. Вот то, что вы сейчас видите на экране, это вот как раз те люди, которые прилетели в Минск в ожидании тех автобусов, которые их потом развезут вот к тем самым точкам, якобы готовым точкам пропуска, якобы готовым точкам перехода. На самом деле, конечно же, их просто привезут к вот этой вот нейтральной полосе, где будет куча лукашенковских пропагандистов, где будет куча путинских пропагандистов снимать слезливые истории о том, как тяжело людям из-за ужасных, кровавых, кошмарных, нечеловеческих чиновников в Евросоюзе. Так вот, кто из-за этой ситуации окажется в выигрыше? Кому на руку вся вот эта вот история, связанная с людьми из бедных стран, из стран, часто охваченных войной, которые оказались заперты на границе между Белоруссией и странами Евросоюза. Об этом я поговорил по Зуму с моим коллегой, журналистом из Минска Игорем Ильяшем. Он давно следит за всей этой ситуацией, он прекрасно понимает, что происходит в Беларуси, потому что он сам там находится в Беларуси. Я напомню, что Игорь Ильяш уже несколько раз был у нас в эфире в прайме «Моцарский», рассказывал о происходящем там. Напомню также, что он является одним из авторов книги «Белорусский Донбасс», в которой рассказывается об участии граждан Беларуси в войне на территории Украины, развязанной путинским режимом, в войне, которая с той стороны, со стороны путинского режима, ведется руками российских наемников и российских кадровых военных. Соавторка этой книги и жена Игоря Ильяша находится сейчас в тюрьме, в белорусской тюрьме. Ее вместе с ее коллегой, операторкой, посадил подконтрольный лукашенковскому режиму марионеточный суд, приговорив, если я не ошибаюсь, к 2 годам тюрьмы за трансляцию, за стрим с гражданской панихиды, посвященной памяти убитого ментами оппозиционера Романа Протасевича. Вот просто за то, что 2 девушки стримили эту гражданскую панихиду, они сейчас находятся в тюрьме. Это вот чтобы вы просто понимали, в очередной раз напомнили сами себе о том, с каким действительно монстром, с каким, просто вот с какой бесчеловечной тварью приходится иметь дело людям, находящимся сейчас в Беларуси. Игорь рассказал о том, как строится, собственно говоря, сейчас нынешняя дипломатия режима Лукашенко. И повторю еще раз, это очень важный момент, обратите на него внимание в ходе этой беседы. Кто может получить наибольшую выгоду от того кризиса, в который сейчас Лукашенко загоняет и белорусско-европейские отношения, и саму Беларусь. Давайте посмотрим это интервью, оно около 20 минут, а потом пойдем дальше. Состоялся таки разговор Ангелы Меркель, канцлера, главы немецкого правительства, с Александром Лукашенко. Причем непонятен статус был Александра Лукашенко в глазах представителя, вернее, главы немецкого правительства. Тем не менее, этот разговор состоялся. Этот разговор был нужен и важен в первую очередь для самого Лукашенко, или все-таки здесь европейцы хотели от него получить какой-то ответ, например, на тот вопрос, с какой целью он гонит несчастных людей, несчастных мигрантов через свою границу в Польшу, в Литву и далее в Германию, возможно, какие-то другие страны. То, что для Лукашенко этот разговор был важен, это безусловно. Это ему объявить на пропагандистском уровне, читать официальные СМИ, пропагандистские ресурсы, то они подают чуть ли не так, что Беларусь нагнула Запад. Разумеется, это далеко от реальности, но между тем, действительно, тот факт, что к нему обратились, это было для него важно, потому что это, по крайней мере,
дает ему определенную подушку безопасности. Если ему понадобится в ближайшее время выйти из этого миграционного кризиса, миграционного конфликта, то вот за счет этой пропагандистской подушки о том, что мы нагнули Запад этого конфликта, не потеряв лицо на пропагандистском, опять-таки, уровне. Если говорить о мотивациях Запада, то тут немножко сложнее. Ну, понятно, что, в принципе, вся европейская политика строится на том, что уважается человеческое жизнь, и они, безусловно, не хотят жертв. Но пока, на мой взгляд, единственным победителем в этой истории, единственным чистым бенефициаром от этого звонка является на самом деле Путин. Потому что он с самого начала миграционного конфликта говорил о том, что не надо к нему обращаться по поводу того, чтобы он повлиял на Лукашенко. Если вы хотите решать миграционный вопрос, пусть европейские политики напрямую обращаются к Путину. На минувшей неделе, в конце минувшей недели, конечно, это выглядит так, как будто Путин фактически навязывает Европе свою повестку дня, свои подходы к этому кризису. И вот он один из людей, якобы, который решает, определяет европейскую политику. То есть, безусловно, тут видна чистая имиджевая победа Путина. У Лукашенко частичная имиджевая победа, но все-таки не надо забывать, что он начинал миграционный кризис, разжигал не для того, чтобы пообщаться с Меркель или с кем-то еще из европейских политиков. Он это делал для того, чтобы Европа ослабила санкционную хватку, пошла на уступки в вопросах санкций. Об этом речи сейчас нет. Нет никаких оснований говорить о том, что Европа меняет отношение свое к миграционному кризису и к режиму Лукашенко в частности. Пока вот сам звонок он произошел на фоне поддержки пятого пакета санкций. И министры иностранных дел Евросоюза поддержали в понедельник пятый пакет санкций, а параллельно Меркель позвонила Лукашенко. То есть фактически те задачи, которые ставил Лукашенко перед собой, начиная эту кампанию, они не выполнены. И в этом смысле миграционную войну-то он пока что проигрывает. Я так понимаю, что это далеко не первый, но, наверное, такой самый масштабный эпизод, скажем так, шантажа, дипломатического, политического шантажа Запада со стороны вот этого вот тандема Путин-Лукашенко. Мы можем каким-то образом проследить, как менялись взаимоотношения Минска и европейских столиц, и какие еще методы, там, я не знаю, скажем так, каких-то таких подковерных, не очень честных методов ведения борьбы, методов там, попыток добиться своего уже использовал Лукашенко? Ну, надо сказать, что с 2014 года, с момента начала российско-украинского конфликта, Лукашенко на международной арене очень успешно играл в многовекторность. Он, по сути, он пытался продать на пропагандистском уровне свою некую равноудаленный нейтралитет в отношении вот этого конфликта Россия, Украина, Россия, Запад. На самом деле это не был, конечно, равноудаленный нейтралитет, о чем в том числе мы писали в своей книге «Белорусский Донбасс», но, тем не менее, нужно признать, что он делал все, чтобы не полностью синхронизировать свою внешнюю политику с Кремлем. Он всегда понимал, что любая инаковость будет высоко цениться и в Украине, и на Западе, поэтому он пытался даже в мелочах каких-то допускать вот эту инаковость, чтобы потом продавать это на международной арене и получать те или иные бонусы. В принципиальных вопросах они никогда не расходились с Кремлем, то есть такие вопросы, как, например, поддержка в ООН, никогда не было каких-то двоемыслий здесь, нет, полностью поддержка позиции России в ООН по Крыму 100%, но, например, могли позволить себе какие-то вот такую эквилибристику словесную в отношении Крыма, что мы, с одной стороны, говорим, что де-факто это территория России и виноваты в этой ситуации Украина, а с другой стороны, на уровне МИДа говорим, что мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Как это можно совмещать, в общем-то, как это можно совмещать с позицией ООН, непонятно, но вот такая эквилибристика, она продавалась очень неплохо на международной арене. В 2020 году, после того, таких катастрофических событий внутри Белоруссии для режима Лукашенко, когда он в итоге, в результате которых он полностью потерял легитимность,
как внутри страны, так и на международной арене, вот эта игра в многовекторность потеряла смысл. Сейчас как раз идет крен в сторону того, чтобы максимально синхронизировать свою внешнюю политику с Кремлем. Это не значит, что Лукашенко просто буквально там исполняет какие-то приказания, указания из Кремля. И я не считаю, что нынешний миграционный кризис, он управляется и не был инициирован из Кремля. Но безусловно, без одобрения из Москвы Лукашенко бы на такую авантюрную кампанию не решился бы. И, безусловно, та совместная, скажем так, внешнеполитическая авантюра, которая разыгрывается сейчас на наших глазах с участием Беларуси и России, ничего похожего мы, конечно, просто не видели. И поражает, конечно, прежде всего, насколько высока цена. Пожалуй, впервые со времен Второй мировой войны существует угроза, мизерная пока что, но все-таки угроза вооруженного конфликта с участием Беларуси. И это действительно чудовищно, если попытаться просто это осознать. Вы сказали о том, что с 2014 года Лукашенко пытался играть в многовекторность, то есть, по большому счету, и нашим, и вашим. Пытался нравиться, угодить и Кремлю, пытался нравиться, угодить и Западу. Но, насколько я понимаю, это, он просто использовал тогда ситуацию. Но он же пытался играть в эту многовекторность ранее, и до 2014 года. Тем не менее, сталкивался с проблемами, потому что всегда на Западе были вопросы к его легитимности. Он выдумывал какие-то обходные маневры для того, чтобы продлить свою каденцию, для того, чтобы, убрать ограничения конституционные на количество президентских сроков. Каким образом ему удавалось или не удавалось убедить Запад, вот такой большой коллективный Запад, в том, что с ним все-таки стоит иметь дело? Всякий раз это было, складывались определенные обстоятельства. Если вообще посмотреть на отношения Беларуси и Запада, то они развивались всегда циклично. То есть был обычно период президентской кампании, когда в Беларуси увеличивались масштабы репрессий, увеличилась параллельно конфронтация с Западом. Потом наступала некая разрядка, когда и уровень репрессий, уже не требовался такой уровень репрессий внутри страны, и определенные внешнеполитические обстоятельства складывались так, что появлялась возможность замириться с Западом. Например, в 2008-2009 году это была такая возможность появилась на фоне войны в Южной Осетии. В 2014, соответственно, это появилось на фоне российско-украинского конфликта. Вот. И всякий раз Лукашенко очень удачно использовал свой имидж страны, которая не полностью покорилась Путину. То есть они вроде бы союзники, но сохраняют свою субъектность, сохраняют свою инаковость. Безусловно, пиком, самым звездным часом этой политики многовекторности был как раз период с 14 по 20 год, когда как раз их уровень конфронтации России с Западом достиг пика, и, собственно, потребность в такой роли Лукашенко была наиболее высока. То есть это тот товар, который очень хорошо тогда продавался. Какую опасность сейчас представляет вот это обострение в отношениях между Минском и Европой? Не получится ли так, что там сильно обрубив все связи с Европой, поломав все то, что каким-то образом, но все-таки работало, Беларусь рискует сейчас так или иначе, хотя бы частично, но тем не менее расплатиться своей независимостью и своим суверенитетом? Такая угроза существует, но надо сказать, что сегодня хороших вариантов для Беларуси уже не осталось. А если говорить конкретно о миграционном кризисе, то для России сегодня, Путин сегодня, пожалуй, единственная сторона, единственный игрок на мировой арене, который может быть на 100% бенефициаром этого конфликта, причем вне зависимости от того, чья возьмет. Потому что если дрогнет Евросоюз, то для
Россия — это великолепная информация, а это проверка слабости Европы, и это свидетельство того, что можно на них давить, можно ими манипулировать с помощью вот, в том числе таких скандальных методов, открытых методов фактически агрессии на границе. И это, безусловно, то, что будет предопределить российскую политику на континенте, я думаю, на годы вперед. Это будет сигналом того, что на Европу можно давить. Если Европа не дрогнет и выработает эффективный механизм давления на Лукашенко, эффективный ответ на миграционный кризис, то это, безусловно, ослабит дополнительно Лукашенко, еще больше загонит его в угол и, безусловно, упростит для Кремля задачу поглощения Беларуси. Поэтому, безусловно, тут, если режим Путина сможет остаться в тени в этой истории, то он будет стопроцентным бенефициаром вне зависимости от того, как все разрешится. Единственное, я думаю, сценарий, при котором может понести серьезные потери Кремль, это если все-таки перерастет реальный вооруженный конфликт на границе. Потому что в таком случае в тени Россия остаться не сможет. Москва воспринимает Беларусь как часть своего оборонного пространства. Значит, в любом случае будет необходимость вмешаться. Да, таким образом, скорее всего, получится под этот шумок фактически ввести и оставить войска в Беларуси. Это, конечно, очень привлекательная перспектива для России, но цена, мне кажется, на данный момент чрезмерно высока, потому что Путин все-таки рассчитывает медленно додавить Лукашенко, медленно к 2023-2024 году. Вот те же дорожные карты, которые были подписаны, они, собственно, и рассчитаны на 2023-2024 год. То есть так неторопливо додавить, потому что стратегически положение Лукашенко очень плохое, и принципиально измениться в лучшую сторону оно не может. И, в принципе, Путин демонстрирует вот с лета 2020 года свою большую терпеливость в белорусском вопросе. Он понимает, что то, что сейчас творит Лукашенко в качестве руководителя государства белорусского, это объективно идет на пользу Кремлю. Все, что он делает внутри страны, на международной арене, репрессии внутри, зачистка гражданского общества, подавление национальных элит, все это абсолютно соответствует. На самом деле то же самое, что бы делала путинская оккупационная администрация, если была там, в 2020 году введена российская армия в Беларусь. И, соответственно, абсолютно выгодна и международная политика, внешняя политика режима Лукашенко для Путина, потому что все, что происходит, опять-таки, с лет 2020 года, это постепенная, последовательная эскалация конфронтации с Западом. Она становится все более яркой, все более агрессивной, все более бескомпромиссной. Это опять-таки в интересах Путина. Так что, мне кажется, я слышал, безусловно, эти мнения, что как раз все и затевается для того, чтобы сейчас вести под шумок российские войска в Беларусь. Мне кажется, нет для Путина сейчас необходимости торопить события. Он рассчитывает, что Лукашенко, в общем-то, доведет до этого состояния и сам, без открытой конфронтации при этом с Западом. А если, безусловно, под шумок этого кризиса вводить войска, то это будет чревато открытой конфронтацией с Западом, в том числе с блоком НАТО. Скажите, пожалуйста, каково отношение белорусского общества к возможной вот этой вот самой оккупации, какой бы она ни была? Будет ли она с танками и прямым военным вторжением? Будет ли она произведена путем такой постепенной сдачи национального суверенитета, национальной государственности? Как народ это воспримет-то? Безусловно, и все исследования, которые проводились в последние годы, однозначно свидетельствуют о том, что большинство населения категорически против даже не оккупации. Вопрос, конечно, социологи никогда так не ставят напрямую, будете ли вы за или против оккупации, но они против даже поглощения, вхождения Беларуси в состав России в качестве, в рамках реализации этого союзного договора. То есть, безусловно, критически относится абсолютное большинство белорусов к идее утраты суверенитета. Это абсолютная ценность для подавляющего большинства. Тут полный консенсус существует, безусловно. И на что же тогда в этой ситуации может рассчитывать Москва? На силовое подавление протеста? На какие-то, я не знаю, какие-то подачки? Рассчитывают, что эти подачки задобрят белорусский народ?
Я думаю, что расчет именно на то, чтобы взять белорусский народ измором. И именно то, о чем я говорю, это очень осторожная политика. Он исходит из того, что режим Лукашенко доведет состояние в стране до такого бедствия во всех смыслах, что приход России будет не худшим из возможных вариантов. Он надеется, что это примерно так и будет выглядеть, потому что уровень террора будет уже таким, уровень экономического бедствия будет таким, уровень изоляции мировой будет такой, что, собственно, приходит сюда Россия или нет, не будет иметь значения. Ну, то есть в представлении Москвы, я думаю, что это примерно так выглядит. Ну и вот пока идут все эти глобальные процессы, они будут еще и менять, синхронизировать законодательство, что предусмотрено вот этими дорожными картами, интеграционными программами, подписанными совсем недавно. Что-то может сейчас сделать белорусская оппозиция или Европа, которая поддерживает белорусскую оппозицию, для того, чтобы не допустить такого развития событий? Есть ли какие-то еще инструменты, кроме санкций, кроме дипломатической и политической изоляции режима Лукашенко, ну и вот его кремлевских помощников? Ну, я боюсь, что других инструментов у Запада просто сейчас нет. Собственно, санкции — это и есть наивысший, самый эффективный инструмент из возможных на международном уровне. Кроме больше, чем это, сложно что-то себе представить, собственно говоря. Что касается оппозиции, то тут вопрос не в том, что они придумают. Вопрос в том, когда белорусы посчитают для себя возможным снова рискнуть всем, рискнуть своей жизнью и выйти на улицу, выйти на забастовку, в общем, принять активное участие в сопротивлении. Еще раз подчеркиваю, что электоральная ситуация в Беларуси, она никак не поменялась с лета 2020 года. Она, более того, скорее ухудшилась для Лукашенко по некоторым косвенным признакам, которые показывают некоторые исследования. Но почему люди не выходят сейчас, а выходили летом 2020 года? Потому что тогда была вера, что вот именно сейчас можно что-то изменить. И я думаю, что это произойдет снова, люди снова массово будут рисковать собой ради перемен в Беларуси, однако им нужна именно убежденность, что именно сейчас что-то можно изменить. Не просто так выходить из недели в неделю, изо дня в день на протесты и рисковать попасть в тюрьму, пройти через пытки, но это, конечно, большинство населения ни в одной стране на это не может пойти. Это удел отдельных людей, диссидентов, которые вот видят так свой путь. Большинство населения всегда, большинство общества поддерживает участвует в таких массовых глобальных событиях только тогда, когда они видят реальный шанс что-то изменить. То есть вот сейчас, подытожив, хочу уточнить у вас. Скажите, пожалуйста, то есть я правильно понимаю, что говорить о том, что Лукашенко победил и задавил протест, мы не можем, что протест еще не закончен, он, может быть, просто на какое-то время принял иные формы, на какое-то время затих, но вовсе не умер? Совершенно верно. Совершенно верно. И вот эта пропасть между обществом и государством, которая возникла летом 2020 года, она никуда не исчезла, она только расширилась. Отчуждение общества от государства вообще, я думаю, что очень сильно увеличилось за этот год, потому что, даже для самых конструктивно настроенных стало очевидно, что каким-то образом договариваться и примиряться с этой властью невозможно. Нужно просто ждать момент, когда, возможно, будет что-то изменить. Напоминаю еще раз, это был Игорь Ильяш, журналист и политический аналитик из Минска, из Беларуси. И еще раз вот просто посоветую тем, у кого есть еще какие-то иллюзии относительно Лукашенко, у кого есть еще какие-то иллюзии относительно того, что Лукашенко как-то по-особенному тепло, хорошо относится к Украине и к украинцам, купить ту книгу, которая как раз в соавторстве с заключенной сейчас своей собственной женой Екатериной Андреевой написал Игорь Ильяш, называется она «Белорусский Донбасс». Там все сразу становится понятно, и кому на самом деле симпатизирует Лукашенко, и на чьей стороне скорее симпатии вообще всего этого режима и лукашенковских силовиков, тех самых силовиков, которые сейчас не пускают мигрантов, не дают им возможности, даже тем, которые очень захотят вернуться
вернуться назад, вернуться в те страны и в те края, откуда они прибыли в Беларусь. Кстати, я надеюсь, что я в понедельник уже смогу рассказать чуть более подробную историю одного из этих людей. Я связался в Ираке с журналистом, с моим коллегой, который тоже был в Беларуси, который тоже вот прошел этот путь, добрался до Минска и, в принципе, мог бы попытаться, как и те тысячи людей, которые сейчас заперты рядом с границей, проникнуть в Евросоюз. Но он решил по-своему, что называется, сломать систему, и вместо того, чтобы прорываться в Евросоюз, обратился к официальным властям белорусским с просьбой предоставить ему политическое убежище в Минске, непосредственно в Беларуси, не пытаться добраться до Евросоюза. Ну, ведь белорусская же пропаганда рассказывает, какой прекрасный край построил Лукашенко, какая процветающая и стабильная страна Беларусь именно при нем стала. Ну, и вот этот журналист, парень в рамках такого отчасти журналистского эксперимента, но все-таки попросил убежища у белорусских властей. Вы, собственно говоря, можете представить, чем все это закончилось. Никакого убежища ему представлено, естественно, не было. Он прошел там через несколько кругов ада общения с белорусскими ментами и был, в конце концов, выдворен на родину. Сейчас он находится в Ираке. Вот, собственно говоря, я с ним связывался через интернет. Он находился в одном из городов севера Ирака и некоторые подробности рассказывал. Еще не все. Мы с ним в процессе общения находимся по той простой причине, что он не очень хорошо, не очень ладно говорит по-английски. Он вынужден, значит, сначала как-то на курдском языке, на одном из курдских языков свои сообщения писать, потом с помощью переводчика автоматического их переводить и отправлять. Мне там некоторые нестыковки есть, но я надеюсь, к следующей программе более такую широкую картину уже смогу выстроить и смогу рассказать его историю более полноценно, так, скажем так, вот от начала до конца выстроенную. Сейчас мы с ним вдвоем над выстраиванием этой истории и работаем. Пока отправляемся в Афганистан. В Афганистане талибы уже вот прям освоились почти окончательно. Талибан, который захватил власть в стране, над всей страной уже в августе этого года, они уже назначают, скажем, своих губернаторов в самые разные провинции. Причем люди, которые живут в этих провинциях, очень часто жалуются на то, что талибы даже не пытаются, скажем так, назначать людей хотя бы близко понимающих, что происходит в тех самых краях. То, что вы сейчас видите на экране, это один из наместников, если так можно выразиться, талибских в Паншерском ущелье. Паншерское ущелье — это то самое место, та самая территория, где дольше всего держалось антиталибское сопротивление. Это то самое место, где были вот те самые отряды, названные в честь отрядов когда-то в 90-х всражавшихся против талибов Северным альянсом. И вот этот человек на камеру рассказывает о том, что, ребята, необходимо сдаться всем вам, всем тем, кто еще каким-то образом, значит, пытается оказывать сопротивление, тем, кто куда-то ушел в горы, тем, кто пытается воевать против талибов. Вам необходимо сдаться. Поверьте, мы будем к вам хорошо относиться. Поверьте, мы каждому из вас найдем применение. Любопытно вот еще что. Он почти, вот этот вот человек, вы его сейчас видите на экране, он почти каждый день постит такие или похожие призывы в Твиттере. Как раз в этом твиттере он рассказывает о том, что тем, кто сам сложит оружие, тем, кто сам явится к талибам и расскажет о том, что, значит, одумался, не хочу больше воевать, готов послужить стране, готов послужить режиму талибов, вот им будут обещаны там все возможные преференции, помогут им в трудоустройстве, вплоть до того, что талибы готовых воевать на их стороне, готовых вливаться в ряды уже талибской афганской армии, готовы взять их к себе. Так вот, этот парень, он даже разместил номер телефона горячей линии. Вот талибы уже используют такие даже прежде явно для них чуждые инструменты, как номер телефона горячей линии, по которой может любой желающий позвонить и получить инструкции относительно того, как теперь им действовать, как теперь им попасть скажем так, послужить новому обновленному Афганистану. Я, кстати, когда говорю о том, что
новая армия, уже на этот раз талибская армия, это не преувеличение. Действительно, талибы сейчас вот от какого-то вот того разрозненного воинства, которое они представляли еще несколько месяцев назад, кое-как одетого, чем попало, вооруженного, часто не имеющего представления о тактике и стратегии ведения боя. Вот они сейчас превращаются в настоящую такую армию. Даже провели очередной парад. Формально этот парад был приурочен к какому-то там очередному выпуску каких-то курсантов одного из училищ военных. Но на самом деле, похоже, этот парад преследовал совсем другую цель. Этот парад преследовал цель демонстрации того, что сейчас, уже после того, как захвачено вооружение американское, западное, российское, советское, сейчас, когда... Вот, кстати, советская, я как раз говорил, или российская, это Ми, это вертолет российского или еще даже советского производства, который есть уже, его захватили, он уже в распоряжении сил Талибана находится. Так вот, уже даже форма появилась у талибов, общая, единая. Вот, кстати, вот парад, о котором я говорил, вот вы можете наблюдать. Действительно, уже не идут в шлепанцах, не идут каким-то там разорванным строем. Вот они, видите, выстроились на плацу, движутся такие колонны, у них уже есть, вот повторюсь еще раз, форма, на этой форме уже есть знаки различия какие-то, на этой форме уже есть нашивки, обозначающие принадлежность именно к афганской, к новой афганской талибской армии. То есть они уже действительно ведут себя как армия, они уже действительно ведут себя как... и, по крайней мере, выглядят как регулярные вооруженные силы, а не как просто вот какое-то такое вот ополчение, кое-как одетое, кое-чем вооруженное, там и на чем попало передвигающееся. Нет, благодаря тому, что американцы, благодаря тому, что афганская армия, благодаря тому, что союзники американцев по вот этой вот антиталибской коалиции бросили огромное количество вооружения, бросили огромное количество техники, все теперь попало в руки талибам. Они, конечно, что-то не смогли восстановить, но по большей части, вон, видите, и летает, и ездит, и стреляет, и вполне себе боеспособная армия получилась. И вот, кстати, боеспособная армия. Ведь совсем недавно не было всего этого. Ведь это не была боеспособная, вот такая в современном смысле этого слова армия. Это действительно были какие-то, вот часто действительно в шлепанцах люди, которые, если и передвигались на чем-то моторизованном, то сейчас отвлекусь. А то, что вы видите на экране сейчас, это вот те самые бойцы сопротивления, к которым обращались ребята из Талибана с призывом сдаваться. Это вот те самые бойцы сопротивления, которые обещают не складывать оружие до того, как не выгонят талибов из Афганистана. Это вот те люди, которые сейчас говорят о том, что они будут вести партизанскую войну везде, где только это можно, и еще и призывают всех афганцев, не готовых жить под властью талибов, собственно говоря, вливаться в их ряды, вливаться в ряды сопротивления, поднимать восстания, устраивать диверсии, устраивать саботаж талибам везде, где только это можно. Так вот, а как же так получилось, что вот эти вот ребята, передвигающиеся часто пешком, если использующие какие-то моторные средства, то обычно какие-то старые китайские мотоциклы, как же они взяли и разбили вот эту вот афганскую армию, вооруженную современным американским или европейским оружием, армию, у которой были вертолеты, хаммеры, там бронированные автомобили, куча всякой самой разной техники. А вот выясняется, тут бывший министр финансов в том самом правительстве, которое бежало, в том самом правительстве, которое было свергнуто талибами, зовут его Халид Паенда. Он рассказал BBC о том, что вот это вот самое
300-тысячная армия, которая вроде бы как была в Афганистане и которая должна была сопротивляться талибам, которая должна была остановить наступление талибов, на самом деле существовала только на бумаге. Он рассказывает о том, что вот эти 300 тысяч, там действительно выдавались деньги, там действительно на 300 тысяч, исходя из числа в 300 тысяч человек, ежемесячно отпускались какие-то средства на выплату зарплат, на закупку вооружения, на закупку техники, на обслуживание этой техники, на еду для солдат и офицеров, на все возможные, все те мыслимые траты, которые должны быть в армии. Но на самом деле, как он говорит, в реальности эта армия была в разы меньше по той простой причине, что это вот так называемое, как в английском языке есть такое выражение, которое называется paper soldiers, бумажные солдатики. У нас бы, наверное, мы правильнее всего подобрать такое выражение, как мертвые души. То есть это те военнослужащие, которые существовали только на бумаге. И деньги, выделенные на которых, собственно говоря, пропадали где-то в высоких кабинетах или где-то раскладывались в карманы офицеров и каких-то чиновников, ответственных за содержание армии. Так вот, бывший министр финансов говорит, что на самом деле афганская армия была не 300 с лишним тысяч человек, как это было на бумаге, как об этом свидетельствовали самые разные отчеты, а примерно в 6 раз меньше. Можете себе представить? То есть в 6 раз меньше. Какое-то безумное количество денег, какое-то безумное количество вот всех тех долларов, которыми накачивалась афганская армия, афганские спецслужбы, на самом деле просто уходили на какие-то там безумные дворцы для чиновников, на какие-то там увеселения для генералов. Все это вкладывалось в какие-то офшоры, распихивалось по каким-то банкам где-нибудь в Европе, где-нибудь на Каймановых островах или где-нибудь в богатых странах Персидского залива. То есть реально армия была там 50 тысяч человек, а на бумаге она была 300 тысяч человек. И когда эти 50 тысяч человек столкнулись с талибами, соответственно говоря, талибы и выиграли, потому что там все планы оборонительные, наступательные и так далее строились из расчета того, что есть же у нас 300 тысяч человек, вот пусть эти 300 тысяч человек и воюют. Но когда их оказалось в 6 меньше военных, конечно, они потерпели крах. Конечно, все эти планы пошли псу под хвост и оказались нереализуемы. Что ж, это был Афганистан. Сейчас еще бросим такой короткий взгляд на Ливию. В Ливии должны пройти в конце декабря уже этого года выборы, президентские выборы. Не в первый раз планируется проводить эти выборы. Их откладывали уже несколько раз. И, в общем-то, логично, что их откладывают по той простой причине, что в Ливии еще нет какого-то такого более-менее устойчивого мира и нет согласия между всеми теми разными группами, которые контролируют те или иные части Ливии. По большому счету, Ливии как единой страны сейчас, вот после начала войны в 2011 году, не существует. Какие-то клочки контролируются одними силами, какие-то клочки другими силами. Здесь присутствуют там какие-нибудь ЧВК Вагнера или присутствовали, здесь присутствуют прокси египетские, здесь присутствуют прокси еще каких-нибудь сил, заинтересованных в том, чтобы Ливия была союзной тому или иному государству и не совсем союзной другому государству. В общем-то, действительно странно проводить в таких условиях выборы, потому что, понятно, выберут одного кандидата, другие не признают, скажут, мы не хотели этого кандидата, мы продолжим эту войну. У международных посредников, которые пытаются уже который год, собственно говоря, помирить эти самые разные воюющие
ливийские стороны, есть надежда на то, что давайте так, вот не получается сейчас урегулирование, может быть, если будет какой-то общенародно избранный президент, удастся каким-то образом страну вытащить, потому что, ну, появится еще одна сила, еще один какой-то авторитетный центр, который может там включиться в переговоры, на который, может быть, будут ориентироваться какие-то из этих самых групп. Так вот, сейчас идет регистрация кандидатов в президенты, и среди прочих о своей готовности идти баллотироваться на высший пост в стране внезапно заявил сын покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи, которого зовут Саиф аль-Ислам Каддафи, 49 лет ему. Он, вот, кстати, вы посмотрите на него, вот это он, одет как отец, отрастил бороду, посидел какое-то время назад, тогда, когда еще отец был жив, и он был все время при нем, он принимал участие в работе правительства, он специалист по экономике, и он был такой как раз гладко выбритый, ходил в европейских костюмах. Но вот сейчас, возможно, как мне кажется, пытаясь каким-то образом, может быть, привлечь на свою сторону тех людей, которые поддерживали его отца, он прям копирует имидж старика Каддафи. И жесты такие же использует, и оделся в такой костюм такого ближневосточного или североафриканского какого-то мудреца. И вот то, что вы видите на видео, он как раз подписывает бумаги о регистрации в качестве кандидата в президенты. К нему огромное количество вопросов. Его обвиняют, например, в том, что он вместе с отцом участвовал в расправах над оппозиционерами, тогда, когда еще акции протеста оппозиции не переросли в гражданскую войну. Тогда, когда еще оппозиционеры не прибегали к оружию, тогда, когда еще оппозиционеры пытались добиться демократизации, пытались добиться какого-то разворота режима в сторону более демократических ценностей мирным путем. Так вот, его обвиняют в том, что он принимал участие в расправах над этими людьми, что он лично отдавал приказы военным расстреливать протестующих. И по большому счету ему действительно может грозить еще тюремный срок. Правда, вот еще интересно, что он в начале войны оказался в руках у повстанцев, какое-то время, несколько месяцев или даже несколько лет провел в тюрьме, но потом был отпущен. Ну, понятно, что это не была настоящая тюрьма, там не было никакого судебного процесса, не было какой-то юридической процедуры, на основании которой его бы могли приговорить к заключению. Он просто вот попал, ну, по большому счету, на правах даже, наверное, не военнопленного, а заложника находился там. Ну вот, потом его отпустили. 24 декабря, если ничего не произойдет, должны пройти выборы. Но, повторюсь, да, не в первый раз назначают уже эти самые выборы. И похоже, что, собственно говоря, чем бы они ни закончились, пройдут они или не пройдут они, серьезного сдвига в сторону упрощения ситуации в Ливии, серьезного сдвига в сторону окончания этого самого ливийского конфликта, наверное, ожидать не стоит, как бы нам всем не хотелось обратного. Что ж, с Ливией мы закончили. Ливия — это североафриканская страна. Сейчас отправляемся в страну южноафриканскую, соответственно, в Южноафриканскую республику, в ЮАР. Несколько дней назад в ЮАР умер де Клерк. 85 лет было этому человеку. Он прославился тем, что он был последним белым президентом в ЮАР, последним президентом, который был избран еще во времена апартеида. Вот вы видите этого человека на видео. Кстати, любопытный момент. Это видео было записано, конечно же, еще при жизни де Клерка, но опубликовано, согласно его завещанию, только после того, как он умер. Его фонд опубликовал это видео, в котором де Клерк благодарит соотечественников за доверие и извиняется за апартеид. Не успевая в этот раз закончить с историей про де Клерка,
тем любопытнее будет следующая программа, потому что тогда в следующей программу тогда и начнем с Южноафриканской Республики, начнем с апартеида, начнем с того, что там сейчас происходит. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Увидимся.